Мэтт Динеман. Карл. Обходчик подземелий. Читает Дмитрий Поляков. Рим будет существовать столько, сколько будет существовать Колизей. Когда Колизей падет, падет и Рим. Когда падет Рим, падет мир. Беда достопочтенный. Беда достопочтенный. 672 или 673, около 735 годов. Англосаксонский монах, автор церковной истории народа англов, ценнейшего источника сведений об истории современной ему Англии. Здесь и далее примечание переводчика. Пролог. Преображение грянуло приблизительно в 2:23 по Тихоокеанскому стандартному времени. Разница между Тихоокеанским стандартным временем и московским – 11 часов. Думаю, что все, кто находился в помещении, когда это произошло, умерли мгновенно. Если у тебя над головой была хоть какая-нибудь крыша, ты уже мертв. Касается и тех, кто летел в самолетах, ехал в автомобилях или метро. Считаются даже палатки и картонные будки. Черт возьми, может и зонтики тоже. Хотя в этом пункте не уверен. Я не собираюсь лгать. Вы, друзья, были где-нибудь дома? Наверное, вам было тепло, а может быть, вы спали и видели во сне какую-нибудь чушь? Завидую. Вы счастливые, ведь вас просто нет. Рассыпались в пыль при преображении. Был вторник. Календарь только что перепрыгнул на 3 января. На Северную Америку налетела страшная снежная буря, погребая половину материка под снегом и льдом. У нас в Сиэтле в ту ночь было не очень много снега, но температура ниже нуля. А это необычно холодно даже для января. Не сомневаюсь, в других частях света, где было теплее и не середина ночи, выжило больше людей. Намного больше. Готов спорить, что на тех людях было больше вещей, чем на мне тогда, когда это случилось. И этим козлам хватило ума не идти на свет. А у меня выбора не было. Температура ниже точки замерзания, я уже об этом сказал. Я был на улице. Спортивные трусы, кожаный пиджак и розовые кроксы, которые на меня едва налезали, вот и все, что я успел надеть. Легкая обувь, средняя между сандалиями и галошами. Еще я держал в руках кошку. Она орала, царапалась, извивалась и плевалась, и звали ее принцесса Пончик королева Анна Тушка. Черепаховая персидская кошка, которая стоила больше, чем я зарабатывал в год. Черепаховые, пестрые трехцветные кошки. Моя бывшая девушка звала ее короче, принцесса Пончик. Я остановился на Пончике. Позвольте, я вернусь на 10 минут назад. Не буду перегружать вас предысторией, но кое-какие подробности могут оказаться важными. Зовут меня Карл. Мне 27 лет. После военной службы в береговой охране США я заделался морским технологом, чинил электрооборудование для богатых говнюков на их парадных яхтах. Незадолго до того, как все это началось, я жил в Сиэтле с моей девушкой. Ее звали Беатрисой. Беа. Она полетела на Багамы на Новый год с кучей друзей, но не сказала, что в круизе в их компании будет и ее бывший парень. Я понял это довольно быстро, когда увидел ее у него на коленях на фото в Инстаграме. Драм я не люблю, узелки такого рода распутывать не умею. Обманывала она меня или нет, не так уж важно, она соврала. Я позвонил ей и сказал, что между нами все кончено. Пообещал, что соберу ее вещи перед отъездом, без драмы, без шума. Мы просто расстались. Она захотела попросить родителей приехать, чтобы забрать принцессу, но они жили по другую сторону каскад, поэтому я пообещал присмотреть за кошкой, пока Беатриса сама за ней не явится. Каскадные горы – горная цепь, тянущаяся от Британской Колумбии, Канада, через штаты Вашингтон и Орегон до Северной Калифорнии. Да, давайте я расскажу вам про кошку Пончик. Я уже говорил, что она была из тех пушистых плоскомордых кошек, которые выглядят так, как будто им самое место на коленях у злодея из фильмов о Бонде. Мы с Беа делили квартиру с 2 спальнями, и одну спальню отвели кошке, если это вам о чем-нибудь говорит. Если точнее, комнату мы отвели пончиковым лентам, лучшая на показе, лучший представитель породы, бесчетным призам и фотографиям в рамках, где кошка громоздится на столе, а Беа и арбитр стоят за ней. Этих фоток у Беа штук 50. Принцесса выигрывала пропасть лент, призов и кубков всякий раз, когда Беатриса возила ее на выставки, а возила она эту бесову кошку почти каждую неделю в выходные. Вся ее семья выращивала и показывала персидских кошек.
Что до меня, я не так уж ориентируюсь в этом мире кошачьих спектаклей, я ведь говорил, что не увлекаюсь драмами. А теперь разрешите поговорить с вами о кошатниках. Если еще точнее, о кошатниках, которые возят своих котов на выставки. На самом деле, ничего особенного, пусть катится. Важно, что Беа и Пончик принадлежали тому миру, с которым я не хотел иметь ничего общего. Никогда не назову себя любителем кошек, но если уж мы здесь на чистоту, Пончик мне нравилась. Накласть было этой кошке на всех и вся, и я это уважал. Если Пончику втемяшилось в башку посидеть у меня на коленях, когда я рвался к своей игровой приставке, начхать, она будет сидеть на мне. Когда я ее сгонял, она шипела, царапалась и запрыгивала обратно, и задирала свою замурзанную морду. Ну что, мол, ты со мной сделаешь? Уж сколько раз меня подмывало придушить эту тварь, но я же не подонок какой. К тому же я оценил упрямство этой гадины. Кое-кто из моих приятелей поднимал меня на смех за то, что я столько времени возился с вредной лохматой кошкой, которая стоила больше моего годового дохода. А мне нравилось. Мне нравилось, когда у меня на коленях торчал этот меховой шар. Одной из железных заповедей Беатрисы, из тех, что не обсуждаются, было не курить в квартире. После нашей ссоры и разрыва я изменил правила. Курю столько, сколько влезет. Ребячество, понимаю. Но на улице стоял мороз. Пончику не нравился дым, а запах въедался в ее шерсть. Поэтому в качестве компромисса я приоткрывал окно. И вот просыпаюсь я примерно в 2 часа ночи и понимаю, что нужно покурить. Вытаскиваю пачку, раскрываю окно и закуриваю сигарету. Пончик, которая спала в кровати рядом со мной, в тот самый момент решила впервые за свою кошачью жизнь выбраться на улицу и осмотреться. Она запрыгнула мне на плечо и тут же из окна 2-го этажа на дерево, что росло рядом. Именно так. Десятки раз за прошедший год я открывал это окно, и она даже не косилась в ту сторону. А тут, в самую холодную ночь в году, пушистая задница отправилась по следам Льюиса и Кларка. Имеется в виду первая сухопутная экспедиция через территорию США, от Атлантического побережья к Тихоокеанскому и обратно, 1804-1806 годы. Путешествие существенно пополнило научные знания о континенте и завершилось благополучно, его участников по возвращении встречали как триумфаторов. Она сползла вниз по стволу, понюхала тротуар и тут же сообразила, что на улице бешено холодно. Авантюра закончилась так же стремительно, как началась. Кошка забралась на дерево и уставилась на меня с расстояния 1,5 метров, которые отделяли ветку от окна. Дух приключений оставил Пончика, и она уже не решалась прыгать обратно. Зато взвыла во всю мощь своих легких. Несколько минут я извел на попытке руганью заманить кошку обратно в дом. Все это время окно оставалось открытым и впускало клубы ледяного воздуха в совсем недавно уютную комнату. А эта взлохмаченная, черная и бежевая с белым кошка торчала на дереве и визжала так, что я всерьез начал опасаться того, что кто-нибудь из моих соседей проснется и пристрелит ее. Ботинки я оставил в сушилке, в подвале, а где мои беговые туфли ни хрена не знал, и принял мгновенное решение, о котором вскоре пожалел. Сунул ступни в кроксы своей бывшей девушки, натянул тяжелый кожаный пиджак и выскочил на улицу, чтобы схватить кошку. Часть меня подсказывала: к черту все это не твоя кошка, пусть эта ублюдина замерзнет. Но, как я уже говорил, я не такой подонок. Хоть Беатриса и заслужила свое, но она любила эту кошку, а у этого несчастного тупорылого Пончика на таком холоде не будет и шанса. Не хватит ее надолго, к тому же кошка вот она, и воет так, как будто кто-то на ее глазах пожирает ее котят. Итак, я ринулся вниз по лестнице, выскочил из дома и бросился к дереву, которое росло между домом и тротуаром. И немедленно пожалел, что не потратил время на то, чтобы одеться как следует. Холодный ветер сразу впился всеми зубами в мои ноги. Пончик была там, на дереве, но у меня не было возможности до нее дотянуться. Она растопырилась между мной и открытым окном, глядела в комнату и продолжала выть. В окне нижнего этажа зажегся свет. Я застонал: «Миссис Парсонс, сварливая миссис Парсонс, коллекционерша жалоб». «Пончик», — позвал я, — «иди сюда, маленькое дерьмецо», и протянул к кошке руки. Она могла бы на них спрыгнуть, я ее этому учил. Тряс сумочкой с кошачьим кормом, и она прыгала прямо в нее. Я делал губами пс-пс-пс, и она иногда прыгала мне на плечо. Я выругал себя за то, что не вынес кошачий корм. Окно квартиры на 1-м этаже распахнулось. «Ради всего святого, что вы там делаете?»
– прокричала миссис Парсонс, высунув голову. Голова старухи была обернута чем-то вроде полотенца, отчего она походила на «с вами». «С вами, владеющий собой, свободный от чувств». Санскрит. Отшельник или йогин. Почетный титул как мужчин, так и женщин в индуизме. Ее маленькие глазенки уставились на меня. «Карл, это ты?» «Да, миссис Парсонс», – отозвался я. «Простите, моя кошка убежала, и я пытаюсь поймать ее, пока она не замерзла до смерти». «Похоже, это ты сейчас замерзнешь до...» Миссис Парсонс так и не закончила фразу. Хлопок. Все произошло в одно мгновение. Здание обрушилось, я видел, как это произошло. Только что здесь стоял 7-этажный дом, и вот его нет. Но он не просто исчез. Я смотрел в глаза миссис Парсонс, когда здание рушилось. Как будто это не дом, а огромная жестяная банка. Ее придавил гигантский сапог. Я это видел. И я это слышал. Ветер ударил в лицо, и внезапно наступила темнота. Уличного фонаря слева от меня уже не было, все дома вокруг пропали, машины с улицы тоже исчезли. Больше не было ничего, кроме деревьев и велосипедов на велостоянке, да торчал мопед Марджори Уильямс, пристегнутый к ограде. Я огляделся на мгновение, забыв о холоде. Во тьме, в наступившей ночи, я почти ничего не видел. Вдали, в той дали, которая стала доступна моему зрению из-за отсутствия домов, пылал огонь, и стояла полная непроницаемая тишина. «Что за черт?» – вырвалось у меня, когда я повернулся. Остались кое-какие случайные предметы, например, стойки для велосипедов. Дорожный знак «Стоп» сохранился, но стоявший рядом указатель с названием улицы исчез. Мозг отказывался понимать увиденное. На обочине дороги, где парковались машины, остались вмятины, повторявшие их форму, как будто сами машины кто-то втянул вниз, к центру земли, продавив асфальт. Пончик спрыгнула в мои все еще протянутые руки. Я смотрел на кошку, не зная, как поступить и что сказать, только и смог повторить «Что за черт?». От моего дома остался прямоугольник взрыхленной земли, и еще камни. А потом я увидел кое-что у самых моих ног. Это была голова миссис Парсонс. В темноте ее нелегко было различить, но я сразу понял, что это такое. И тут, в тот самый миг, меня осенило. Внезапно исчезли дома, это одно дело. Но ведь в этих домах были люди, почти все жители чертового города. Даже бездомные спали в каких-нибудь укрытиях. В новостях говорили, как все прячутся от убийственного холода. 2 часа ночи, понедельник, все в кроватях, а значит, все мертвы. Я все вращался на месте, как идиот, не зная, что предпринять. Засосала под ложечкой. Пончик начала извиваться, решив, что от меня толку нет. Она укусила меня, но я ее не выпустил. И тут раздался голос. Мужской механический голос, он заговорил у меня в голове. Он был осязаем, словно клин, раздирающий мой мозг. Он говорил не по-английски, но я понимал сказанное. По мере того, как звучали слова, передо мной проплывал текст. «Вниманию выживших людей». «Что?» – выкрикнул я вслух. «Что это? Кто здесь?» Я пнул плывущие слова ногой, и слишком маленький крокс слетел с нее. Я нагнулся и быстро сунул ногу обратно. Слова двигались вместе со мной, проплывали в нескольких футах от моего лица. Даже буквы не были английскими. Они ползли сверху вниз, а не поперек экрана. Но я их знал, понимал, как будто всю жизнь читал на этом языке. Согласно правилам синдиката, подраздел 543 Кодекса о ценных первичных резервах, ваша планета, не направившая должного заявления о правах на минеральные и первичные ресурсы в течение 50 солнечных возвращений от первого контакта, успешно захвачена и сейчас подвергается извлечению всех требуемых первичных ископаемых, которое проводится уполномоченным планетарным управляющим. Все помещения вашего мира уничтожены. Все органическое и неодушевленное сырье обрабатывается в целях извлечения требуемых элементов. Согласно акту об обработке ископаемых материалов, а также подразделу 35-го акта о защите природных планетарных видов, всем выжившим людям будет предоставлена возможность истребовать возврат своих утраченных веществ. Корпорация Борант, получившая полномочия на освоение этих веществ и право избирать способ такого освоения, избрала вариант 3, известный также как 18-уровневое мировое подземелье. Корпорация Борант сохраняет все права на распространение, эксплуатацию и иные способы распоряжения всеми составляющими мирового подземелья до тех пор, пока она соблюдает правила синдиката в отношении освоения мировых ресурсов.
После успешного прохождения уровня 18-го мирового подземелья управление этой планетой переходит к преемнику. Нейтральный наблюдатель синдиката, ИИ, искусственный интеллект, это я, был создан и направлен на эту планету, чтобы управлять сооружением мирового подземелья и обеспечивать должное соблюдение всех правил и предписаний. Просьба отнестись с полным вниманием к следующей информации, так как она не будет повторена. Согласно акту о защите природных планетарных видов, все оставшиеся материалы, ориентировочно 99,9% проанализированного вещества, сейчас перенаправляются в мировое подземелье. Первый уровень подземелья откроется через 18 секунд после окончания этого сообщения. Входы этого уровня будут открыты ровно 1 час по времени людей. Только 1 час. После того, как входы закроются, вы войти не сможете. Если вы войдете, то сможете выйти не раньше, чем завершите все 18 уровней, либо исполните некоторые другие требования. Если вы предпочтете не входить в мировое подземелье, вам придется самостоятельно поддерживать себя на поверхности вашей планеты, и этот сеанс связи может оказаться последним в вашей жизни. Все обработанные прежде вещества и элементы конфискованы. Однако вам не возбраняется добывать и использовать в своих интересах любые оставшиеся и естественно возникающие в природе ресурсы. Корпорация Борант желает вам удачи и благодарит за предоставленные возможности. Вниманию тех, кто желает воспользоваться правом на освоение ресурсов. В мире открывается 150 тысяч входов первого уровня. Все входы будут обозначены и хорошо заметны. Если вы решите войти на первый уровень подземелья, вам предстоит в течение 5 оборотов вашей планеты найти следующий нижний уровень. На втором уровне откроется 75 тысяч входов, на третьем уровне 37 тысяч, на четвертом 18 750, на пятом 9375, на шестом 4688. С каждым последующим уровнем число доступных входов продолжит уменьшаться вдвое до уровня 18, где в вашем распоряжении будут 2 входа и 1 выход. Обходчикам, пожелавшим войти в мировое подземелье, необходимо найти лестницу и спуститься на следующий уровень, пока у них остается время, назначенное для их уровня. Когда время истечет, уровень будет освоен, а вся оставшаяся материя, органическая и неодушевленная, конфискована. Весь лут и прочая материя, не собранная и не востребованная к этому времени, может быть вынесена на рынок синдиката. С понижением уровня срок освоения увеличивается. Дополнительные правила вступают в силу с того момента, когда обходчик достигает 10 уровня. Эти правила будут разъяснены только в том случае, когда кто-либо из обходчиков дойдет до этого уровня. Во всем подземелье на уровнях с 1 по 3 расположено множество учебных гильдий. Если вы пожелаете войти в мировое подземелье, вам настоятельно рекомендуется немедленно найти одну из них. Если у вас имеются дополнительные вопросы или вы желаете оставить заявку, отправьте письменный запрос в ближайшее отделение синдиката. Спасибо за то, что вы являетесь частью синдиката. Хорошего вам дня. Мозг едва разбирал произносимые голосом слова. Настолько меня ошеломило все произошедшее. Я не чувствовал собственных ног, я слишком долго стоял на улице. Мне всерьез грозило отморожение ступней. Необходимо попасть в помещение, причем попасть немедленно. Но никаких помещений теперь не было, даже автомобилей не было. Я перевел взгляд на огонь, который продолжал злобствовать в нескольких кварталах от меня. Нужно добраться туда и как можно быстрее. Я повернулся и заковылял. Ветер со стороны океана, который казался легким бризом до исчезновения домов, превратился в непрекращающийся зловонный буран. Пончик извивалась на моих руках, царапалась, норовила вырваться, вгрызлась в мое плечо, но меня защитил пиджак. Я крепче сжал кошку. Мне это приснилось? Может, я принял какой-то галлюциноген, мировое подземелье? Да что за бредятина в самом деле? Что это вообще означает? Мозг несся галопом. Сразу пришли на ум следопыт, подземелья и драконы и прочие игры, в которые я не играл со времен службы. И никого нигде, вокруг только грохот ветра. Звук горна. Трубный глаз рванулся в ночном воздухе. Я встал как вкопанный. Что еще? «Это появляется подземелье», — подумал я. «Это происходит. Срань господня, это действительно происходит».
Меньше чем в 100 футов слева от меня, посреди того места, которое когда-то было комиссионным магазином, в воздух взмыл столб света. Еще один такой столб взмыл в воздух в миле от меня. Я огляделся. Да они уже охватили весь город. Даже с такого расстояния я ощущал тепло, исходившее из ярко освещенной дыры в земле. Я не думал об этом. Голова все еще плыла от свалившейся на меня информации. Розовые кроксы давили, пожар оказался дальше, чем я сначала представлял. И я впервые столкнулся с переохлаждением. Поэтому я повернулся в сторону огня и побежал. Часть 1, глава 1. Подземелье. Этаж 1. Время до крушения уровня 5 дней. Узорчатая лестница уводила вниз, к свету. Казалось, каждая ступенька сделана из кованого железа. Широченная такая лестница, 20 человек могли бы шеренгой пройти. Сияющее тепло лучилось из дыры. Я шагнул и провалился глубже, чем предполагал. Мои шаги эхом отдавались в ослепительном свете. Из почти миллиона жителей города в этом месте находился я один. Пончик уже перестала рыпаться, она вцепилась мне в плечо и зарычала, когда мы начали спуск. «Добро пожаловать!» — звало меня вглубь слепящее тепло. Недавно я перестал чувствовать ступни и икры, а теперь ощутил жжение. Я пробыл на холоде недостаточно долго, чтобы всерьез заболеть, но промерз дьявольски. Лестница казалась нескончаемой. На ступенях был выбит узор, изображавший, возможно, рыб, а может и демонов. От этих фигурок какого-то азиатского вида мне сделалось не по себе. Несколько минут назад этой лестницы здесь не было. Эта штука, построенная из зданий, автомашин и людей всего мира. Кто это сделал? Как у него получилось? Когда я добрался до нижних ступеней, температура повысилась до влажных, умиротворяющих 27 градусов по Цельсию, или около того. Металлическая лестница закончилась мраморным полом и могучей дверью метров 9 в высоту и примерно столько же в ширину. Деревянная дверь с полукруглым верхом, сделанная в виде массивной рыбы-демона, вроде тех, что на ступеньках. Глянув снизу на эту двойную дверь, я пробормотал: «Что это за черт такой?» Я таращился на дверь, когда над ней выскочило информационное поле. Квадратик появился так внезапно, что я отступил на шаг. Я как будто попал в игру, или на мне материализовались контактные линзы для чтения подсказок. Был даже крестик в углу, чтобы отключать окошко. Это изображение Коатин, основных владельцев корпорации Борант, господствующего вида системы Борант. Убедитесь, что вы узнаете этих мужчин. Позднее вам будет предложен тест. Это последняя шутка или как? Сосредоточившись на крестике в углу, я мысленно закрыл картинку. Опять посмотрел на резную фигуру и ощутил нечто похожее на покалывание в мозгу. Снова появилось информационное поле, я закрыл его. Жуть. Я мог силой разума контролировать информацию. Мог открывать информационные поля, концентрируясь на отдельных элементах. Мог закрывать эти поля, мысленно щелкая по крестику. Это означает, что они у тебя в голове. Может быть, все это нереально? Например, ты спишь, и совершается высокотехнологичная имитация, как в фильмах «Матрица». Боль в оттаивающих ногах напомнила, неважно, имитация это или нет, неважно, раз больно. Свободной рукой я толкнул дверь. Она легко открылась внутрь, и я оказался перед длинным коридором, освещенным множеством факелов. Прихожая была такой же высокой и широкой, как и дверь. Я видел туннель, построенный скорее для двухполосного проезда автомобилей, чем для прохода одного человека. Вдалеке от основного пути отходило несколько боковых. Возле первого ответвления дороги замигал свет. Там был какой-то знак, но с такого расстояния я не мог разобрать надпись. «О!» – позвал я. Пончик кусанула мою ладонь. Я уронил кошку, и она рванула в туннель. Примерно в 10 прыжках она остановилась и огляделась. Морда у нее была растерянная, ошарашенная. Я шагнул к кошке, и дверь захлопнулась за моей спиной. Свет исчез. Сменился сумеречной полумглой. «Здравствуй, обходчик! Добро пожаловать на первый этаж!» Голос был новый, мужской, чрезмерно радушный, почти как у ведущего телевизионной игры. Не тот человек или диктор, приславший первое сообщение. Слова проплывали передо мной и одновременно произносились в моем мозгу. В отличие от экрана, похожего на компьютерную панель инструментов, отключить этот голос я не мог. Его скорее можно было сравнить с субтитрами. В правом верхнем углу моего поля зрения возник счетчик времени.
4 дня, 23 часа, 48 минут. Шел обратный отсчет. Я опять попробовал стереть цифры. Они не пропадали. Я закрыл глаза, и информация исчезла. Все это вызывало тревожное чувство и легкое посасывание под ложечкой. Пончик оставалась на месте, в нескольких шагах от меня. И этот кошачий ком рассекал лапой воздух перед собой. Она тоже видит, подумал я. Что бы тут ни творилось, с кошкой творится то же, что и со мной. «Пончик», — позвал я, — «не отходи от меня». Кошка все-таки, на меня не отреагировала. Но, глядя на нее, я ощутил тоже едва различимое покалывание, как тогда, когда глядел на дверь. Я сосредоточился, и над кошкой возникло информационное поле. Обходчик номер 4119, принцесса Пончик. Уровень 1, раса кошачья, класс еще не назначен. Я шагнул вперед, ощущая неудобство от кроксов. И на меня обрушился новый текст. Ваш статус. Обходчик номер 4122. Вам назначено имя обходчика Карл. Вы приписаны к человеческой расе. Ваш уровень 1. Вы сможете выбрать другую расу и другой класс, как только спуститесь на 3-й этаж. Баллы для повышения статистики будут начисляться на основании вашего текущего физического профиля и умений. Подробности в меню статистики. Меню? Как же вызвать это меню? Но прежде чем я подумал об этом, меня накрыла стена текста. Поздравляем! Вы заработали первую награду «Безумная леди-кошка». Вы вошли в мировое подземелье в обществе кошки. Разве это не мило? Награда. Вы получаете бронзовый ящик для животных. Новое достижение. «Безумная леди-кошка-первопроходец». Вы первый обходчик, вошедший в мировое подземелье в обществе кошки. Наверное, вы и правда любите это существо. Жаль, что вам обоим придется умереть страшной смертью. А может быть, и не придется. Взгляните на награду, которую вы только что получили. Награда. Легендарный ящик для животных. Новое достижение. Начальный опекун. Вы один из первых 5000 обходчиков, вошедших в новое мировое подземелье. Сосунок. Награда. Вы получаете серебряный ящик авантюриста. Новое достижение. Пустые карманы. Вы не принесли с собой запасов никаких. Знаете, вам по-прежнему нужно есть, так? Награда. Вы получаете бронзовый ящик авантюриста. Новое достижение. Почему на вас нет штанов? Вы вошли в подземелье без штанов, пижон. Вы серьезно? Награда. Вы получаете золотой ящик гардероб. Новое достижение. Безоружный воин. Итак, ты собрался сплясать в зале под названием «Мировое подземелье» и даже не запасся оружием? Или ты смелее, чем кажешься, или всего-навсего идиот? Удачи тебе, Ван Дам! Награда. Вы получаете бронзовый ящик «Арсенал». Новое достижение. Одиночка. Вы вошли в подземелье без сопровождения людей. Вас никогда не учили, что безопасность в численности? Награда. Не будет. Ха-ха, да чего ж ты никакущий? Я смотрел, как тускнеют, исчезая эти последние слова. «Да чего же ты мертвый?» Пончик опять терла перед собой воздух. «Меню», — произнес я вслух. Ничего не произошло. «Статистика». Ничего. Каким же макаром я должен получать информацию? Было сказано, что я что-то там получаю. Что? Ящики, контейнеры, что ли? По крайней мере, так это звучало. То есть у меня должен быть какой-то склад. Я припомнил что-то из первого сообщения про учебную гильдию. Посмотрел на неоновый знак в темном туннеле метрах в 100 впереди. Там? Я затрусил по туннелю в сторону сверкающего знака. Пробежал мимо кошки, та сидела на земле, лизнула лапу и потерла лоб. Потом вроде вздохнула и решила следовать за мной. Вот она, неоновая надпись «Учебная гильдия». И стрелка указывает вниз на узкий темный проулок. Я перестал ковылять. Мое шарканье эхом отдавалось в пустом обширном туннеле. Вгляделся в темноту, черно хоть глаз выколи. Сзади тревожно мяукнула Пончик. Я вступил в проулок. Новое достижение. Угодить в очевидную ловушку. Награда. Ну, если рай существует, и вы не окажетесь слишком большим мудаком, может быть, вас туда впустят. Потому что вы вот-вот встретитесь со своим создателем. Впереди продолжали мигать 3 светильника, они слепили меня. Я прикрыл глаза ладонью и отступил на шаг. Что-то механическое зашипело, и что-то похожее на рев парового двигателя ожило. Услышав пронзительный визгливый смех, я развернулся и побежал.
Кроксы слетели, когда я несся по главному туннелю, удаляясь от того места, к которому спустился по лестнице. Пончик взвизгнула и устремилась за мной. Бросив взгляд через плечо, я увидел, что из проулка вылетела какая-то диковинная ракета, чуть не ударилась в дальнюю стену, после чего начала медленно разворачиваться в мою сторону. Машина, пустившая снаряд, была размером с трактор, наподобие танка, и двигалась на гусеницах. Штуковина была сконструирована из плохо подогнанных ржавых кусков металла. На вид такая, что ей бы только развалиться. Впереди у этой махины смерти крутилось шипастое колесо, а наверху стояли 3 зеленоватых уродливых гуманоида. Они вопили и указывали в мою сторону. Чуть выше метра ростом, одетые в лохмотья из кожи. У одного на голове был, по-моему, кухонный горшок. С хрипом и вскриками он управлял громоздкой машиной. Из нескольких трубок валил черный дым. Наконец махина выправила курс и покатилась ко мне. Переднее колесо завертелось быстрее. Выскочило информационное поле. Убивающий бульдозер гоблинов. Изобретение. Созданная гоблинами паровая машина. Ее назначение – выкашивать и убивать беззаботных обходчиков подземелья. Надеюсь, вы привиты от столбняка. Над 3 членами экипажа всплыли окошки. 2 из них сообщали: гоблин, уровень 2. Маленький, зеленый, сообразительный. Физические слабости гоблинов компенсируются абсолютным рвением. 3-го гоблина, что с горшком на голове управлял машиной, сопровождала иная надпись. Гоблин-инженер. Уровень 3. Инженеры. Инцелы мира гоблинов. Инцелы. Субкультура тех, кто верит в свою врожденную ущербность, некрасивость и тому подобное. Непригодность для брака и успешных отношений с женщинами. Они культивируют ненависть к невыбирающим их женщинам и к более успешным мужчинам. Им трудно находить подруг, из-за этого они особенно злы. Если в вашей компании есть женщины, на них набросятся в первую очередь. Не было времени понять, это чья-то тупая шутка или я впервые в жизни оказался лицом к лицу с командой настоящих монстров, старающихся меня убить. Я помчался по коридору и добежал до следующей развилки. Передо мной было 3 пути. Прямо направо и налево. Справа открывался еще один полуосвещенный зал, примерно в половину меньше первого, но все же достаточно просторный, чтобы гоблины могли туда проехать. Ход налево вел в тесное и темное помещение, куда, пожалуй, бульдозеру не втиснуться. Очевидный выбор – драпать дальше по темному коридору. Я помедлил. Выбор слишком очевидный, чтобы быть выбором. Чувствовалась новая ловушка. Двигаться вперед нельзя. Следующая развилка очень далеко, и машина меня настигнет, без вариантов. Свернул направо. Пончик рванула за мной, стараясь совсем не по-пончиковски держаться рядом. Ширина этого отсека была, как у средней дороги, пол гладкий, высота потолка футов 15. Зеленая, вроде лишайников, растительность отсвечивала на стенах, придавая туннелю потусторонний блеск. Сзади надрывались гоблины, маневрирующие на своем убивающем бульдозере. У этой махины большой радиус поворота, им понадобится не меньше минуты, чтобы продолжить погоню. Впереди показалась еще одна развилка. Но перед самым пересечением я разглядел вделанную в стену одностворчатую деревянную дверь. Над ней была присобачена бесхитростная надпись. Буквы были выведены краской того же темно-красного цвета, что и кирпичи стены, поэтому я с трудом разобрал их. «Учебная гильдия». Слова на том же причудливом языке. В ту же секунду, как я прочитал надпись, возник светящийся зеленый квадрат, и название сделалось ярче. Новое достижение. Вы обнаружили и прочитали официальный знак подземелья. О, ты умеешь читать. Хоп-хоп, возьми с полки пирожок. Награда. Вся официальная знаковая система подземелья теперь подсвечена. Вы найдете ее без труда. Ближайшие гильдии появятся на вашей мини-карте. На мини-карте? Вот с чем точно нужно разобраться. Позади меня убивающий бульдозер застрял на повороте, и один из гоблинов 2-го уровня орал и колотил по горшечному шлему инженера чем-то наподобие палки. 3-й гоблин смотрел на меня и тряс кулаком. Они ломанутся за мной в гильдию? Не знаю. Я ухватился за латунную ручку двери и попытался ее повернуть. Не открылась, заперта. «Какого черта?» – произнес я и стукнул по деревянной двери. «Эй, там есть кто-нибудь?» 2 двухуровневых гоблина, кажется, оставили попытки договориться с бульдозером о правом повороте. Они спрыгнули на землю и затрусили ко мне. Брони на них не было, но оба держали предметы, напоминающие деревянные палки с шишками на концах. Через минуту догонят.
Рядом со мной Пончик принялась рычать и шипеть. Я услышал, как за дверью звякнула цепь. В замке повернулся ключ, дверь скрипнула и слегка приоткрылась. Ее удерживала одна цепочка. В проеме показалось бородатое существо, похожее на крысу. Я почти не различал его черты, однако оно было на голову ниже меня. То есть повыше гоблинов, но не намного. «Шо тебе?» – услышал я его голос. «Мобам сюда нельзя, сам знаешь». «Привет. Тут учебный цех, правильно? Было сказано, что я должен прийти сюда». Глядящий на меня глаз расширился. «Так ты обходчик? Жди!» Крысообразный сделал шаг назад, словно желая четче меня рассмотреть. Я сразу вспомнил мастера Сплинтера из черепашек-ниндзя, сенсея-крысу. «Мы открылись, а я не заметил. Должно быть, проспал извещение. Никто ничего не говорит старому Мордекаю. Сначала была рассылка. Присылали через каждые несколько циклов, надежно, как часы. А потом перестали. Бюджет урезали, так я догадываюсь. Они вечно жмутся. Я думал, мы еще 2 года не откроемся». «Да впусти же меня!» – оборвал я. Оглянувшись, я увидел 2 гоблинов. Один намеревался забежать слева, а другой отрезать мне путь к отступлению. «Открывай нахрен дверь!» – заорал я. Один из гоблинов что-то сказал через дверь крысенышу, которого, по-видимому, звали Мордекаем. Гоблинского языка я не понимал, там были хрюки и визги. Мордекай ответил по-гоблински. Оба засмеялись. «Прости, обходчик, ты долго тянул», – сказал Мордекай поверх дверной цепочки. «Я не могу открыть, когда ребята прямо тут. Правило есть правило». «Я долго тянул?» – повторил я. И встал в боевую стойку. Один из гоблинов предпринял отвлекающий маневр, погрозил мне своим набалдашником. Потряс, шишка отвалилась и шлепнулась на землю. Гоблин выругался, отпихнул ее ногой. Я шагнул назад. Пончик встала у меня между ног. Она шипела и плевалась. «Скажи хоть, как открыть эти контейнеры?» Мордекай помолчал, как будто взвешивая, отвечать, не отвечать. «Через награды и ящики в меню инструментов», — сказал он. «Но у тебя нет доступа, малыш». «И как получить доступ?» Второй гоблин, тот, у которого на палке еще оставалась шишка, замахнулся на меня и сильно промазал. Я отметил, что вблизи гоблины выглядели очень похожими на гоблинов из кино и видеоигр. Приземистые, зеленые, почти лысые, с заостренными ушами, прямоугольными лицами и острыми зубами. Должно быть, эти пришельцы, или кто они там, неплохо знают мифы и фольклор землян. Далеко позади него убивающий бульдозер наконец развернулся и загромыхал к нам. «Ты должен закончить обучение». Гоблин с шишкой опять замахнулся на меня. Я не стал ждать, пока дубинка опишет дугу, и атаковал. Вмазал гоблину кулаком в нос и нанес хук слева в правый висок. Он рухнул мешком, над головой существа возникла полоса. Шкала здоровья? До нанесения урона ее не было. Индикатор опустился ниже середины. Зеленый цвет сменился красным. Из гоблина вытекло больше половины жизни. Я неплохо приложился, но не настолько же, как будто ударил 10-летнего пацана. Второй гоблин смотрел на товарища с разинутым ртом, а потом повернулся и побежал к бульдозеру. Кулакам было больно. Я не участвовал в драках, в настоящих драках. Бог знает сколько лет. Когда я служил в береговой охране, то большую часть времени провел техником на катере. Никогда лицом к лицу не сталкивался с откровенными нарушениями закона. Конечно, большинство тех, кто никогда не служил, принимали нас за простых спасателей и понятия не имели, что нас все же готовят к рукопашным стычкам. «И как я, по-твоему, это сделаю, когда ты не открываешь дверь?» Заорал я и пнул гоблина по ребрам. Треск мне понравился. «Может, сейчас дашь мне доступ?» «Это так не работает, мальчик», — проговорил Мордекай. «Мы не можем допустить, чтобы по подземелью шастали необученные обходчики. Кроме того, ящики можно открыть только в безопасной зоне. И если ты дружишь с головой, то, должно быть, догадываешься, что сейчас ты совсем-совсем не там». В красной части шкалы здоровья гоблина индикатор опустился еще ниже, но гоблин не был мертв. Какая-то далекая часть меня пришла в ужас от намерения расправиться с тварью. Несмотря на оружие, он казался беззащитным. Но стоило мне мельком взглянуть на бульдозер, который остановился, чтобы подобрать второго гоблина, сомнения отпали. Я взялся за голову безжизненного гоблина обеими ладонями и приложил о камень. Молотил его снова и снова, пока шкала здоровья не исчезла. «Эй, эй!» – закричал Мордекай. «Эй, остановись! Так на чьей ты стороне?» – спросил я, оборачиваясь к крысенышу. И понял, что обращается он не ко мне. «Сюда нельзя», — говорил он, а я при этом видел его спину.
Пончик. Это же он моей несносной кошки. Она решила, что хватит с нее дороги, и просочилась за приоткрытую дверь. Появилась целая серия новых достижений и еще парочка других уведомлений, но теперь они не запускались автоматически, как раньше, а появлялись в верхней левой зоне моего экрана в виде маленьких сообщений. Я чувствовал, что могу мысленно нажимать на них, но не сейчас. Этот ИИ, или кто бы там ни заведовал этим цирком, вероятно, знает, что сейчас не время закрывать половину поля моего зрения игровой хренью. Не надо именно тогда, когда подступает реальная опасность. «Открывай грёбаную дверь!» – завопил я. «Малыш, забери своего зверя!» – отозвался Мордекай, поворачиваясь ко мне. В его голосе послышались панические нотки. «У меня будут неприятности, если там узнают, что я позволил обходчику проникнуть в гильдию вопреки правилам». «Открывай дверь», — повторил я. «Все понимаю. А если на 5 сек, впусти меня». Дверь хлопнула, последняя цепочка звякнула, и путь был открыт. Я метнулся внутрь как раз вовремя, потому что бульдозер был совсем рядом. Он проехался прямо по трупу гоблина. Завизжали тормоза, но движение продолжалось по инерции, размазывая тело по дороге. 2 гоблина повернули головы, встретились со мной взглядами и завопили от ярости, когда я захлопнул дверь. Глава 2. Как только дверь закрылась, всплыло уведомление. Зал учебной гильдии. Это зона безопасности. Предупреждение. Счетчики уровневого времени продолжают работать. «Я не должен был впускать тебя», — сказал Мордекай, растирая свои меховые ладони. Я рассмотрел крысеныша, на нем была черная куртка и синие штаны. На ногах сильно потертые сандалии. Возникло информационное поле. Мордекай, крыса-хулиган, уровень 50. Гильдейский мастер этого гильдейского зала. Мирный неигровой персонаж, NPC. Хулиганы, самые умные, быстрые и уродливые из расы крысиных. Возможно, они не настолько упрямы, как крыса-грубиян, и не поджарят тебе задницу фейерболом, как крыса-шаман. Однако хулиганы обладают лучшими качествами обоих. Они физически сильны и сведущи в магии. Я закрыл информационное поле. Из-за двери, совсем близко, все еще слышался скрежет гоблинского механизма. Мысленно я нажал на первое из информационных полей, застилавших поле зрения. Ошибка. У вас нет доступа до окончания обучения. Все окошки исчезли, схлопнувшись в одну папку, которая начала мигать. Я стоял посреди помещения размером с учебный класс. В одной половине камин и кровать, на стенах в левой части комнаты несколько полок, на них разные предметы и фотографии в рамках, снимки существ, похожих на птиц. Во второй половине комнаты не было ничего, кроме вытертого серого ковра овальной формы и пустого письменного стола. Рядом с полдюжины стульев школьного типа. Я вновь повернулся к двери. Это единственный выход отсюда. Что? Крыс не замечал меня. Его внимание сосредоточилось на кошке. «Бро», — позвал я. «Морти, выйти отсюда можно только здесь?» «Я Мордекай, малыш. И да, ты все правильно подметил». «Эти зеленые гниды собираются ждать, когда я отсюда выйду?» Пончик запрыгнула на высокую полку и перевернула вазу. Рассыпался пепел. «Мамочка!» – закричал Мордекай и шиканьем согнал кошку. Потянулся к полке, но не достал. «Будь проклята, тварь!» Он повернулся ко мне. «Будь любезен, можешь забрать это чудовище, унести его отсюда!» Он чихнул. «Думаю, у меня начинается аллергия». Скорее всего, чихал он не из-за кошки, а из-за облака пыли, поднявшегося над кучей пепла. «Срань господня, мужик!» – сказал я. «Осторожнее!» – предупредил я сам себя. «Он выглядит не особенно крепким, но у него 50-й уровень. Похож, влиятельная сволочь». «Так ты можешь мне помочь? Они собираются дождаться меня или нет?» «Да, нет, может быть. В общем, трудно сказать. Может быть, один будет ждать, а второй вернется в клан и позовет подкрепление. Ты же этого бедного гоблина уделал просто всмятку. Дай им час, и здесь будет все семейство». Пончик обнаружила у дальней стены камин, в котором весело потрескивал огонь. Кошка расположилась перед ним, задрала лапу и принялась вылизываться. «Дело дрянь». «Ладно», — сказал я, — «не вздумай запереть дверь». Я ухватился за ручку и вышел. Едва успел услышать крысеныша: «Ты рассыпал прах моей матери!» Дверь захлопнулась. Трактор гоблинов находился на середине широкого поворота. Колесо на носу машины вертелось, а шметки мертвого гоблина перепачкали плитку. Труп напоминал огромную пиццу с зеленым перцем и колбасой, которую несколько раз переехали. Оба оставшихся гоблина сидели ко мне спиной. Я припустил к машине.
На задней части убивающего бульдозера имелась небольшая лестница, по виду из костей, скрепленных веревкой. Кто-нибудь из гоблинов мог в любой момент повернуться, надо их брать. Если один уйдет и предупредит свой клан или что у них там, мне крышка. Мне нужна эта учебная гильдия, поэтому вариантов нет. Зазубренные костяные ступени врезались в мои голые ступни. Я подавил крик и запрыгнул на крышку вертящейся металлической конструкции. Убивающий бульдозер грохотал так, что ни один из гоблинов меня не заметил. Крыша машины была утоплена в меховом покрытии. Вдоль бортов тянулись скамьи. Несмотря на мех, ногам было горячо, они почти горели. Пахло сжженной смолой и животным мускусом. Машина могла бы вести штук 15 гоблинов, не считая водителя. Его место располагалось впереди. Около него из пола торчали рычаги, втулки, рукоятки числом с дюжину. Вся эта аппаратура вибрировала и дергалась вверх-вниз. Горшконосный гоблин сидел на водительском сиденье, кричал и хрюкал, дергал за рычаги, тянул рукоятки. Из множества трубок с шипением вырывался дым и пар. Вся машина тряслась, как паровой котел, готовый взорваться. Гладкий каменный потолок в этом туннеле был намного ниже, чем в длинном магистральном проходе, который вел от лестницы. Выпрямившись во весь рост, я мог бы достать его, с трудом. Я не переставал удивляться. Целый мир, состоящий из этих переходов и троп. Ринувшись вперед, я схватил рядового гоблина, который все еще сжимал свою палку, лишенную набалдашника. Меня поразило то, что существо оказалось почти невесомым. Он удивленно хрюкнул, когда я поднял его, и тщетно попытался достать меня своей палкой. Я изо всех сил швырнул гоблина вперед, и он вылетел из пассажирского отсека бульдозера. Вопящее страшилище пронеслось над головой водителя, который только сейчас почуял неладное. Летящий гоблин врезался в стену туннеля, отскочил от нее и приземлился на вращающиеся передние лопасти, и меня, и водителя обдало брызгами красного цвета. Последний гоблин зарычал. Быстрым, словно взмах кнута движением, выхватил из ножен на боку маленький гнутый клинок и выпрыгнул на меня со своего сиденья. Твою же мать, чудище двигалось намного проворнее, чем я мог ожидать, и оттого застало меня врасплох. Нельзя забывать, что этот принадлежал не к тому классу, что двое предыдущих, и был 2 уровнями выше меня. Это плохая идея. Как там Беа любила повторять, прешь напролом и не думаешь? Я пнул гоблина босой ногой. Лишившийся управления трактор продолжал выть, а потом врезался в стену подземелья. Вибрация немедленно усилилась. Штуковина начала подпрыгивать, как стиральная машина, в которую положили камень. Гоблин что-то кричал мне на своем гортанном наречии. «Ты сейчас в моем мире!» – заорал я в ответ. «Придется тебе заговорить на моем языке, ты, злобный кусок зеленого говна!» К моему изумлению гоблин улыбнулся. Выходило, что он понял меня. Эта маленькая гадость переложила нож из одной руки в другую и заявила. «Ты говоришь не на своем языке. Это синдикатский, стандартный, понял, тупой раб? Его программы ввели в твой мозг. Ты всерьез считаешь, что выживешь после...» Гоблин не договорил. Едва он увлекся своим монологом, я прыгнул на него, сорвал с его башки горшок и приложил им тварь. Мелкие острые зубы разлетелись в стороны, гоблин покачнулся. Я врезал ему еще раз, он свесился с трактора. После первого удара над ним появилась шкала здоровья, но она все еще была зеленой. Инженер шлепнулся на землю и застонал. Его нож отлетел в сторону. Я наклонился над бортом. Гоблин лежал на спине, трактор продолжал вращаться и трястись. Гоблин еще на 3/4 был наполнен здоровьем, но дыхания ему уже не хватало. Он как раз начал садиться, когда я запустил в него горшком. Для меня стало полнейшей неожиданностью, что я попал точно ему в лоб. Гоблин закричал, и его ручонки потянулись к новой ране. Я прикинул высоту. Не очень и страшно, 2 метра, может, 2 с небольшим. В детстве я с такой задачей справлялся сколько угодно раз. Ну и какого тогда черта? Я спрыгнул с убивающего бульдозера, рассчитывая приземлиться обеими ногами на грудь и живот приходящего в себя гоблина. Не знаю, упоминал ли я об этом раньше, но здесь будет важно упомянуть. Мой рост 186 сантиметров, вес перевалил за 100 килограммов. Хотя я был далек от той формы, в какой находился во время службы, но все же долгие годы ходил в спортивный зал 3 раза в неделю, наращивал мышечную массу. Природа наградила меня хорошим телом, из тех, что естественным образом поддерживают мышцы. Папа был лайнбекером. Полузащитник в американском футболе. В этом виде спорта мощное телосложение игроков имеет первостепенное значение.
Господи, даже в моей маме почти 180 сантиметров. А ее отец играл центром в сборной штата Орегон, пока не заделался тюремным охранником. Одно из амплуа игрока нападения в американском футболе. Это я все к тому, что я большой шкаф. Во мне много мяса. Гоблин маленький, у него вообще, считай, никакой массы. Мой прыжок на него с высоты, что-то вроде удара кувалдой по куску желе. Шансов у маленького пацанчика не было. Слизь полезла из всех дырок. Убивающий бульдозер взвыл еще громче. Я взглянул на результат проделанной мной работы, и внезапно желудок почувствовал себя нехорошо. На моем экране возникли новые уведомления. Периферийное зрение уловило уведомление, и я повернул голову, чтобы взглянуть. Убивающий бульдозер гоблинов. Поломка парового механизма неизбежна. Под строкой появилась панель с обратным отсчетом времени от 12 секунд. Сукин сын сейчас взорвется. Я повернулся в сторону комнаты гильдии. До нее метров 30, не больше, это не слишком близко. Раздумывать некогда. Я бросился бежать, скользя на плитках, и добрался до комнаты. Распахнул дверь, влетел, захлопнул, задвинул засов для защиты от взрывной волны. Бум! Мир покачнулся. Дверь тряхнула и меня отбросила на пол прихожей гильдии. Зазвенело в ушах, но дверь выдержала, и я, кажется, не получил повреждений. Пончик забилась в угол комнаты, нахохлилась и зашипела. «Что ж за пакость ты сотворил, малыш?» Мордекай смотрел на дверь поверх меня. «Эта дверь способна выдержать кинетический удар звездного разрушителя. Я никогда не видел, чтобы ее когда-нибудь встряхивало с такой силой». Звездный разрушитель. Класс боевых космических кораблей в вымышленной вселенной Звездных войн. «Ха!» – отозвался я, садясь. В ушах все еще звенело. Гоблинский бульдозер застрял в стене, а потом оно взорвалось. Мордекай медленно кивнул. «Значит, прорыв котла. Должно быть, местный шаман заговорил эту штуку на случай взрыва. Направил энергию взрыва на ближайшего негоблина. Тебе повезло, что ты оказался за этой дверью. В направленном взрыве, даже в небольшом, энергии больше, чем ты можешь вообразить». Пончик, решив, что переполох позади, вылезла из угла и заняла свое прежнее место перед огнем. Всегда взъерошенная, она распушилась еще сильнее, и хвост летал вверх-вниз. Можно было не сомневаться, что кошка перепугана до чертиков. «Твой зверь рассыпал прах моей матери», – пожаловался Мордекай, качая головой. «Недостойное дело, очень недостойное». «Итак, мистер учебная гильдия», – произнес я и прислонился к стене. У меня болели ступни, сердце барабанило в груди. Я был весь забрызган гоблинской кровью, пальцы ног стали похожи на куски мяса для гамбургеров. Меня передернуло. Мне нужна обувь и штаны. Что за чертовщина здесь творится? Что за подземелье? Все действительно умерли? Что я должен делать с этой хренью? В голове вертелся еще миллион вопросов. Я знал, этот Мордекай может взвиться и разломать меня пополам, но потребность схватить человека-крыса за шкирку его долбаной куртки была непреодолима. Схватить и вытрясти все ответы. «Сам ты что за черт? Почему ты здесь? Что на самом деле...» Мордекай воздел руки. «Хорошо, угомонись, малыш. Понимаю, ты в растерянности. Я был в твоем положении. Все разъяснится, для этого я здесь. Но прежде чем начать, я должен кое-что объяснить». Крысеныш взглянул через плечо на кошку, и та взглянула на него в ответ. «Меня зовут Мордекай. Я тот, кого называют мирный неигровой персонаж. Я такой же, как ты, из перемещенного мира. Это было много солнечных возвращений назад. Я был обходчиком подземелья, точно таким, как и ты. Я дошел до 11-го этажа и понял, что дальше мне не пройти. Когда спускаешься до 10-го этажа, тебе открывается несколько возможностей выйти отсюда. Чем глубже спускаешься, тем лучше твои возможности». Он приблизился к полке с опрокинутой вазой и взял фотографию птицеобразного существа. Протянул ее мне, на первый взгляд, исключительно нормальная фотография в рамке, но из необычного материала и странной овальной формы, с обрезанными углами. «Вот как я выгляжу на самом деле. Это фото моего брата. Я родился птицей, но стал перевертышем, когда добрался до 3-го этажа подземелья. Я изменяю форму всякий раз, когда перемещается моя гильдия. Когда подземелье открывается в первый раз, продолжал Мордекай, я работаю в гильдии, такой, как вот это. Потом, когда рушится 3-й этаж, моя комната перемещается на более глубокий уровень, и мой облик изменяется. Большую часть времени я провожу в магической гильдии, куда можно прийти за чарами и потренироваться. За долгие годы я встретил всего горстку людей, повторивших мой путь.
Большинство обходчиков не проходят дальше 10-го этажа. Значит, перевертыш – это оборотень? Я всмотрелся в картинку. Не могу сказать, что это было. Фотографии, изображения красками, что-то еще. Глаза с картинки меня буравили. Создание походило на беркута. Крылья буквально ангельские, сложены на спине. «Да», – вздохнул Мордекай, – «когда я решил стать мастером гильдии, для меня воссоздали мой дом и все мои личные вещи. У меня были считанные минуты, чтобы забрать то, что я хотел сохранить, все остальное они испарили. И всякий раз, когда я перемещаюсь в новый мир, они меняют мой облик. Всякий раз это что-то другое, но всегда кто-нибудь из существ, населяющих данный этаж подземелья. Не знаю, почему так». «Я ничему не верю», – отрезал я. «Значит, вы инопланетяне, все из другого мира. Откуда тогда игра или что у вас там знает, как мы разговариваем? В одном из последних сообщений упоминался Жан-Клод Ван Дам, а инцелы...» Мордекай кивнул. «Не беги впереди паровоза. Каждое подземелье строится специально для того мира, в котором ему назначено существовать. Они уделяют много времени тому, чтобы местное население понимало игру и уведомления. Они добиваются подлинности. Собственно, мне не полагается рассказывать об этих обстоятельствах, но если тебе предстоит шататься здесь, то лучше знать, что происходит». «А я все еще не знаю», – перебил я, закипая еще сильнее. Мордекай покачал головой. «Все вы одинаковые люди. Этот мир – 7-й или 8-й из тех, которые засеяли людьми, и везде одно и то же. Вам всегда нужно знать, почему. Почему вы не способны просто принять свои обстоятельства и действовать дальше? Мой народ, небесные птицы, живет, как правило, дольше вас, людей. А знаешь почему? Потому что мы принимаем данность как данность». Несколько мгновений я ничего не отвечал. Тут во многое требовалось вникнуть. Мир засеяли людьми, так конспирологический бред на телеканалах «Правда»? Что человек не единичен, люди урожай, им дают расти самим по себе до тех пор, пока... до вот этого. Мордекай заметил мою растерянность и вздохнул. «Ладно, расскажу тебе вкратце, что к чему». Он пододвинул стул, сел и указал рукой на другой стул, стоявший в центре круглого ковра. «И ты можешь устроиться поудобнее». Глава 3. Есть 6 базовых порождающих видов, которые синдикат использует для засеивания миров. Человек один из таких. Синдикат находит совместимый мир, рассыпает там людей, выжидает пару тысяч лет, затем открывает себя в крупнейшем поселении. Обычно это происходит тогда, когда цивилизация овладевает миром, но задолго до любых промышленных революций. Момент, когда появляются эффективное правительство, считается первым контактом. Считается в юридическом смысле. То есть у синдиката появляется право выждать еще пару тысяч лет, затем вернуться и вычистить планету досуха. «Как?» – не понял я. «Все произошло в секунду». Мордекай пожал плечами. «Технологии, превосходящие твое понимание, видятся тебе магией. На уровне твоей компетенции в этом месте имеет место магия, как в фильме «Волшебник страны Оз». Только тебе не удастся заглянуть за занавеску». В музыкальной киносказке режиссера Виктора Флеминга 1939 год за занавеской прятался псевдоволшебник, разоблаченный героями. В основе сюжета фильма повесть Лаймана Фрэнка Баума 1856-1919 годы. «Ты видел волшебника из Оз? Мастер гильдии годами готовится к каждому новому миру подземелья. Малыш, к приходу сюда я готовился дольше, чем ты живешь на свете. Авангард был направлен сюда, когда у вас были 30-е годы, по-моему, так. Потом появилась книжка «Хоббит», я покинул последнюю систему и приступил к подготовительной фазе в вашем 1964 году. Я знаю этот мир и ваши обычаи не хуже, чем ты сам. Однажды я даже обернулся человеком и вышел в мир. Я зашел в Blockbuster Video и стащил серию записей про Джеймса Бонда. Сколько радости у меня было, когда вы начали отцифровывать все подряд. Американская компания, крупнейший в стране поставщик видеопроката. И давно ты за мастера гильдии? Мордекай тряхнул головой. Ты даже не захочешь знать. В общем, претензии вашей планеты на статус суверенной области разбились. У вас было 50 ваших лет после первого контакта, а он состоялся несколько тысяч лет назад, когда построили ваши пирамидальные диковины. Корпорации Борант предстоит осваивать мириады миров. Сейчас пришло ваше время. У меня поплыла голова.
Значит, у нас забирают все наши минеральные ресурсы? Мордекай кивнул. Вроде того. Борант интересуют редкие элементы и тому подобные вещи. Все, что они решают вывести, умещается в одном транспортном корабле. Эту сторону процесса я не очень-то хорошо знаю. Какие элементы имеются, не так и важно. Вселенная велика, и в ней много мест для добычи. На самом-то деле они пребывают не за этим. Когда Борант разрабатывает проект добычи элементов, в игру вступают реальные деньги, подземелья. Каким образом? Ты что, смеешься? В синдикат входит больше 3 миллиардов независимых звездных систем. В каждый сезон в сеть добавляется новый выпуск мира обходчиков подземелий. Квинтиллионы граждан синдиката вовлекаются в поиск. Погоди, значит, это как в телешоу, как в «Выжившем». «Выживший» – американское телевизионное реалити-шоу, в котором люди самостоятельно добывают средства для выживания в незаселенном месте, как правило, на тропическом острове. При этом они по одному изгоняют членов своей группы. Победителем признается последний выживший. О, это шоу мне понравилось. Ну, насколько я понимаю, да. Хотя ситуация ближе к бегущему человеку, чем к выжившему. «Бегущий человек» – фильм 1987 года режиссера Пола Майкла Глейзера с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Снят по мотивам одноименного романа Стивена Кинга. Сюжет. Заключенные получают шанс на свободу, если сумеют пройти через очень суровые испытания, одолеть безжалостных преследователей, тогда как намного выше шансы погибнуть на глазах телезрителей. Я откинулся на спинку стула. Я попал в шоу с инопланетянами. Дерьмище. Беа всегда хотела в телевизор. Не сосчитать, сколько раз она проходила конкурсы для реалити-шоу. Но я... Да пусть мне лучше раскаленную кочергу в глаз воткнут. У меня промелькнула мысль о Беа. Где она сейчас и жива ли? Скорее нет, решил я. Когда все случилось, на Багамах было 5 утра. Вероятнее всего, она спала в своем отеле. А если она каким-то чудом и выжила, то ничто не могло привести ее к одному из этих туннелей. «Нас сейчас кто-то смотрит?» – спросил я, озираясь. Мордекай сложил ладони перед собой. «Сейчас к этому перейдем. Не похоже, что к нам кто-нибудь скоро присоединится, так что давай начинать учебную сессию». Правая рука Мордекая вспыхнула на мгновение, и я ощутил уже знакомый осязаемый зуд в мозгу. На другом конце комнаты Пончик зашипела и замолотила лапами по воздуху. «Вы открыли доступ к меню обходчиков». Мой мир замерцал, и несколько предметов возникло у меня перед глазами. Длинная зеленая полоса в правом верхнем углу, шкала здоровья, насколько я понял. Она слегка столкнула вниз счетчик времени. Левый верхний угол по-прежнему занимала мигающая папка. В правом нижнем появилась мини-карта. «Ты только что получил уведомление», — сказал Мордекай. «Называется уведомление обходчика. Они бывают нескольких видов. Их видишь только ты. Еще бывают системные сообщения. Они видны всем на любых этажах. Они могут передаваться разными голосами. Существуют также сообщения для отдельных этажей и так далее». «У меня слева вверху мигает квадрат», — сказал я. «Это уведомление об изменениях в игре и статусе. Наверное, дело в том, что ты дрался несколько минут назад», — пояснил Мордекай. «Пока не нажимай туда. Мы до этого еще доберемся. Сначала обрати внимание на карту справа внизу. Посмотри на нее. И обязательно думай о том, что ты на нее смотришь». Я поступил так, как он велел. Карта тут же выросла, заняла все поле моего зрения. Простая сине-серая карта, на которой обозначен главный коридор и несколько ответвлений. На большей части окружавшего нас пространства не было отмечено ничего. Открылось только пространство, по которому мы прошли, и полосы метров в 20 шириной с обеих сторон. В центре, точно на месте гильдии, стояла зеленая точка. Появились еще 2 точки, одна голубая и одна белая. Я сосредоточился на голубой точке, и над ней всплыла надпись. «Обходчик принцесса Пончик». Над левой точкой «Мастер гильдии Мордекай». Вся комната осветилась желтым. Я всмотрелся и прочел. «Учебная гильдия». Трио крестиков явилось снаружи, в прихожей. Я мысленно щелкнул по одному из них. «Гоблин. Уровень 2. Труп». Я мысленно нажал на отключение, и карта съежилась до прежнего размера. «Очень хорошо», – одобрил Мордекай. «Итак, ты – зеленая точка. Голубые – это другие обходчики. Белые точки – неигровые персонажи, такие как я. Мобы обозначаются красным цветом. Есть еще несколько типов, но ты сам разберешься по ходу событий».
Кстати, ни другие обходчики, ни мобы твое меню не видят, но пока ты здесь, внутри гильдии, мне видно, что делается на твоем экране. Ты уже наловчился открывать и закрывать. Это хорошо. Теперь постарайся опять сосредоточиться на карте. Усилием мысли уменьши ее. И проведи по экрану. Очисти себе обзор. Некоторое время Мордекай объяснял мне, как открывать и закрывать меню на моем экране. Было достаточно подумать о задаче, и включалась вся система меню, открывая доступ к нескольким папкам. Система была довольно интуитивной, и вскоре я привык к необычному ощущению того, что эта штука находится в моей голове. Первое меню представляло собой статистику игрока. Я уже говорил, что за долгие годы прилично поиграл в компьютерные ролевые игры, так что этот раздел сюрпризов не содержал. Вот моя статистика. Сила 6, интеллект 3, телосложение 5, ловкость 5, харизма 4. Если верить Мордекаю, корректировать статистику напрямую я не мог. Пока не мог. Я получал по 3 статистических балла всякий раз, как поднимался уровнем выше, но не мог распределять эти баллы, пока мне не назначены раса и класс. А произойдет это не раньше, чем я спущусь до 3-го подземного этажа. Пока что мои данные повышались и понижались сами собой в соответствии с моими врожденными физическими и умственными качествами. Еще Мордекай подчеркнул, что средние показатели типичного взрослого представителя человеческого рода находятся между 3 и 5 по каждому пункту, так что моя 6 в графе «сила» – это хорошо. Я мог найти предметы и зелья, которые разом или временно улучшали бы мои показатели, но пока моих возможностей мало на что хватало. «Зачем ждать спуска на 3-й этаж, чтобы приобрести класс?» – спросил я. Мордекай пожал плечами. «Класс – это полдела. Где придется попотеть, так это для получения расы. Спуститься на 3-й этаж крайне непросто и энергозатратно. Я думаю, они рассуждают так. Если ты осилил спуск, то заслужил преображение. Тогда ты пройдешь через фундаментальные изменения на клеточном уровне. Но, повторюсь, это надо заслужить. Например, не угодить в ловушку на 1-м этаже. Об этом я еще не задумывался. Я могу превратиться в существо другого типа. Будь это компьютерная игра, я бы справился в секунду. В играх я никогда не брал роли людей, если этого можно было избежать. Но превратиться в нечто иное навсегда... От этой мысли мне стало нехорошо. Когда до этого дойдет, нужно будет серьезно обмозговать и свыкнуться. Маленько раздосадовала 3 по интеллекту. Ну да, в математике я никогда звезд с неба не хватал, но не был слюнявым идиотом. Я мог починить почти любой электроприбор, дай мне только немного поизучать его. Вот мой приятель Билли Мелани, уж этот точно недоумок. Только на прошлой неделе мы вышли из бара, и он помочился на полицейский велосипед как раз тогда, когда сам коп выписывал кому-то штраф за пьянку и нарушение общественного порядка. Коп, полицейский, американский, английский, разговорный. Вот этот парень заслуживал 3 за интеллект, может быть и 2. Билли мертв. Он еще оставался в тюрьме, он был обязан отмечаться, и его свинтили за неявку. Он мертв, как и все остальные в моем мире. Я отшвырнул эту мысль. Когда я пожаловался Мордекаю на свою оценку за интеллект, приведя в пример Билли, он возразил. «Интеллект сказал тебе, что велосипед принадлежит полицейскому. Разум сказал, что мочиться на него нельзя. У всех нас есть статистика по разуму, но она не отражена в этом списке. Раньше была, но потом выяснилось, что если изменить статы разума, то значительно изменится сама личность, поэтому данный показатель теперь не регулируется. Не знаю, какой интеллект у твоего Билли, но гарантирую, что разум у него не на 5. А ты не беспокойся из-за интеллекта на 3, если не претендуешь на класс в разделе магии. Лучше сделай ставку на то, где важна сила». Эти слова меня успокоили, а Мордекай перешел к следующему меню. На этом экране самое значимое меню во всей игре. От этих цифр зависит твоя жизнь. Меню называлось «Рейтинги». Я настроился на него, и меня как обухом по голове ударило. Рейтинги. Просмотры 0, подписчики 0, любят 0, покровители 0. Очевидно, 1-й уровень подземелья недоступен для наблюдения в реальном времени. Следовательно, эти показатели не переменятся, пока я не спущусь на 2-й этаж. Пока же у зрителей нет доступа к происходящему, тем не менее Борант выпустит смонтированный ролик с ключевыми моментами на следующий день или немногим позже. Если меня покажут на премьере шоу или в одном из периодических выпусков, это будет все равно, что джекпот в лотерее. Уверен, узнаваемые обходчики всегда собирали миллиарды просмотров, и миллионы последователей поджидали их у выхода.
Я помнил, как мало людей оставалось в мире, и потому сильно сомневался, хочу ли стать узнаваемым. Но выжить я хотел, а потому нуждался в том, что Мордекай назвал дерзостью, или the it factor. Тебе нужно выделиться. Нельзя просто взять и убить колченогого кислотного клеща. Убийство требует стиля. Оно должно воодушевлять. Может, тебе нужен хлесткий лозунг. Во время своего поиска я собрал 30 миллионов последователей и 4 покровителей. Только так я сумел выжить. Прости, колченогого кого? Колченогого кислотного клеща. Они кишмя кишат на 2-м этаже. Ковыляют на 4 ножках, зеленые, волосатые, плюются копьями, от которых плавится кожа. Жуткие твари. Господи Иисусе. У меня было такое чувство, что я не проснулся. Мордекай щелкнул пальцами. «Эй, приди в себя! Чудище не самое главное. Есть кое-что поважнее». «Да-да», я поднял большой палец. Ближе к сути. И он продолжил объяснять суть работы зрительской аудитории. Когда я достигну 2-го этажа, наблюдатели из всей вселенной получат возможность подключиться к любому обходчику, которого выберут. Боранд начнет транслировать происходящее в эфир. И чем дольше я продержусь, тем выше будут мои шансы попасть в кадр. Всякий раз, когда кто-нибудь понаблюдает за мной 8 секунд, мне будет засчитываться просмотр. Эта статистика мне не поможет и не повредит, но станет хорошим показателем того, насколько я интересен. «Может быть, тебе это не понравится», — говорил Мордекай, «но все-таки слушай меня внимательно. Для выживания абсолютно необходимо обретать покровителей. В подземелье найдется много ценных лотов, которые помогут тебе выжить, но лучшие дары от благотворителей, от покровителей. Просмотры приводят к появлению подписчиков. Если на тебя подписываются, это значит, что зритель зафиксировал твой ID обходчика. Зрители смогут отслеживать тебя, где бы ты ни находился. Из подписчиков появляются поклонники. Если тебя начали любить, хороший признак. Это означает, что зрители без задержки получают новости о твоей статистике и твоем состоянии. К примеру, уведомления, если ты начал сражение. Если ты у кого-то в фаворитах, значит, он хочет быть в курсе того, чем ты занят. У зрителей ограниченное число фаворитов, так что считай подобное внимание честью. Но, продолжал Мордекай, в конечном счете все решают покровители. Как правило, покровителями бывают организации, а не индивиды. Они высматривают тех, кто у многих в фаворитах, и финансируют их. Реклама. Вот в чем штука. Тебя поддерживают, покупают для тебя ящики. Здесь десятки ящиков, и у каждого типа 6 рангов. Бронзовый, серебряный, золотой, платиновый, легендарный и, наконец, небесный. «Так», — сухо произнес я, — «пока ты не дал мне открыть мои ящики. Теперь-то можно?» «Терпение, малыш», — возразил Мордекай. «Мы в процессе. Еще минута, и мы до этого доберемся». Он помолчал. Большинство патронов можно найти в серебряных или золотых ящиках. Бронзовые, как правило, лабуда, а вот те, что повыше, обычно содержат что-то толковое. Некоторые покровители, что побогаче, могут послать даже платиновые ящики, хотя их цена просто астрономическая. При этом покровители единственный, кто может отправлять так называемые ящики благотворителей. И в них редчайшие предметы. Даже бронзовый ящик благотворителя лучше, чем простой золотой ящик авантюриста. В ящике благотворителя могут скрываться предметы из родного мира покровителя. В мировом подземелье не найти импульсную винтовку или автоматизированную силовую броню, но их можно получить от покровителя. Ты улавливаешь? «Все это дерьмо не имеет смысла», — ответил я. «Хотя да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я нахожусь в межгалактическом игровом шоу и должен хайпить, чтобы на меня обратили внимание. А когда внимание на меня обратят, мне светит получить трофейный ящик с туалетной бумагой. Итог такой...» Мордекай хлопнул в крысиной ладошке. «Да, но туалетная бумага обязательно. Туалеты разбросаны на местности там и сям. Единственное место, где тебя не достанут камеры наблюдения». «Это ты серьезно?» Мордекай кивнул. «Конечно, серьезно. В последнем подземелье, которым управлял Боранд, туалетов не было. Обходчики мочились и гадили где придется. Когда обходчики испражняются посреди прихожей, они теряют зрителей. Это отстой. Что со всего этого имеет Боранд?» Что-то в Мордекае изменилось. Изменилось чуть-чуть, но он слегка напрягся. В голосе появилась неожиданная официальная нотка. Кроме доходов от освоения ресурсов, что мы уже обсудили, корпорация Боранд получает доллары от рекламы, стипендию правительства синдиката и комиссию с каждого платежа покровителей.
Он выдержал долгую, очень долгую паузу, после чего добавил. Кроме того, нужно отметить, что каждый раз, когда обходчик упоминает либо межзвездное правительство, либо организацию, спонсора текущего поиска, система ИИ фиксирует упоминание и изучает. Если выяснится, что обходчик без должного пиетета относится к одному из этих субъектов, в особенности в прямом эфире и перед камерой, опыт обходчика может быть ускорен. Я кивнул. Понятно. Не сомневаюсь, что ускорение опыта не означает ничего хорошего. Следующие несколько минут ушли на анализ еще некоторых пунктов меню. У меня имелось меню здоровья, как и в других играх. Общее здоровье обозначалось единой зеленой чертой, но присутствовала также более подробная круговая диаграмма. Она отражала различные активные состояния и ослабления характеристик, а также позволяла детализировать группы данных. Выздоровление в подземелье шло довольно быстро. За несколько последних минут я излечился от некоторых проблем, о существовании которых даже не подозревал. Ссадины на ступнях и ладонях, локальное обморожение и начало инфекции после укуса пончика. Здоровье мысленно восстанавливалось в соответствии с уровнем моего телосложения. Когда я начну спускаться по лестничному пролету на следующий этаж, показатели моего здоровья будут расти сами по себе. Можно также лечить себя заклинаниями, зельями и свитками. Но возрождения не было. Кто мертв, тот мертв. Затем настал черед меню моих навыков. Этот раздел продолжался и продолжался и продолжался. Казалось, страницам не было числа. Если какого-либо навыка у меня не было, я не мог прочитать то, что о нем говорилось. Соответствующий пункт присутствовал, но слова выглядели размыто. Буквально сотни страниц пролистывались передо мной, и я не успевал ничего разглядеть. Мордекай подвел меня к тем навыкам, которыми я обладал, и список оказался таким же длинным. Было у меня, например, дыхание 3, ходьба 4, универсальное дистанционное управление брендом Sony RMV LZ 621. Этот перечень не имел конца. Мордекай помог мне поснимать галочки, и большинство моих навыков не выше единицы или двойки исчезло. Оставшееся все равно занимало несколько страниц и выглядело так. Невооруженная борьба 3, основы ремонта электрооборудования 6, плавание 4, выше пятерки ничего, кроме электрооборудования, по большей части тройки. «Начало хорошее», – одобрил Мордекай. «Я впечатлен, малыш. Ты владеешь некоторыми видами земного оружия, всеми видами огнестрельного, но раз ты с собой ничего не принес, то не откажешься овладеть кое-каким оружием подземелья. Когда доберемся до твоих ящиков, посмотрим, есть ли у тебя там что-нибудь интересное». «Ты научишь меня обращаться с оружием?» «Не», – отозвался Мордекай, – «не моя работа. Тут есть разные гильдейские залы. Они помогут поднять навыки, в первую очередь магические, но лучший способ всегда практика». «Тут есть лавка?» – спросил я. ИИ что-то говорил про лавку. «Появится, когда попадешь на 3-й этаж», – сказал Мордекай. «На 3-м этаже имеется структура, и на карте отметятся кое-какие лавки. Там ты сможешь договориться с другими обходчиками или с дружелюбными мобами, если кого-нибудь найдешь». Моб. В компьютерных играх любой подвижный объект. NPC – монстры. Со 2-го этажа мобы начнут сбрасывать золото. Дальше шло меню о магии. Там сам черт ногу сломит. Тоже один из сюрреалистических эпизодов моего приключения. Мне было доступно простое исцеляющее заклинание и пункты маны. Последние появились сразу под полосой, характеризующей здоровье. Поскольку мой интеллект соответствовал лишь тройке, я имел только 3 магических пункта. Исцеляющее заклинание стоило 2. Магические пункты возобновлялись естественным образом примерно каждый час. В нижней части экрана был список из 10 позиций, и я мог вносить туда зелья, заклинания или другие необычные объекты. Мордекай велел поставить на первую позицию исцеляющее заклинание. Я должен был мысленно нажать на экран, чтобы сделать это. Заклинание относилось к 1-му уровню основных исцеляющих заклинаний и восстанавливало около 20% моего здоровья. Мордекай заставил меня попробовать, хотя мое здоровье уже было на пределе. Я закастил заклинание. Все тело засветилось красным светом, моя магическая полоса сократилась на 2/3, и больше ничего не произошло. «Если бы ты был ранен или болен, то почувствовал бы себя сейчас намного лучше», – пояснил Мордекай. Моего наставника прервал звучный голос. Новый участник, не ведущий игры, который обращался прежде, а просто голос, определенно женский.
Его обладательница говорила почти небрежно, как администратор магазина, который обращается к персоналу перед открытием. «Приветствую вас, обходчики. Сейчас подземелье запечатано. В этом сезоне к нам присоединился отличный состав, и мы счастливы, что вы здесь. Немногим менее 13 миллионов обходчиков людей прошли в ворота и оказались в подземелье. Нас уже меньше 10 миллионов. Замечание. Проходы на второй этаж откроются с выходом вводного эпизода «Мира обходчиков подземелья», что произойдет примерно через 30 ваших часов. Задержек не будет. От имени корпорации Боранд хочу поблагодарить вас за то, что добровольно приняли вызов, и желаю всем вам удачи и счастливого поиска. 10 миллионов человек, больше, чем я ожидал, и все-таки 3 миллиона людей умерли в считанные минуты. Число настолько большое, что потеряло всякое значение. Объявление подвело меня к мыслям о том, как возникло подземелье, а обратный отсчет 5-дневного срока продолжался. Значит, у нас 5 дней до того, как будут уничтожены все этажи. Мордекай покачал головой. Обычно дается тем больше, чем ниже этаж. Дальше сроки будут зависеть от многих факторов. От рейтингов, например, от числа оставшихся обходчиков и так далее. Но, как правило, каждый раз добавляется по 5 дней, так что у вас, наверное, будет 10 дней на второй этаж и 15 на третий. Обратный отсчет не начнется, пока не рухнет предыдущий этаж. Лестницу найти трудно? Задачка может оказаться замысловатой. На первых уровнях это не слишком сложно, но тебе придется сосредоточиться на том, чтобы отыскивать предметы или навыки, которые облегчат поиск следующего спуска. Первый этаж огромен, сам можешь себе представить, размер соотносим с поверхностью твоей планеты. Однако ты не встретишь тут жителя того же Китая. Положение изменится, когда ты спустишься на 3-й этаж. Увидишь, если продержишься. Начиная с 4-го этажа, на каждом уровне будет возникать случайная тема, и зона поисков станет значительно сокращаться. Проходы перестанут появляться в самых неожиданных местах, они будут охраняемыми. Тебе придется выполнять задания или побеждать боссов, чтобы приблизиться к ним. Босс. В компьютерных играх особенно трудный противник. Я едва добрался до 11-го этажа, а когда я увидел, что охраняет переходы на 12-й, то понял, что не стоит даже пробовать. «Что это было?» – спросил я. Он покачал головой. «Неважно. Здесь будет по-другому. Всякий раз бывает по-другому». Мы вернулись к обучению и перешли к меню партий. Партия. В ролевых играх группа игроков или неигровых персонажей, совместно проходящие игру. Если бы я находился в окружении группы, то мы смогли бы составить партию в этом меню. Члены партии делятся опытом и могут получить доступ к функции группового чата. Всякий, кто попадает в подземелье одновременно с кем-то другим, объединяется с этим другим автоматически. В результате у меня образовалась партия из 2 игроков – я и Пончик. Кошка по-прежнему нежилась у огня. Мне показалось, что она уснула. «Ну вот моя кошка», – сказал я. Система дала ей имя обходчика и опознаватель. Это означает, что она тоже получает достижения и лоты с ящиками? Да. Всякому биологическому существу с весом выше некоторого значения, входящему в подземелье, приписывается идентификационный номер обходчика. Но чтобы получить возможность пройти обучение, требуется интеллект не ниже 2-го уровня. Если кто-то не может пройти обучение, не отобразится инвентарь, который обеспечивает доступ к ящикам, и тогда эти существа квалифицируются как домашние животные. Все прочие, в частности дикие животные, которым случится попасть внутрь подземелья, крайне редко проходят дальше 1-го этажа. Мы перейдем с тобой к меню домашних животных, но сначала откроем твой инвентарь. Таким будет следующий шаг. Последний раз я упоминал о Боранте минут 20 назад, и мне захотелось вернуться к этому разговору. Сначала я хочу задать тебе пару вопросов о тех, кто управляет шоу. Мордекай выдержал паузу. Что такое? Они всегда слушают? Слушают, да. Прислушиваются, не обязательно. Они ждут некоторой дозы, накала между обходчиками. А мы, неигровые персонажи, не раз упоминаем имена организаторов во время обучения, так что на нас чаще всего просто не обращают внимания. Когда начнешь собирать подписчиков, тебе потребуется крайняя осторожность. Они и без тебя знают, что они гады и садисты, но не хотят, чтобы ты говорил об этом в камеру. Серьезно относятся к своей репутации. Я в математике не специалист, но когда подземелье открылось, в моем городе возникло море сияющих входов, и сказал, что по всему миру их 150 тысяч. Не слишком много для одного района.
Корпорация определяет показатели, к которым они стремятся. ИИ внимательно следит за началом игры, но лазейки есть всегда. Проходы редко располагаются равномерно. 10 миллионов обходчиков после запечатывания подземелья – вполне типичный результат. Что бы ни происходило, происходит оно не случайно. Я уже сказал, Борант уделяет немало времени подготовке каждого подземелья. «Да, ты говорил», – подтвердил я. «Ведь ты здесь не один десяток лет. Это правда, что шоу демонстрируется всего раз в 90 лет или около того?» «Нет, что ты», – возразил Мордекай. «Каждым сезоном рулит новая корпорация, и меняются они примерно через каждые 2,25 ваших года. На мое начальство одновременно работает около 5 передовых групп. Команду для проведения нового сезона выбирают из 15 кандидатов». «Значит, каждым новым сезоном и новым миром управляет новая корпорация? То есть поиск в каждом сезоне проходит совсем по-разному?» «Ну да. Например, конгломерат Сквим выбирает совершенно новую игру. Допустим, это схватка в стиле королевской битвы». Фильм 2000 года японского режиссера Кинзи Фукасаку по одноименному роману Кюсона Таками. Целый мир, и все сводится к одному победителю. Это отлично для рейтингов, но, насколько я понимаю, не приносит больших денег. Моя компания славится производством самых сложных и увлекательных подземелий. Зашибись. А ты, спросил я, ты привязан к этому месту на всю оставшуюся жизнь? Нет, ответил Мордекай. Невесело улыбнулся и взглянул на изображающую орла картину, которую я положил на пол. Это мой последний тур. Когда этот кошмар закончится, я стану полноправным гражданином, получу скромную стипендию и свободу выбирать свой путь во Вселенной. Вернешься на родную планету? Нет, сказал он, она закрыта для меня. А те люди, которые не попали в подземелье в твоем мире? Он не ответил и предпочел сменить тему. Надо возвращаться к обучению. Хорошо, но вот кто-то выигрывает подземелье, проходит на 18 уровень. В сообщении говорилось, что в этом случае победитель становится обладателем этого мира. Может быть, твой мир сейчас во власти кого-то из ваших? Крыс усмехнулся. Помнишь, я сказал, что добрался до 11 этажа? Да. Так далеко прошло лишь несколько обходчиков за много веков. Один спустился до 13-го. Один. Он умер через полчаса после прибытия. Это был человек, такой, как ты, но из другого человеческого мира. Это рекорд глубины, малыш. Уровень 13. Глава 4. «Я только что активировал твой инвентарь», — сказал Мордекай, взмахнув рукой. «В этом сезоне Борант запустил нечто необычное». «В хорошем или плохом смысле?» — осведомился я, вызывая в поле зрения меню. Меню предложило всего одну позицию – кучу трофейных ящиков с надписью «Можно открывать». В последнем сезоне была система ячеек. Можно было проносить много предметов, но таких, чтобы не превышались стандартная вместимость и вес. А в этом сезоне тут объемный инвентарь и система каталогов ИИ. И что это значит? Это хорошо придумано. В сущности, неограниченное хранилище. Если ты физически способен поднять его с земли за 4 секунды, то можешь разместить в своей ячейке. Есть только одно правило – нельзя хранить живых существ. Они немедленно умрут. А еще там заблокировано время, так что продукты не портятся. Большое дело. В предыдущем сезоне был эпизод, когда обходчики умирали от голода. Наблюдать за тысячами истощенных и оголодавших обходчиков, дожидающихся, когда выйдет их время, да уж, хорошего мало. Вот Борант и внес коррективы. Болезнь и истощение не добавляют драмы. Он извлек одну стеклянную бутылочку, маленькую, втрое меньше бутылки колы, красную с пробкой. «Возьми и помести к себе в инвентарь. Мой тебе подарок». Я взял и рассмотрел свойства. Стандартное зелье исцеления. Укрепляет ваше здоровье минимум на 50%, не помогает против ядов и иных губительных влияний, таких как гонорея суккуба. Не забудь завернуть, пижон. Я вызвал меню своего инвентаря, и появилась кнопка «Добавить предмет в инвентарь». Я кликнул, и флакон с зельем исчез. Он возник в инвентарном списке, где появились 2 папки «Зелье» и «Лечение». Я мысленно нажал на флакон, и он вновь возник у меня в руке. «Хорошо, прекрасно. Если ты добавишь зелье в свой хот-лист, то не выпьешь его без необходимости. Намотай это на ус, потому что некоторые зелья на вкус как моча,
А если ты просто достанешь зелье напрямую из инвентаря, то тебе ничего не останется, как вытащить пробку и выпить. Зелья и другие подобные предметы складываются в слоты по 999 штук, но лучше держать их в ход-листе под рукой. Вот, в общем, и все. Есть еще 2-3 загогулины в правилах хранения, но ты разберешься по ходу. Я вернул зелье на место и добавил его в ход-лист рядом с исцеляющим заклинанием. «Отлично», — сказал Мордекай. «Давай теперь заглянем в твои последние уведомления». «Священные сиськи». «Что? Что?» Я дернулся и тревожно огляделся. У камина Пончик подняла голову и зевнула. «У тебя легендарный ящик для животных. Ты почему не сказал?» Я только взглянул на него. Желание вмазать ему по физиономии вернулось. Мордекай покачал головой. «Легендарный и сразу на входе», — пробормотал он. «Ладно. Да у тебя полно ящиков. Хорошо, инвентарь активен, можно взглянуть на пропущенные уведомления. Давай смотреть». У меня обнаружилась серия уведомлений. Я вызвал первое. Новое достижение. Вы нанесли ущерб мобу. Шанс, что он не ударит в ответ. Награда. Скорее всего, он ударит в ответ. Новое достижение. Вы убили моба. Вы убийца. Возможно, у него была семья. Награда. Теперь вы можете приобрести опыт. Получите достаточно опыта и продвиньтесь на 1 уровень. Новое достижение. Вы убили вооруженного моба гребаными голыми руками. Срань господня, мужик, это жесть. Награда. Вы получаете бронзовый ящик-арсенал. Новое достижение. Вы убили моба более высокого уровня, чем ваш. Поперло так поперло. Главное, не бери в голову. Награда. Вы получаете бронзовый ящик авантюриста. Новое достижение. Вы вступили в учебную гильдию. Поздравляем. Вы умеете открывать двери. Награда. Чувство удовлетворения, которое вы испытываете. Награда достаточно. Новое достижение. Подофилия. Фетишизм ног. Вы голыми ногами сокрушаете и убиваете противника. Эй, это мой фетиш. Серьезно? Продолжай, получишь вознаграждение. Награда. Вы получаете золотой обувной ящик. Новое достижение. Бум. Вы вызвали в подземелье взрыв, потрясший стены. В последний раз стены так тряслись, когда твоя мамочка заезжала в гости. Награда. Вы получаете серебряный ящик гоблинов. Новое достижение. Выше уровень, мальчик. Вы приобрели достаточно опыта, чтобы заработать уровень. Награда. Подниматься по уровням – ваша работа. За работу награда не полагается. Ниже шли дополнительные уведомления. Вы заработали уровень мастерства. Пугилизм. Уровень 4. Английский кулачный бой. Искусство вышибать дерьмо из противников с сжатыми кулаками. Каждый уровень этого мастерства повышает разрушительную силу голых кулаков на 25%. Выше уровень. Теперь вы на уровне 2. Выиграно 3 статистических очка. Другие уведомления, связанные с навыками, вспыхнули и пропали быстрее, чем я успел их прочитать. Вероятно, это объяснялось тем, что я провозился с меню. Инвентарь осветился, и я кликнул на него. В мой перечень добавилось несколько новых трофейных ящиков. «Ящики можно открывать только в зонах безопасности», — напомнил Мордекай. «Все учебные гильдии — зоны безопасности, но не все зоны безопасности — учебные гильдии. Их трудно находить. Я имею в виду зоны безопасности. Безопасные пространства всегда будут появляться на твоей карте, даже если они в тумане войны». «В тумане войны?» «Чтобы открыть область, там надо побывать, иначе ты не увидишь их даже на своей миникарте. Туман войны покрывает места, которые ты еще не посетил. В безопасных зонах имеются туалеты, спальные отсеки, кое-где есть еда и целебные зелья. Подобраться к ним бывает непросто, но ты всегда будешь знать, где они, если подойдешь достаточно близко. Время пребывания в них ограничено? Нет, только не забывай, что сам уровень над твоей головой разрушается по прошествии определенного времени. Единственный способ выжить – не прекращать движение вглубь. «Ну и хорошо», – сказал я и потер ладони. «Будем надеяться, в одной из этих хреновин отыщутся штаны. Давай вскрывать их». «Вскроем», – согласился Мордекай. «У тебя 10 ящиков с лутом, это много. Конечно, не дохренища, но обычно начинающие приступают к обучению с 2 или 3. Ты можешь их накапливать, но когда решишься открыть, у тебя не будет выбора, какие именно вскрывать. Тут схема такая, все или ничего. Смысла держаться за них нет, так как нет возможности продать или отдать закрытые.
Также важно учитывать, есть шанс получить поврежденный лут, но ничего заведомо вредоносного в ящике не будет. Но это не означает, что можно без опаски прикасаться к чему угодно. Прежде чем активировать или надеть что-то, всегда читай описание. Всегда, никаких исключений. Вот так. Идем дальше. Открываем по порядку. Все 10 ящиков выпали из моего инвентаря и расположились передо мной в ряд. Первые несколько ящиков имели размер примерно в половину коробки для инструментов. На каждом была надпись. Первая была бронзового оттенка. На крышке изображалось непонятное, похожее на ежа, животное. Бронзовый ящик для животных. 1/10. Крышка открылась сама собой. Ящик исчез в клубе дыма, на полу же появились одинокий скрученный в свиток лист бумаги и кучка кусочков, похожих на сухой кошачий корм. Над тем и другим возникли надписи. Свиток для исцеления живых существ. Корм для животных. 10. Предметы исчезли и вошли в мой инвентарь. Не успел я открыть инвентарь, чтобы прочитать свиток, как появился следующий ящик. Бронзовый ящик авантюриста. 2/10. Стандартное зелье исцеления. 2. Перчатки без пальцев, обыкновенные. Далее следовало бронзовый ящик арсенал. 3/10. Жабья дубина. Жабья дубина была длинной, в 3/4 бейсбольной биты, и изготовлена кем-то, кто имел смутное представление о бейсболе. Бронзовый ящик арсенал. 4/10. Кочерга. Немногим лучше. Каминная кочерга в буквальном смысле. Кованая железная палка с резьбой на конце. Бронзовый ящик авантюриста. 5/10. Стандартное зелье исцеления. Зелье маны. 2 ящика были серебряными и чуть побольше. Серебряный ящик авантюриста. 6/10. Противоядие 2. Бисквит обходчика. 100. Факел. 20. Следующий серебряный ящик с виду совершенно не напоминал предыдущий. К нему, как к убивающему бульдозеру гоблинов, присоединилась цепочка с кусками серебристого металла. На крышке была бляха в виде черепа гоблина. Серебряный ящик гоблинов. 7/10. Динамит 5. Запал. Пропуск гоблинов. Пропуск гоблинов имел форму такого же гоблиновидного черепа, как тот, что украшал крышку. Символ появился прямо в воздухе. Вместо того, чтобы отправиться в мой инвентарь, он подлетел и шмякнулся о мое левое предплечье. На мне все еще был кожаный пиджак, но я все-таки почувствовал жжение при ударе, как будто на мне выжгли клеймо. Клеймо появилось и на внешней поверхности пиджака. Боль быстро утихла, а пиджак других повреждений не получил. Пришло время для хорошего скарба. Следующие 2 ящика были еще больше и светились золотым. Золотой ящик гардероб. 8/10. Заколдованный плащ стойкости для ночной охоты. Заколдованная рубаха из шкуры тролля. Когда появились следующие 2 предмета, Мордекай рядом со мной вздохнул. Я понадеялся, что это хороший знак. Золотой обувной ящик. 9/10. Заколдованное ножное кольцо скунса-вонючки. Ножное кольцо? Грёбаное кольцо? Блин, горелый, мне обувь нужна, а не ножное кольцо. Я настолько разозлился на такой приз, что едва не упустил время, чтобы открыть последний ящик. Легендарный ящик для животных был украшен тем же символом, что и бронзовый ящик для животных, но этот был втрое больше. Он был сделан из переплетенных тонких серебряных и золотых нитей. Когда крышка открылась, пришло в движение колесико. Начало вращаться по часовой стрелке. С треском клик-клик-клик. Зазвучали фанфары. Легендарный ящик для животных. 10/10. Корм для животных. 500. Заколдованный корм для животных. «И все?» – спросил я, когда последние призы облачками скользнули в мой склад. «Что это за дьявольщина? Заколдованный корм для животных?» Мордекай смотрел куда-то между мной и Пончиком. «Да, малыш. Дай своей кошке этот корм прямо сейчас, пока ты еще в гильдии. И что будет?» Я вытянул подушечку корма из склада. Угощение для кошек только и всего. Маленькая такая штучка, меньше моего ногтя, коричневая, твердая, круглая, легко крошится. Я усомнился, что смогу заставить Пончика съесть ее. Бея всегда настаивала на том, чтобы давать кошке жидкую пищу, хотя Пончик вечно пачкала морду и при этом имела обыкновение тыкаться в лицо хозяйки. И с презрением смотрела практически на любую другую еду. Я изучил описание лакомства. Заколдованный корм для животных. Выглядит как обычный корм для животных, но это не так. Покормите вашего любимца, рискните. Что плохого может случиться?
«Так что же будет?» – спросил я во второй раз. «Эффект может оказаться разным», – сказал Мордекай. «Обычный корм для животных, как правило, рассчитан на весь день. Животные набрасываются на него с охотой, обнюхивают, потом жадно жрут. Так что следи и доставай по одной штуке за раз. У заколдованного корма больше 100 возможных эффектов. Половина из них хорошие, остальные – нейтральные или решительно плохие. Но если результат выйдет отрицательным, твой зверь на тебя не набросится, если ты его накормишь в зоне безопасности. Он будет телепортирован в случайное место в пределах квадратного километра. Если будешь кормить, когда находишься в поиске, и кошка превратится в мясорубку с зубами, считай, что ты попал в глубокую задницу. Так что корми ее сейчас. Или корми, или сохрани корм, чтобы потом продать. Он стоит пару тысяч золотом. Тьфу, до сих пор я уходил от мысли об этом, но что я мог сделать? Пончик – адская кошка. Это вам не мастиф или что-нибудь подобное. Не такой зверь, который мог бы вырасти в защитника. Даже если я заставлю ее следовать за мной, она станет такой обузой, как ничто другое. Я чувствовал свою ответственность за Пончика. В этом мире у нее остался только я. Понимаю, логики никакой. Если я продам этот кошачий деликатес за гору денег, то смогу купить что-то действительно полезное. Например, ботинки и штаны. Я катал в пальцах шарик корма. Как бы это ни было чудовищно, лучше всего будет... «Ау!» – вскрикнул я. Пончик подскочила и съела угощение прямо с моей ладони. Плюх. Ударившись о землю, кошка превратилась в мокрый кусок плоти, растеклась, как волосатая масса желе. «Пончик!» – завопил я. «Какого сделали с моей кошкой?» «Ожидание!» – было теперь написано над дрожащей щетинистой массой. Промычал Мордекай. Он приблизился и ткнул носком ботинка в образовавшийся пузырь. Поверхность пузыря всколыхнулась. «Преображение! Твое животное каким-то образом меняется. Оно не телепортировано, так что результат нельзя считать плохим. Нам нужно подождать. Я сталкивался с таким уже несколько раз. Это долго не продлится. Минут 5 или 10. Глава 5. Пока мы ожидали появления из пузыря кошки-мутанта, я изучал другой трофей. Перчатки без пальцев налезли на мои руки. Из двух видов оружия ощущение от дубинки мне понравилось больше, чем ощущение от кочерги, которая, как мне показалось, согнется или сломается, стоит почему-нибудь ударить. Я ознакомился с характеристиками дубинки. Замогильный голос ведущего игру ИИ описал ее так. «Жабья дубина. Дубинка отлично годится, чтобы дубасить, вырубить гада, вырубить моба, вырубить подружку и отволочь за волосы назад в пещеру». Я вспоминал о пропуске гоблинов. Всяко лучше, чем эта хрень. Опустил ладонь на символ, выжженный на моем плече. Возникло информационное поле. «Пропуск гоблинов. Татуировка на вашем плече. Приличную работу вам теперь не получить. Примечание. Татуировку пропуска невозможно скрыть, пока вы не приобретете покрывающий рукав. Она будет просвечивать через любую броню, которую вы наденете. Автоматически избавляет от враждебности гоблинов. Обеспечивает бесплатный проход по всей территории подземелья, контролируемой гоблинами. Предупреждение. Наличие пропуска гоблинов заставит естественных врагов гоблинов, таких как сущности класса фей, наносить вам на 20% больше урона. Тем не менее, выглядит он довольно круто. Я пробурчал, что система не оставила мне выбора, просто выжгла на мне тату. У меня татуировок не было, и я не хотел их иметь. Пусть их хватало почти у всех моих знакомых, мне эта идея была не по сердцу. Мой старик был весь покрыт ими, и они не ассоциировались у меня с образом крутизны. Черный кожаный плащ с капюшоном, тот, что для ночной охоты, оказался почти невесомым. Можно было подумать, что он сшит из крыла какого-то демонического создания. Кожа, растянутая между рядами длинных в рост человека пальцевых костей. Когда я накинул капюшон, то заметил, что у него имеется по заостренному уху с каждой стороны. Заколдованный плащ стойкости для ночной охоты. Надевший этот плащ получает плюс 4 к телосложению, устойчивость к яду и ледовым атакам. Кроме того, плащ усиливает прочность любой брони при уколах. В нем вы выглядите как Бэтмен из долларовой лавки. Предупреждение. Если шпионы ночной охоты застигнут вас в нем, они, возможно, будут вам не очень рады. «Исключительно ценный плащ», — заметил Мордекай. «Но рубаха лучше, гораздо лучше».
Заколдованная рубаха из шкуры тролля. Надевший эту рубаху получает +7 к способности регенерации. Кроме того, аннулируются все полученные в рукопашной дебафы, такие как ступор, отброс, разоружение, потеря дыхания. Дебаф. В компьютерных играх проклятие, ухудшающее характеристики или способности персонажа или монстра. К тому же рубаха вполне стильная, возможно, чересчур стильная. В отличие от других предметов одежды из шкур монстров, эта рубаха не вызывает отрицательной реакции у троллей. Предположительно, если дамы-троллихи увидят кого-то в этой рубахе, они даже захотят умыкнуть его, чтобы побыть наедине. «Эта рубаха – одно из лучших одеяний из тех, что носят под броней», – сообщил Мордекай. «Способность к регенерации 7-го уровня означает, что ты быстро восстановишь здоровье после полученного урона. Через 2 минуты, не больше. Удачно ты ее нашел. Такая вещь должна лежать в платиновом или легендарном ящике». «Можешь не повторять», – сказал я. Скинув пиджак, я скользнул в короткие рукава рубахи. Ощутил ее прохладное прикосновение к коже. Покрой подошел к моей фигуре. Возникла парочка уведомлений. Я снова надел кожаный пиджак и добавил к нему плащ. Быстрым приливом по мне пробежала волна силы, когда значение телосложения поднялось с 5 до 9. Новое достижение. Лот. Вы надели то, что нашли в подземелье. Награда. Теперь вы красивый сукин сын. Награда достаточная. Новое достижение. Ух-хо-хо, магия. В первый раз на вас магическая амуниция. Вы волшебник-обходчик. Награда. Вы получаете бронзовый ящик авантюриста. В ящике нашелся еще один факел и пара целебных зелий. Теперь их у меня было 6. А брюк все еще не было. И обуви. Пиджак, плащ, трусы. Я тряхнул головой и проверил последний предмет. Ножное кольцо. Заколдованное ножное кольцо скунса-вонючки. Обладатель получает +3 к силе и +3 к навыку мощного удара. Кроме того, это кольцо на палец ноги. Наверное, оно неудобное и делает вас похожим на хипующего придурка. «Мощный удар – это хороший навык», – пояснил Мордекай. «С каждым уровнем ты наносишь больше урона. На 3-м уровне любой пинок или удар кулаком нанесут в 3 раза больше урона, чем на поверхности. С мастерством безоружного боя и пугилизма твои кулаки уже наносят намного больше урона, чем твое нынешнее оружие. Может быть, подумаешь о классе монахов, который усилит эти навыки?» «Думаешь, я смогу быть ниндзя?» – спросил я. Я присел и надел кольцо на палец ноги. Оно легко скользнуло на уродливый окровавленный большой палец правой ступни. Как и предупреждало описание, сразу появилось ощущение неудобства. Никогда я не был фанатом ювелирки. Я несколько раз подпрыгнул, стараясь приноровиться, и почувствовал, что моя сила выросла процентов на 50. «С такой экипировкой твоя сила сопоставима с любым человеком из когда-либо живших», – заметил Мордекай. Мне пришло очередное язвительное уведомление о достижении, надел украшение, но без награды. Я принялся копаться в меню навыков. Несмотря на жесткие фильтры, там было море информации. Находились навыки на все случаи жизни. В меню имелось окошко поиска. Я напечатал «Фрогер», просто хотел посмотреть, что получится. Когда я подрастал, у моего старика был автомат для аркадной видеоигры «Фрогер». Я играл часами и часами, когда мать запирала меня в подвале. Она частенько это делала. К отцу приходили его друзья, они курили, пили, повышали голос, и мать не хотела, чтобы они дурно влияли на меня. Так что меня оставляли внизу без телевизора и интернета, только в обществе этого чертового игрового автомата. Высший результат, которого можно было достичь на оригинальной модели, составлял 99 990. Игра не прекращалась, можно было продолжать и после того, как наберешь высший результат, очки начислялись снова и снова. Мой рекорд составил 879 460. И тут, ясное дело, выскочило: «Фрогер, 1981 год, видеоигра. Версия игровой автомат. Результат скрыт фильтрами. Навык 8». Я усмехнулся. Почему этот результат отфильтрован, тогда как шнуровка обуви, навык 8, нет? Возможно, сюда попадали только навыки, полезные в подземелье. Сомневаюсь, что в одном из здешних коридоров найдется автомат Фрогер. Хотя не совсем так, верно? Если предположить, что тот старый Фрогер не отправили на свалку, он должен быть где-то здесь. Это подземелье в буквальном смысле выстроено из предметов, созданных человеческой цивилизацией. Я вздохнул. Трудно было постичь этот факт. «В самом деле, Карл», – заговорил новый голос, –
женский, одновременно чувственный и напыщенный. Если ты непременно хочешь носить этот жуткий плащ на публике, имей достоинство и сначала надень брюки. Я вообще без понятия, почему мисс Беатриса наняла именно тебя. Я стал бешено озираться в поисках источника голоса, ожидая увидеть фигуру в одеянии средневековой принцессы, но увидел только кошку. Глава 6. «Это ты, Пончик?» – произнес я, глядя на кошку сверху вниз. Мордекай стоял рядом со мной, широко разинув рот. Всего несколько минут назад эта кошка была лишь желеобразной лужицей, а теперь снова выглядела так же, как раньше. Может быть, стало чуточку больше, но не намного. Во всяком случае, она все еще оставалась кошкой, никаких сомнений. Вот только дар речи. Во-первых, Карл, я GCBW RNW принцесса Пончик королева Анна Чонг, и мне приходится настаивать, чтобы вы титуловали меня подобающим образом. Я согласна на принцессу и даже на принцессу Пончик, но не тогда, когда мы находимся в высоком обществе. Она глянула на Мордекая с таким видом, как будто сама только что выблевала его на пол. Думаю, пока сойдет принцесса Пончик. «Я понимаю, что произошло», — сказал Мордекай после паузы. «Вы с ней объединены в партию, так что ты можешь увидеть сам. Загляни в ее статистику». Я вошел в меню партий и вызвал статистику Пончика. Сила 11, интеллект 11, телосложение 2, ловкость 2, харизма 25. «Что за черт?» – выкрикнул я. «Она сильнее и умнее меня. Харизма просто нелепо. Что случилось?» Все ее показатели были равны единице. Все, кроме ловкости, там всегда 8, харизма 5. Какой баф ты ей дал, что он так изменил статы? Дай-ка посмотреть. Ага, примерно так я и думал. Взгляни на ее меню здоровья. Там показано состояние. Баф. В компьютерных играх временное усиление игрока, как правило, под действием специального заклинания. Я кликнул и увидел под заголовком бафы. Ускоренный рост. После стартового скачка к 4 случайным выборкам все дополнительные уровни автоматически дают +1 к силе и интеллекту. Харизма получает +2. При повышении уровня дополнительные статистические очки не начисляются. Погоди, так она получает по 4 очка за уровень вместо 3? Да, подтвердил Мордекай. И ей не нужно ждать получения класса. Но этот скачок как обоюдоострый меч. Она не поднимет телосложение выше 2 и ловкость выше 8, пока не найдется амуниция, которая ускорит темпы. Или пока она не примет расу и класс, которые позволят изменить статистику. Но даже тогда очки будут распределяться так, как показано здесь. Он хмыкнул. С такой харизмой ей бы подумать о бардовском классе. По 2 очка за уровень – это быстрый рост, я не подвластен ее харизме. И ты тоже, как и другие обходчики. А вот все прочие неигровые персонажи и мобы уязвимы. На нескольких первых этажах их число огромно, больше, чем ты себя представляешь. Но как она говорит? Она ведь все еще кошка. «Вы знаете, я-то здесь», – вмешалась Пончик. «Довольно невежливо говорить обо мне так, как будто меня нет в комнате. И ты, Карл, должен знать. Я слышу твои слова так, как их следует слышать. И ты мои слова слышишь, и вон та ухмыляющаяся обезьяна, которая называет их английскими. По-моему, звучит как скрежет и шипение червей. Должна признать, система перевода довольно элегантна». «Мне придется возобновить обучение», — сказал Мордекай. «Она больше не животное. Теперь она классифицирована как полноправный обходчик». «Нет необходимости. Я слышала, что вы говорили моему человеческому слуге», — возразила Пончик. «Теперь вы помашете рукой и дадите мне доступ к моим призовым ящикам, чтобы мы могли продолжить этот фарс». «Человеческому слуге?» – переспросил я. «Он маленько тормозит», – обратилась Пончик к Мордекаю. «Интеллект всего 3, грустно, если честно, но он давно с семьей, и я не могу представить, что отпущу его». «Я активировал ваше меню», – сообщил Мордекай. «Ох-охо», – он взглянул на меня. «Она получила легендарный ящик четвероногого, как первая кошка, которая вошла в подземелье». Я посмотрел на кучу ящиков с лутом, которые возникли перед Пончиком. Их у нее было только 5. 3 бронзовых с парой целебных зелий и факелами, затем серебряный ящик авантюриста с книгой и набором корма для животных. Надпись на книге гласила «Книга заклинаний магической ракеты». Далее настал черед легендарного ящика. Символ на передней стенке напоминал льва.
Из ящика выпал всего один предмет – маленькая тиара, инкрустированная драгоценными камнями. На короне кошачьего размера блестели дымчатые темные камни. В центральном камне глубокого пурпурного цвета кружились облака, как будто внутри находилась жидкость. «Заколдованная корона зараженной блудницы». «Звучит грозно», – заметил я. «Подожди, сначала прочти описание», – пробормотал Мордекай. Эта штука исчезла в инвентаре кошки. Сама она уселась и принялась умываться. «Ящики изготавливают для каждого персонально?» – спросил я, вызывая меню партий. Я быстро обнаружил, что не могу осмотреть содержимое инвентаря Пончика, только те предметы, которые она выставляла на показ. «Вроде того», – подтвердил Мордекай. «Ты получаешь предметы, которые может использовать твоя раса, но не обязательно твой класс. Так человеческий варвар может получить предмет для некроманта». Пончик осветилась ярко-красным светом. Мордекай повернулся к ней и поднял руку. «А, принцесса Пончик, вижу, ты уже освоила чары магической ракеты. Это хорошо, хорошо. Тома, если ты вдруг не знаешь, будут постоянно обучать тебя чарам, а свитки приводить их в действие. Но это чрезвычайно опасная вещь. Прежде чем решишься ее надеть, обрати особое внимание». Пуф! Корона волшебным образом оказалась на голове кошки. Мордекай со вздохом опустил руку. «Черт побери, как она это делает?» – изумился я. Мне пришлось самостоятельно надеть плащ и рубаху. «Она четвероногая, поэтому у нее не такой пользовательский интерфейс, как у тебя. Она способна совершать множество действий прямо через меню». Теперь, когда тиара была водружена, я смог познакомиться с ее свойствами. «Заколдованная корона зараженной блудницы. Кто здесь грязная девочка? Это ты, грязная девочка. Это ускользающий предмет. Это уникальный предмет. Тот, кто носит ее, впитает плюс 5 интеллекта. Пользователь получает плюс 5 к навыку хорошего первого впечатления. Все атаки, включая магические, получают 15% шанс развеять заразу. Предупреждение. Прочитай это, прежде чем надевать. Эта корона навечно вводит тебя в королевскую линию преемства в султанате крови на 9 этаже мирового подземелья. Снять этот предмет не означает лишиться этого статуса. От членов королевской семьи султаната крови требуется убить султана и всех членов царствующей фамилии перед спуском на 10-й этаж. Ты захочешь носить эту корону только если ты кровожадный яростный психопат. «Это...» – начал я. «Я не уверен, что тебе следовало ее надевать». «Она пурпурная», – возразила Пончик. «Пурпур мой цвет. Ты знаешь, сколько пурпурных лент я выиграла? Ты знаешь, чего стоит выиграть пурпурную ленту?» «Что значит ускользающий?» – спросил я у Мордекая. «И почему после уникального стоит звездочка?» Пончик получила еще несколько ящиков за то, что научилась чарам и надела тиару. В них были низкоуровневые зелья и факелы. Она разобрала эти предметы, шипя от неудовольствия всякий раз, когда получала новый факел. Ускользающий означает, что предмет рассыплется в прах, как только его снимут. Если это случится где-то в подземелье, воплотится другая корона. Пока корона на принцессе, не давай ей ее снимать. Если корону получит другой обходчик, одним существом, которое тебе придется убить на этом этаже, станет больше. Перспектива борьбы с настоящими людьми мне в голову не приходила. Это действительно произойдет? Стало дурно от одной мысли. Я посмотрел на Пончика. «Какого же черта я должен делать?» – воскликнул я и тряхнул головой. Обучение окончено, я это знал. Нужно выбираться назад. «Все очень просто, поверь», – ответила Пончик. «Ты должен помочь мне добраться до 18 уровня, чтобы я освободилась от этого ада и заняла свое законное место сеньоры. Полагаю, эта крысиная тварь не сможет пойти с нами». Она подняла лапу и указала на меня. «Ты повышен в ранге, со слуги до телохранителя. Поздравляю, Карл». Принцесса Пончик назвала свою партию королевским двором принцессы Пончик. Принцесса Пончик сменила ваш ранг на королевского телохранителя. Принцесса Пончик сменила свой ранг на великого победителя лучшего в подземелье. Вот даже как. Мордекай рассмеялся. У нее лучшая единая статистика, и она назначена лидером партии. А коли так, у нее более полный контроль над общим меню. Не волнуйся, титулы ничего не значат. Он вдруг сделался серьезным. «Послушай, малыш, сейчас кошка куда мощнее тебя, поэтому ты должен держаться ее, по крайней мере, пока не доберешься до 9-го этажа. Тогда вас ждет испытание. Ты всегда сможешь покинуть партию. Это корона на ее голове, не на твоей».
Пончик подошла до двери и поскребла ее. Дверь отворилась сама собой. Глава 7. Время до крушения уровня 4 дня 20 часов. Без дальнейших торжеств мы покинули гильдию и снова оказались в подземелье. «Кстати», — заговорил Мордекай, когда мы выходили, «теперь, когда я успешно обучил вас обоих, если вы зайдете в любую учебную гильдию, вас транспортируют обратно в эту комнату. Теперь я ваш зарегистрированный вожатый, и не стесняйтесь возвращаться, если у вас появятся дополнительные вопросы. Но помните, вы лишитесь доступа ко мне, как только попадете на 4-й этаж». «Береги себя», — сказал я. «Удачи тебе во вселенной, когда все это закончится». Мордекай с грустью посмотрел на меня. «Ну да, и вам тоже удачи». Он ухватил меня за лацканы пиджака, заглянул в глаза и зашептал. «Кто бы что ни говорил, не стоит слушать, пока не окажетесь на 12-м этаже. Это того не стоит, запомни». Он захлопнул дверь, и у меня закружилась голова. Что это значит? Он хотел сказать, что лучше умереть, чем воспользоваться любым из выходов, которые нам предложат на 10-м и 11-м этажах. А это хотя бы важно? 10-й этаж. Над кем Мордекай издевался? 3 миллиона человек погибли в этом месте уже в самый первый час. Я не надеялся дожить до следующего этажа. «Вот и хорошо», — заговорила Пончик. «Слушай, что мы теперь будем делать. Ты будешь идти рядом, и если на нас что-нибудь нападет, защитишь меня». «Бесцельно бродить? Таков план?» — осведомился я. «У нас примерно 29 часов до того, как эти инопланетяне запустят свое телешоу. Это означает 29 часов на то, чтобы совершить что-нибудь абсолютно потрясающее. Но, — продолжала Пончик, — прежде всего нужно найти тебе какие-нибудь штаны. Я не собираюсь предстать перед Вселенной в таком виде. Я так и вижу марсианские комментарии». И она заговорила, пародируя инопланетный голос. «Красивая кошка, Блорк. Но почему ее телохранитель без штанов?» Блорги – сообщество из компьютерной игры на тематику космической Одиссеи Stellaris. Я вздохнул и зашагал по коридору. Мы двинулись назад, в ту сторону, откуда пришли, к главному проходу. Миновали место, где стены почернели после взрыва бульдозера гоблинов. Там, где бульдозер переехал гоблина, все еще стоял запах крови. Взрыв разрушил все, что там было. «Знаешь, ты тоже не носишь штанов», – заметил я после недолгого молчания. «И я не ношу плаща, Карл, в котором выглядело бы так, словно выиграла приз за участие в фестивале персонажей фантастических комиксов. Я кошка, кошки штанов не носят, так что не ерничай». Мы подошли к развилке. Я осторожно заглянул за угол и ничего не увидел. Отсек освещали факелы, а не зеленые лишайники, так что было гораздо светлее. Мы вступили в широкий туннель. «Я знаю, твой недалекий ум велит тебе просто...» «Хорошо», – перебил я и повернулся к кошке. «Раньше я не знал, как с тобой поступить, но это преображение, или что там случилось, упростило дело. Я иду вот сюда», – я указал на восток. «Ты можешь идти в любом другом направлении. Успехов». «Что?» – скинулась Пончик. «Ты хочешь разделиться? Я не понимаю». «Послушай, Мордекай сказал, что ты теперь намного мощнее меня. Прекрасно. Это значит, что ты, вероятно, не пропадешь. Твои дела лучше, чем мои». Я наклонился к ней. «Но я предпочитаю покончить со всем этим. Пусть меня лучше раздавит гоблинский бульдозер, чем меня заставит еще хоть секунду барахтаться в этом дерьме. Кошки-сволочи. Я понял. Но ты знаешь, почему люди любят кошек, несмотря на весь их сволочизм? Потому что они ни хрена не треплются. Если бы кошки разговаривали и были похожи на тебя, их бы уже не было на свете. Потому что мы уже давно перебили бы всех». Я развернул свое меню, чтобы понять, как выйти из партии. «Погоди, Карл, погоди, не надо. Я виновата, подожди». «Что?» – спросил я. Кошка уселась на пол. Она выглядела расстроенной. «Я виновата, ты прав. Я... Тебе не приходилось просыпаться после долгого сна, в котором ты был одним существом, а после пробуждения ты через мгновение понимаешь, что ты уже не тот, кто есть на самом деле?» Я смотрел на нее. «Так вот, когда я здесь проснулась, со мной оставалась память, и я все время была собой». Я помнила, как сидела на подоконнике, выглядывала на улицу, смотрела телевизор целыми днями, часами торчала в корзинке на заднем сиденье в машине мисс Беатрисы, ездила на все эти ужасные и все-таки чудесные показы, как мне говорили, какая я принцесса. Я вдруг мысленно вернулась к этому всему. Сейчас я великий победитель, Карл, и от меня ожидают, что я буду вести себя соответствующим образом.
Но сидеть у тебя на коленях, видеть, как ты набираешь новые и новые фраги в Call of Duty, это я тоже люблю. Ты полный отстой в этой игре, но продолжаешь играть. Тогда я этого не понимала, но мне это нравилось. Фраги. В компьютерных играх очки, начисляемые за убийство противника. Call of Duty. Серия игр в жанре шутер от первого лица на сюжеты о Второй мировой войне, Холодной войне, войнах будущего, космических войнах. Да что ты говоришь? Разве ты не сдвинутая, долбаная сволочная принцесса? Ну, Карл, я принцесса, но постараюсь не быть законченной сволочью. Ты мне нужен, и я нужна тебе, правда? Я знаю тебя, ты не хочешь остаться один. Я видела тебя в тот день, когда ты в своем компьютере рассматривал карту, а потом квартиры на Крейгслисте. Craigslist – сайт электронных объявлений, очень популярный у американских пользователей интернета. «К чему это ты?» – спросил я, хотя точно знал, к чему она. «В тот день, когда ты остался один, ты мог вернуть меня родителям мисс Беатрисы. Просто не захотел. Ты искал жилье, куда тебе разрешили бы въехать с кошкой. Ты думал похитить меня». Я продолжал смотреть на нее. Так оно и было. Но в этом я не признавался даже себе. Все равно ничего бы не вышло. Ее папа вернул бы меня. Я вздохнул. Это тоже было правдой. Отец Беа был юристом из Якимы. Город в штате Вашингтон. «Ладно», — сказал я. «Идем дальше». Мы продолжали путь. Миникарта отражала основные направления. Мы двигались на восток, я присматривался, нет ли поблизости каких-нибудь особых комнат и вообще стоящих внимания мест. «Между прочим, на мне нет брюк из-за того, что ты решила выпрыгнуть из окна», — сказал я через несколько минут молчания. Вспомнив о сигаретах, я пошарил в кармане. Есть, красная пачка Мальборо, только наполовину пустая. И зажигалка Зиппо со мной. Еще одну я нашел в гоблинском ящике, так что теперь у меня было две. Я испытывал потребность немедленно достать пачку, но понимал, что, возможно, у меня больше никогда не будет сигарет. Следовало их поберечь. Если бы я не выпрыгнула, мы оба были бы сейчас мертвы. Так все же зачем ты прыгнула? «Стой!» – прошипела Пончик. «Там что-то есть». Мы уже прошли мимо множества развилок и боковых дорожек. Пока в этом лабиринте не было ничего примечательного, и признаков жизни я не видел, сейчас мы остановились возле узкого прохода, похожего на тот, откуда появился бульдозер гоблинов. Там стояла непроглядная тьма. Судя по моей карте, этот проход вел к новой развилке, дальше еще несколько ответвлений. Карта показывала только этот участок, дальше я не мог заглянуть. Никаких красных точек, ничего такого. Ничего, что я увидел бы. Что такое? Пончик подпрыгнула и приземлилась ко мне на плечо. Я крякнул. Она и близко не была такой тяжелой тогда, когда проделывала это раньше, хотя и я стал намного сильнее. Принцесса обвела вокруг моей шеи длинный пушистый хвост и оскалилась. Из ее глотки вырвалось низкое рычание. «Да что там? Что ты видишь?» Пуф, пуф. Две молнии вырвались из глаз Пончика одна за другой, как выстрелы из лазерного пистолета в фантастических фильмах. Я за малым не грохнулся навзничь от удивления. Вспомнил, что она владеет заклинанием магической ракеты. Первая молния ударила в каменную стену прохода, выбила дождь каменных осколков и клуб дыма. Вторая молния была направлена лучше, она пролетела по всей длине туннеля и наткнулась на нечто, взвывшее от боли. Оно находилось слишком далеко для того, чтобы я его разглядел, но когда луч ракеты ударил в него, на моей карте зажглась красная точка. «Готово, закончи с ним», — сказала Пончик. «Так, давай-ка ты в следующий раз подождешь и убедишься, во что стреляешь, а не будешь лупить наобум. А если бы там был человек?» Существо издало звук, наполовину крик, наполовину рык, и галопом бросилось в нашу сторону. Чем бы оно ни было, оно было большое. «Карл, совершенно же очевидно, что это не человек», — сказала Пончик. «Дьявол, дьявол, дьявол, теперь мы влипли! Еще ракету!» — крикнул я. Пончик выпустила третью магическую ракету, и на этот раз удар пришелся прямо в грудь. Тварь споткнулась и закричала от боли. Она была ранена, но продолжала двигаться. Когда луч ракеты осветил ее, мне удалось ясно разглядеть это существо. Видно было достаточно хорошо, чтобы прочитать информационное сообщение. Плохая лама. Уровень 3. Это лама, но плохая. Будь она человеком, он был бы покрыт тюремными татуировками. Зависал у Керкл-К и приставал к 14-летним девочкам. Международная сеть круглосуточных магазинов, принадлежащая канадской многонациональной компании по питанию. Может быть, она захочет продать вам что-нибудь, если у вас есть хороший товар на обмен. Но встреча с ее слюной вам не понравится.
«Мать твою, Пончик!» – завопил я и отскочил от прохода. Красный шар слюны размером с бейсбольный мяч выкатился из прохода и разлился по полу. Он зашипел в том месте, где упал, и камни пола сделались малиновыми. «Лава! Эта лама плюется лавой!» Я сжал кулаки. Мордекай сказал, что эти кулаки мощнее, чем любое оружие, которое у меня есть, но перспектива драться с проклятой ламой голыми руками – нелепость. Я получил в луте ящика перчатки без пальцев, но они не защита. «Ты должна стрелять!» – проорал я. «Не могу!» – откликнулась Пончик. «Маны нет!» «Ты что, не получила зелье маны?» – заорал я. А лама приближалась. Эта дьявольская тварь была еще больше, чем я предполагал. Огромная, как лошадь. Гигантские желтые клыки. Чудище повернуло обожженную башку цвета дубовой коры и вылупилось на меня. По морде у него тек ихорозный гной, черный и красный. Над головой пульсировал дебаф «Зараза». Мощный дебаф все равно, что яд. Он действует быстрее, но в отличие от яда его невозможно собрать. Можно нейтрализовать лишь простым целебным заклинанием или зельем. Здоровье ламы уже сократилось на 3/4, Пончик взвыла и спрыгнула с моего плеча, когда лама попятилась, чтобы снова плюнуть. Шея гадины светилась красным. Я выбросил апперкот и хук слева прямо по ее роже и почувствовал, как хрустнули кости. Левая рука взорвалась болью. Я не знал, что за кости хрустели. Лицевые кости ламы, кости моей руки или и то, и другое. Вероятно, то и другое. Тварь хрюкнула от неожиданности и выпустила ком слюны, отворачиваясь от меня. Над моим плечом проплыла волна жара от лавы. Я подскочил, ударил еще раз, точно в светящуюся глотку справа. Тварь свалилась, точно мешок с молотками. Попыталась кричать, но вышло бульканье. Я отскочил. Мех и шкура на шее загорелись красным пламенем. Я таки сломал какую-то хрень в ее глотке, которая изрыгала лаву. Лама продолжала булькать, издавала жалобные звуки, а показатель ее здоровья падал. Секунда, и она была мертва. Лава вокруг ее глотки стала быстро остывать, распространяя вокруг едкую, будто серную вонь. Моя левая рука была сломана. В ней пульсировала боль, но благодаря приобретенной способности к регенерации кисть быстро заживала. Я вызвал свое меню здоровья и обратился к круговой диаграмме. Увеличил масштаб изображения ущерба и получил подробное разъяснение случившегося. Моя способность к регенерации рассортировала полученные повреждения и исцелила в первую очередь самые важные. Левую руку да несколько ссадин на правой. Через меню я мог изменить иерархию значимости ран. Через минуту я уже был как новенький. «Я нанесла 71% урона», — сообщила Пончик. «Отсюда следует, что я получаю трофей первый». Труп погас, и возникло информационное поле. «Плохая лама. Уровень 3. Труп с лутом. Убита обходчиком, великим победителем, лучшим в подземелье, принцессой Пончик. При содействии обходчика королевского телохранителя Карла. Шкура бедной ламы, непрожаренные стейки ламы 2, мешок метамфетамина 2». Психостимулирующий наркотик. Шкура пропала из меню инвентаря вместе с одним из стейков. На трупе осталась лишь грубая куча мышц. «Твоя очередь», — сказала Пончик. «Мед?» Я даже рассмеялся, настолько это было абсурдно. Перетащил остальные предметы в инвентарь. В моем инвентаре добавилось 2 новых меню – продукты питания и медикаменты. У меня появилась еще парочка достижений. Одно за выпавший лут, второе за обмен опытом. Я получил пару бронзовых ящиков авантюриста. Пончик получила то же самое, плюс парочку достижений за первое применение заклинания и за первое убийство, а также за убийство моба более высокого уровня, чем она сама. «Ничего хорошего», — заявила Пончик, когда мы двинулись дальше на восток. «Неряшливая работа. Тебе нельзя получать повреждения всякий раз, как мы вступаем в малый конфликт». «Малый конфликт? Надо быть осторожнее», — сказал я. «Нельзя же слепо бродить и вляпываться во что ни попадя». «Да, надо переходить на следующий уровень», — согласилась Пончик. «Причем быстро. Я начинаю думать, что эта дорога не лучшая для странствий и столкновений». Она прыгнула в первый же боковой ход, и мне пришлось поторопиться, чтобы не отстать. Еще несколько поворотов, и мы удалились от главной магистрали. Здесь стены были крепче, потолок гораздо ниже. Всю эту зону освещали зеленые лишайники на стенах. Некоторые коридоры изгибались и заканчивались тупиками, но благодаря тому, что перед нами материализовалась карта, не составляло труда не заблудиться.
Эти края выглядели неприятно запустелыми. Время от времени я слышал доносившиеся издалека скребущие звуки, а один раз долетело что-то похожее на крик человека, орущего во всю мощь своих легких, а потом вроде бы выстрел. Но источники звуков были так далеко, что я даже не определил, в какой стороне. Мы шли и шли. Казалось, что идем много часов, но не встретили никого и ничего, кроме редких учебных гильдий там и сям. И туалеты повсюду. И вот что самое странное. Двери туалетов встречались, кажется, через каждые 500 метров одна от другой. Все двери были разные. Некоторые выглядели так, будто их перенесли из настоящих туалетов ресторанов, баров или зданий всего мира. На некоторых были обозначения для мужчин, для женщин. На одной я увидел табличку с надписью, исполненной от руки на языке, похожем на корейский. На другой извещение, что туалет только для тех, кто платит. Я открыл двери первых 4 туалетов, мимо которых мы проходили. Серебряный унитаз, рулон туалетной бумаги, ни раковины, ни зеркала, только унитаз и достаточное пространство, чтобы присесть. Неважно, насколько широкие или тонкие двери, все помещения одинаковы. После 3-й попытки я заподозрил, что вижу одну и ту же комнату. Чтобы проверить догадку, я вытянул туалетную бумагу и опустил ее конец в унитаз. Мы прошли дальше. Я открыл следующую дверь. Конец бумажного рулона мок в унитазе. Закрыв дверь, я велел Пончику открыть ее. Пончик была способна открывать и закрывать двери взглядом, стоило нам приблизиться на достаточное расстояние. Когда она открыла дверь, за которой я только что побывал, там обнаружилась каморка с низким потолком и мусорным ведром. «Вот и хорошо, мне надо пипи», – объявила Пончик, вошла и закрылась в кабинке. Через 30 секунд она появилась, разбрасывая мусор во все стороны, и посоветовала: «И ты сходи, по тебе видно, что тебе нужно». На самом деле мне нужно было выспаться. Первоначальный прилив адреналина стал сходить на нет, я вымотался. Я проспал около часа перед тем, как проснулся прошлой ночью. Прошлой ночью? Да прошло же часов 5, не больше. Меню здоровья обозначало мое состояние как утомлен. На усталость моя способность к регенерации не распространялась. Нужно было найти какую-нибудь зону отдыха. Мордекай говорил, что они есть везде. Мы могли бы устроить временную оперативную базу и исследовать местность осторожно и осознанно. Бесцельное блуждание рано или поздно, а скорее рано, вгонит нас в большущие неприятности. Минуты через 2 нас окружили крысы 2-го уровня. Их было 5, и размером эти визжащие и шипящие мерзости были вдвое меньше Пончика. Чудовища не слишком большие, но для крыс огромные. Они кусались, царапались, одна даже заразила меня дебафом яд. Он просуществовал всего секунду, после чего его убрал мой плащ. Кончилось тем, что я припечатал их пинками к стене одну за другой. Они ударялись о стену и лопались, как пузыри. Выглядело настолько кроваво, как будто их тела вмещали вдвое больше крови, чем это было возможно. Пончик после боя с ламой поднялась на 2-й уровень. Похоже, мы приобрели опыт, пропорциональной доле участия каждого из нас в сражении. Но опыт вряд ли распределялся только на основе нанесенного каждым из нас ущерба. Я предположил, что вспомогательные функции, энергетическая зарядка, лечение также засчитываются, но достаточных данных для таких выводов пока не было. Также мне казалось, что когда ты просто принадлежишь к партии и присутствуешь при сражении, ты приобретаешь условный опыт автоматом. Так, за бой с крысами я лишь самую малость не дотянул до 3-го уровня, а Пончик, которая и лапой не пошевелила, чтобы помочь, посвятила следующие 5 минут зудению на тему о том, почему ее наставничество должно считаться опытом. Эта кошка, безусловно, старалась не быть несносной, но все-таки это была кошка. В ней жило неодолимое упрямство, а язычок был острым, из-за чего у нее часто вырывались резкие высказывания, и она только потом думала о том, что сказала. Но также она покошачьи выражала привязанность. Однажды я остановился и прислонился к стене, чтобы передохнуть, а принцесса принялась с мурлыканьем тереться мои ноги. Я посмотрел на нее сверху. Она перехватила мой взгляд и спросила: «Что?». Прежде чем попасть, наконец, в зону безопасности, мы поучаствовали еще в десятке стычек с крысами и здоровыми тараканоподобными созданиями, так называемыми швырятелями. Размерами и формой эти жуки напоминали буханки хлеба. Никаких интересных трофеев мы не добыли, кроме множества крысиных шкурок, да один таракан уронил штуку под названием «панцирь швырятеля», который сам добавился в мое меню крафтовых предметов. Крафт – ремесла, позволяющие создавать одни предметы из других.
Всех этих противников я поубивал босыми ногами. Я пинал крыс и прыгал сверху на тараканов. Жуки-мобы хрустели под моими подошвами, как картофельные чипсы. Теперь, когда я сражался, Пончик старалась выпускать по одной магической ракете в каждой стычке с безопасного места на моем плече. Ее мастерство заклинаний выросло до 3-го уровня. Улучив минутку, я глянул на ее статистику. Угол зрения был ограничен, но я увидел, что теперь ее интеллект дорос до 17, что давало кошке и 17 пунктов маны. Каждый раз, когда она прибегала к чарам, это отнимало у нее 5 пунктов маны. У меня же пункты, вычитаемые за заклинания, регенерировались очень-очень медленно, так что магия для меня была почти бесполезна. Шкала Пончика заполнялась намного быстрее, примерно по 1 пункту за минуту. Не знаю, почему кошка набирала пункты быстрее, но 1 в минуту – это все равно довольно медленно. По большей части стычки заканчивались за считанные секунды. Я вышел на 3-й уровень и заработал навык под названием «Пехотинец». И еще один под названием «Сокрушение». Навык «Пехотинец» увеличил урон, который я наносил пинками. Навык «Сокрушение» – это просто нечто. Голос, зачитывающий описание навыков, был более глубоким и горловым, чем обычно. Я буквально слышал, как диктор дышал, как будто неженка анонировал. «Сокрушение. Навык. Уровень 3. Убивать ногами, вашими босыми прекрасными ногами. Поднять босую ногу, опустить ее сверху на дышащую сознательную жизнь и нажимать с любовью, пока этой жизни не станет. Есть более достойный способ убивать. Давление, с которым вы прижимаете врага необутой ступней, усиливается на 10% с каждым следующим уровнем этого навыка». Я вспомнил странное послание, которое получил перед тем, как наскочить на гоблина-инженера. Тогда я подумал, что это паскудная шутка, как и большинство описаний, но тут мне показалось, что ИИ, или кто там заправляет игровыми посланиями, в самом деле какой-то фетишист ног, мурашки по коже. «Думаю, мы не станем добывать тебе обувь», – проговорила Пончик после того, как я совершил ошибку, пересказав ей описание своего навыка. «Да будем, как только сможем», – заверил я. «Мне кажется, ты нравишься компьютеру», – заметила кошка. «Или ему нравятся твои ноги. Этим надо воспользоваться. Если мы понравимся системе, возможно, она будет обращаться с нами помягче». Я признался, мне от этого не по себе. Мне будет не по себе, если меня сожрет какая-нибудь тварь, Карл. Так что если твой бойфренд пускает слюнки от твоих лапок, то пусть насылает на нас миленьких жучков, а не лаводышащий хлам. Возьми себя в руки, воспользуйся своим мужским преимуществом и смирись ради твоей принцессы». «Ради моей принцессы», – пробормотал я, а кошка расхохоталась кудахтающим смехом. Зеленый огонек на краю миникарты показал нам зону безопасности, и мы свернули в обозначенном направлении, продолжая спорить. Швырятели стали встречаться чаще, и я понял, что их главное гнездо где-то поблизости. Один таракан убрался с дороги при нашем приближении и скрылся в пещере, что чернело сразу за безопаской. Мы не стали его преследовать, а предпочли убежище и вошли в зону безопасности. Глава 8. В зоне безопасности. И оба ахнули, остановившись у входа. «Что за колдовское место?» – спросила Пончик, спрыгнув с моего плеча. Ее хвост принялся от возбуждения рассекать воздух. В жизни не видела такого огромного кошачьего дерева. Игровой комплекс для кошек, один из нескольких столбиков. Они позволяют кошкам точить когти, взбираться наверх и оттуда наблюдать за комнатой. «Это не кошачье дерево», – сказал я. «Это игровая площадка». Мы стояли в закусочной, почти как Макдональдс, только не красный с желтым, а черный с синим. Игровая площадка представляла собой обширный комплекс горок и туннелей, да еще бассейн с шариками, точно из моего детства. Надписи на стенах выполнены на каком-то чудном языке, может, на польском. Картинки с пластиковыми персонажами какого-то мультика указывали, какие игрушки ждут ребят в Happy Meal в этом месяце. Happy Meal – счастливая еда. В закусочных Макдональдс – детский комплексный обед с игрушкой. Я не мог вспомнить, как называется мультик, но гиппопотама и хорька узнал. Мультик новый, только что вышел. Видно, взяли целиком закусочную в какой-то неведомой стране и перенесли в нетронутом виде сюда, под землю. Мы вошли через главный вход. Большие окна окружали пустой зал, но за стеклами не было ничего, кроме твердой стены. Над прилавком раздачи висели 3 щита, на которых обычно бывает меню. Но там было не меню, а информация об игре на стандартном языке синдиката.
Пончик прыгнула на игровую площадку и пропала в разноцветном детском лабиринте, пока я читал тексты на счетах. На первом шел обратный отчет времени до крушения уровня. Оставалось 4 дня и 17 часов. Ниже шли строки. Время до премьеры «Мира обходчиков подземелья Земля» 23 часа 42 минуты. Осталось обходчиков 4 миллиона 322 тысячи 395. Я моргнул. Святейшая гиена, всего несколько часов назад было 10 миллионов. Я смотрел, а число все уменьшалось. Я взглянул вниз на свои ступни. Они были покрыты кровью, хитином и той белой слизью, что прыскало из крупных жуков, пока нам везло. Мы обзавелись кое-каким снаряжением и пережили несколько нападений. А те, другие, действовали заодно, что-то уж очень много людей погибло. Меня передернуло, я сглотнул и продолжал читать надписи. Следующий экран. Таблица лидеров. Таблица лидеров появится после крушения 3-го уровня. Третий экран. Добро пожаловать в зону безопасности. Вы на 1-м уровне. Сдается комнат 20. Арендная плата 0 золотом. Личное пространство можно будет приобрести на 4-м уровне. Еда здесь. Сдаются комнаты? Я посмотрел на миникарту, развернул ее во весь экран. В закусочной было 3 выхода. Дверь, в которую мы вошли, вторая дверь в противоположной стене с линией точек с обратной стороны и косым крестом над притолокой. Я мысленно нажал на нее и выскочило окошко «Личное пространство пока недоступно». Я почувствовал себя так, как будто покупаю здесь настоящий дом или операционную базу. Но если этажи рушатся, означает ли это, что я буду покупать новое жилье на каждом следующем? За третьей дверью, которая в обычных условиях должна была открываться наружу, я увидел узкий коридор с 10 маленькими комнатами. Гостиничные мини-номера, каждый не больше кладовки, спальные места. Тут я заметил на карте белую точку и вздрогнул, потому что рядом со мной стояло покрытое мехом существо в шляпе из газеты и ростом чуть выше прилавка, потому-то я его и не увидел. Я изучил свойства. Талли, защитник бобка. Уровень 63. Смотритель этой зоны безопасности. Это мирный неигровой персонаж. Защитники бобка – это магические, похожие на гномов существа. Существуют они только для того, чтобы хранить зоны безопасности. Они делают все – от чистки туалетов до приготовления еды для вас. Они мрачные, вонючие и никогда не моют руки. Я осторожно приблизился к прилавку. Волосатый карлик не шелохнулся, стоял как статуя. У него были коричневые волосы, но с каким-то непонятным, чуть ли не зеленым оттенком. На лице у существа было столько волос, что я видел только черные глаза и нос луковицей, покрытый яркими красными капиллярами. От него слегка пахло влажным мхом. На нем был синий фартук, простая шляпа из газеты, а еще у него была бирка с именем – Талли. «Привет!» – окликнул я его. «Желаете поесть?» Голос у него оказался громче, чем я ожидал, и славянский акцент. Не русский, но что-то близкое. «А что у вас есть?» – спросил я, взглянув на экраны для меню. Но на них ничего не изменилось. «Есть у вас где-нибудь меню? Простите, я здесь человек новый». «Талли знает, что вы новый. Это подземелье только что открылось. Оно без предупреждения открылось, и Талли не готов. Но я готов настолько, чтобы стряпать почти любую еду для человеческого обходчика. Талли готовился много ваших лет стряпать для человеческих обходчиков». Он приподнялся на цыпочки, чтобы взглянуть на Пончика, которая прыгала в бассейне с шариками. «Я не готов, кошка, но есть молоко. Лучше, чем кошачий корм. Вообще-то она любит йогурт», — сказал я. «Но я не собираюсь давать ей много. Я замолчал. Кошкам жизненно необходимо мясо. Вы будете снимать комнату?» Это существо едва двигало мышцами, когда говорило. Это напрягало. «Да», — ответил я. «Я знаю, наше время ограничено, но мне нужно поспать. Я дам кошке йогурт, и я достану мясо для кошки, когда вы проснетесь. Но для вас могу сделать еду, если хотите». «Да, конечно. У вас в самом деле есть йогурт?» «Да. А чего желаете вы?» В этот миг я понял, что умираю от голода. «А вы можете что-нибудь порекомендовать?» Пауза. «Вы хотите, чтобы я сделал еду на свой выбор?» «Да», — сказал я. «Почему бы и нет? Но только никакой рыбы. Рыбы я наелся на 2 жизни вперед». Талли кивнул, то есть едва шевельнул подбородком. «Какая ваша толерантность к пряностям? От 1 до 5. Речь идет о человеческой толерантности. Я люблю поострее, так что 4.
Но это если по человеческой шкале. Человеческая шкала. Сейчас садитесь, открывайте ящики, подождите, Талли принесет еду, потом вы пойдете спать. Он поставил на прилавок фирменную картонную чашку и маленькую миску, кивком указал на ряд автоматов с напитками, повернулся и в развалку отправился в заднее помещение. В автоматах я выбрал нечто под названием хуб-колла, воду, молоко и еще некую варку. Варка – польский пивоваренный завод. Как я определил, сняв крышку, это было пиво. Пиво манило, но я начал с воды. Наполнил водой мисочку, глотнул и поразился тому, какая она холодная, какой чистый у нее вкус. Я мотнул головой и присел к кабинке. Я получил множество ящиков, и среди них серебряный ящик авантюриста за то, что нашел свою первую зону безопасности. Несколько минут я рылся в луте, по большей части бесполезным. Зелье, факел, бинты. Вот это уже новость. Останавливают кровотечение. Я не знал, остановит кровотечение моя рубаха из шкуры тролля или нет. Один хлам, за исключением серебряного кольца, которое нашлось в серебряном ящике. Это кольцо дало +1 к моему телосложению и довело мою статистику до 10. Пончик прыгала на столе, пока мы дожидались. Она утолила жажду, когда я ковырялся в луте. У нее тоже имелось несколько ящиков, в том числе золотой ящик магических предметов, который она получила как один из первых 100 обходчиков, вышедших на 3-й уровень магической ракеты. В ящике находилось 25 зелий, восстанавливающих ману, и талисман для ошейника. Чары сосредоточились в маленькой серебряной бабочке. Пончик взвизгнула от восторга, когда получила его. У нее было даже колечко, на которое легко прикреплялся талисман. Талисман звенел при каждом движении. Эта игра действительно индивидуально приспосабливала призы к обходчику. Ты хочешь носить на шее этот чертов колокольчик? Ты знаешь, зачем люди надевают такие на кошек? Чтобы птицы и белки слышали, когда к ним подбираются. «Он чудесен», – провозгласила Пончик, когда талисман повис на ее ошейнике. «И уже на мне». Я прочитал свойства талисмана. Талисман чистой бабочки. Те, кто помнят и чтят печальную сказку о чистой бабочке, получают добро от фей всего мира. Эта история даже заставила меня заплакать. Прибавляется +4 к навыку легкость в ногах, прибавляется +1 к интеллекту, крылатые феи больше не будут беспричинно враждебны к вам. Я понятия не имел, что это за сказка о чистой бабочке, но приходилось признать, что это хороший предмет. Но стоил ли он того шума, что мы подняли? Не знаю. Я ведь тоже не царь тишины. Навык «легкость в ногах» означал то, что кошка могла теперь прыгать выше и дальше. У нее уже был 3-й уровень этого навыка, когда она получила приз. Значит, талисман дал ей 7. Едва надев его, она полетела обратно на игровую площадку и принялась прыгать вдвое выше, чем раньше. Следующие 10 минут Пончик носилась по игровой площадке так, как в те времена, когда была котенком. Блин, да когда это было? 4 года назад? «Эй!» – крикнул я. «Ты поосторожней! Не забывай, что приземляться все-таки приходится!» Из кухни появился Талли с 2 подносами. В развалку обогнул прилавок и поставил свою ношу на стол. «Ешьте!» Пончик получила простую миску с белым йогуртом. Она вернулась к столу и с подозрением принюхалась. «Что такое?» – спросил я и ткнул в свою порцию пластиковой вилкой. Запах был великолепный. «Мурк виндалу, 4-й уровень остроты. Кубики мяса цыпленка без костей на бархатистом кисло-сладком соусе виндалу. Здесь также картофель и другие специи. Это блюдо подается поверх риса бирьяни, и я сделал наан со шпинатом и чесноком». «Наан, тип лепешки». «Извиняюсь, у меня нет баранины. Мою баранину унесли мобом на 2-й этаж». Он повернулся к Пончику. «Еще, ваше королевское высочество, я сделал особый заказ. Свежий лосось, чтобы вы смогли подкрепиться, когда проснетесь. Я приготовлю его должным образом, нарежу кубиками, сделаю гарнир». «Ваше высочество?» – поперхнулся я. «Спасибо, Талли», – сказала Пончик. «О, Талли», – он слегка поклонился. «Да, ваше высочество. Пожалуйста, сделайте так, чтобы мы с Карлом получили лучшую комнату для восстановления сегодня вечером. Вот теперь все». «Я совершенно уверен, что они одинаковые», – вмешался я. «А ты не хотела бы для себя отдельную комнату?» «Конечно, ваше высочество», – произнес Талли и отвернулся. Я смотрел на кошку, а она моргнула и наклонила свою пушистую голову, ее аналог пожатия плечами. «Не моя вина, что он видит во мне царственную особу».
Я приступил к трапезе и, отправив в рот первый кусок, немедленно позабыл обо всем остальном, что существует на свете. Клянусь, самая вкусная вещь из всего, что я пробовал. Я никогда не был страстным поклонником индийской кухни, но святое же дерьмо, и подогрето ровно настолько, насколько нужно. Я проглотил все за пару минут. Талли вернулся на свой пост за прилавком и застыл там. Я окликнул его. «Приятель, я ничего вкуснее в жизни не ел». Он чуть заметно кивнул. «Вы будете во всех зонах безопасности? Когда этот этаж обвалится, я перейду на другой этаж подземелья и продолжу спускаться, пока не окажусь не нужен». Вдаваться в подробности он не стал. «Хорошо», — сказал я. «Думаю, мы побудем здесь в ближайшие пару дней». Я подавил желание вылизать тарелку. Неужто Тали действительно может приготовить все, что угодно в этом мире? Правда, мира больше нет. Волна тоски накрыла меня. Я глубоко вздохнул, вынул из кармана пачку сигарет и был уже готов зажечь одну, но пришлось тут же убрать ее после громкого и твердого «нет» из-за прилавка. «Нам нельзя здесь оставаться», — сказала Пончик. «Мы должны двигаться вперед». «У меня есть идея», — возразил я. «Мне кажется, где-то совсем рядом гнездо этих жуков-швырятелей. Мы побудем здесь и поищем это гнездо. Обязательно наберемся опыта. Когда появятся проходы вниз, приступим к поискам лестницы, но до тех пор у нас будет где спать, в волю хорошей еды и источник опыта под рукой. По-моему, это отличное место». «Ладно», – произнесла кошка, помолчав. «Но мы должны придумать что-нибудь яркое, чтобы их убить. Что-нибудь дерзкое и остроумное, с изюминкой. Карл, я хочу быть в этом шоу». Я возразил. «Мы не попадем в шоу». «Ты что, не допер? Миллионы подписчиков, ящики с лутом. Мы обязаны попасть в шоу. Может, нам понадобится хлесткий лозунг». Я вздохнул. Глава 9. Время до крушения уровня 4 дня 3 часа. Я проспал значительно дольше, чем планировал. Комнаты были маленькие, но не вызывали клаустрофобию, не то что туалеты подземелья или каюты катера береговой охраны. Кровать оказалась удобнее, чем я ожидал. Белые хлопковые простыни, совершенно новые, слегка попахивали порошком прачечной. Если в помещениях подземелья было влажно и душно, то тут было чуть-чуть зябко, как раз так, как мне нравилось. Пончик настояла на том, чтобы спать со мной в одной комнате, и спала, как всегда, у меня на шее. Я не решался снять рубаху и плащ, хотя знал, что в этом месте мне ничто не грозит. Стоило коснуться головой подушки, как меня не стало. Я не видел снов, меня не преследовали кошмары, как бывало чаще всего. Я проснулся освеженным и полным энергии. Взглянул в счетчик обратного хода времени и обалдел. Я проспал 10 часов подряд. Как минимум 5 лет не было такого, чтобы я спал столько времени, не просыпаясь. Только конец света, в буквальном смысле, дал мне полноценный ночной отдых. Когда я сел на кровати, Пончик от души зевнула и повернулась на бок. «Ложись опять», — предложила она сонным голосом. «Мне нужно еще несколько часов, таков приказ твоей принцессы». «Вставай», — сказал я. «Талли готовит тебе еду, ты помнишь?» Напоминание заставило ее подняться. В ванной комнате закусочной имелась душевая с дозаторами мыла и шампуня. Были также дешевые одноразовые бритвы и крем для бритья. Наконец-то я стянул с себя одежду и принял долгий теплый душ. Я стоял под струями, пока стекающая с меня вода не перестала быть черной. Потом побрился. Правда, полотенца в душевой не было. Вода на мне попросту высохла. Мои внутренние часы сломались. Я знал, что на поверхности планеты снова ночь, но, увидев тарелку с беконом, яичницей и блинами, присел и заглотил это все. Чувствовалось время завтрака, чувствовался новый день. Пришла мысль, что стало с теми, кто выжил, но не спустился в тоннель. Как они сейчас? В особенности народ из областей, заваленных снегом. Остались без убежищ, пришлось строить их из хвороста. Остались без электричества, пришлось сжечь костры. А сколько еды у них сохранилось? Надо полагать, немного. К тому же и животные, куры, свиньи прятались в курятниках и сараях, когда пришла катастрофа. Напротив меня Пончик доедала третью тарелку лососевого паштета. До сих пор я сознательно избегал взглядов на хронометр, сейчас посмотрел. 448-111. Сколько времени осталось до того, как истечет отпущенный мне срок? Я попытался задать Талли несколько общих вопросов о подземелье, но он отказался отвечать. Он, мол, ответит только на то, что непосредственно относится к зонам безопасности.
Если я куплю личное пространство, оно будет переходить с уровня на уровень? Да, будет, сказал он. И от одной зоны безопасности к другой. При этом лучше всего обзавестись всеми аксессуарами как можно раньше. Некоторые предметы совершенствуются при спуске, так что если вы выждете несколько переходов, прежде чем приобрести крафтовый стол, он не будет таким же прочным, как тот, что был куплен раньше. Крафтовая мебель. Авторская ручной работы. Вскоре после этого мы отправились охотиться на жуков. Снаружи все было таким же, как и до этого. Я осторожно высматривал красные точки, но никаких жуков не видел. Я чуть отошел от входа, вытащил сигарету и с глубоким вздохом зажег ее. Пересчитал, после этой у меня оставалось 9. «Правда, Карл, тебе обязательно курить? Ты же знаешь, как я к этому отношусь». «Боже мой, Пончик», – пробурчал я, – «да ты хуже, чем Беа». Пусть мы с мисс Беатрисой не на все в быту смотрели одними глазами, но в этом я должна с ней согласиться. Сигареты отвратительны. Ладно, осталось всего 9 штук, так что тебе не придется страдать. Я замер. Угол обогнуло трио швырятелей. Они рычали, приближаясь к нам. 2 были 2-го уровня и 1, тот, что побольше других, 4-го. 3-й жук был размером почти с Пончика, я бы не раздавил его ногой. Швырятель. Страж-выводка. Уровень 4. Тараканы, крещенные в ярости и напитках Monster Energy. Подобно братьям своим меньшим, швырятель-страж-выводка – это гигантский жук, который ничего больше не хочет, как только испортить вам жизнь. В отличие от маленьких братьев, эти гады опасны. Вот дерьмо. Звучит нехорошо. Честное слово, я не хотел драться с этой дрянью руками. Хоть я и знал, что нанесу меньше ущерба, я все-таки вытащил жабью дубину и сжал ее. А Пончик тем временем выпустила в большого таракана 3 луча магической ракеты. Противник зашипел и, свалившись, перевернулся несколько раз. Индикатор его здоровья упал до середины шкалы. «Хочешь, чтобы я еще раз его саданула?» – спросила Пончик. «Я израсходую ману». «Не надо», – ответил я, радуясь, что ракеты нанесли такой урон. «Сам займусь». Я опустил ногу на тех, что поменьше, и раздавил их. Страж-выводка отскочил и напал вновь. Он действовал быстро, но я был готов. Он ринулся вперед, молотя в воздухе усиками, отходящими от нижней челюсти. Я с размаху опустил дубину на его голову, а круглый конец моего оружия отскочил от твари, которая с шипением рухнула. Похоже, удар не причинил серьезного вреда. К тому же мне пришлось неуклюже нагибаться, чтобы ударить. Я быстро сменил дубину на кочергу, чтобы посмотреть, не будет ли от нее больше проку. Противник снова напал, и я ткнул его железной палкой. Его громадная голова выбила кочергу у меня из руки, и та отлетела. Отвратительное оружие для этой дыры. Я отступил на шаг и ударил ногой под маленькую полусферическую голову противника. Он пронзительно запищал. Этот удар нанес больше ущерба, чем магическая ракета. Пончик с шипением спрыгнула с моего плеча, я же подскочил и тяжело приземлился на спину таракана. Он лопнул, как воздушный шар, наполненный кокосовым пудингом. «Будь ты проклят», – пробормотал я, рассматривая слизь на ноге. Пончик подползла к останкам и понюхала их. Там не осталось ничего, что можно было бы унести как добычу. «Этих 4-уровневых не так уж сложно убить», – прокомментировала Пончик. «Но как он жутко воняет». Я посмотрел на карту. После пары поворотов у отсеков мы должны были оказаться у большой комнаты. Я проверил, есть ли там дверь. «Отлично, мы идем сюда». Я возвратил проклятую кочергу на склад. Она оказалась бесполезной. «Подождем, пока ты восстановишь запас маны. Потом подползем к главной комнате и заглянем. Если будут проблемы, возвращаемся сюда и мигом в зону безопасности». «Дверь зоны безопасности не откроется, если перед ней мобы», — заметила Пончик. «Мы быстро». «Ну ладно», — сказала кошка, помолчав. «Только не забывай, что я бегаю намного быстрее тебя». В итоге мы убили еще пару дюжин швырятелей 4-го уровня, прежде чем добрались до двери. Мы установили, что удар в морду, когда ему предшествует магическая ракета, оглушает таракана. Я сшиб несколько штук, а потом раздавил их головы. Удар по голове почти всегда оказывался критическим. Мы получили несколько пузырьков с чем-то, что называлось гемолимфа швырятеля, и с виду напоминала ту слизь, которая выходила из умирающих тараканов. Система определяла это вещество как алхимический материал. Время от времени швырятели подхватывали заразу, когда в них била магическая ракета.
Когда такое случалось, они разворачивались, чтобы дать дёру, но обычно шагов через 30 падали замертво. Мы с Пончиком получили по 5-му уровню, когда, наконец, добрались до двери. Для меня высшие уровни в сущности не имели значения. Я получал 3 статистических балла каждый раз, когда переходил на новый уровень, но еще не распределил их. Помогало то, что такие навыки, как пугилизм, безоружный воин, пехотинец и сокрушение, также доросли до 5-го уровня. Благодаря особому бафу Пончика она росла вместе с уровнем. Ее сила теперь составляла 15 единиц. Теперь, когда кошка запрыгивала ко мне на плечо, я чувствовал силу ее когтей даже сквозь кожаный пиджак и рубаху из троллинной шкуры. «У тебя есть какой-нибудь режущий навык?» – спросил я у Пончика. «Я имею в виду твои когти». «Ну, конечно, есть», – ответила она. «Режущая атака у меня на 4-м уровне, и задний коготь тоже на нем». «Вот и хорошо», – сказал я. «Поможешь, если нам придется туго. Твоя сила много выше моей. Используй ее, когда твоя магия иссякнет». На моей мини-карте не было знака для двери в конце туннеля. Мы подкрались к нему, двигаясь как можно тише. Правда, колокольчик Пончика звенел при каждом движении. Помещение было большим и круглым, площадью примерно в 1300 квадратных метров. Старая, закоптелая ручка двери, казалось, держалась на одном винте. Хотя эта дверь не была обозначена на мини-карте, на ней была бумажная табличка с надписью на испанском языке. Старая, выцветшая табличка. По-видимому, она находилась там уже давно. «No entrar», – шепотом прочитал я, косясь на табличку. «По-моему, это означает «входа нет». И дальше «Por orden del centro de salud». Не знаю. Наверное, тут какой-то орден. Ты можешь прочитать? По распоряжению Центра здоровья. Испанский. Пончик посмотрела на меня так, как будто услышала самый глупый вопрос в своей жизни. «Неважно», – прошептал я. «Ладно, открываем дверь и заглядываем». Дверная ручка не была зафиксирована. Я начал очень-очень медленно приоткрывать ее. Петли скрипнули, и я сжался в комок. В помещении царила непроглядная темень. Я не мог различить ни черта, слышался какой-то шелест, значит, в комнате что-то было, но разглядеть, что именно, я не мог. Пончик стояла абсолютно неподвижно. Шерсть на ней вздыбилась, как на бешеной кошке. «Что ты видишь?» – спросил я. «Там полно тараканов 1-го и 2-го уровня. Толпа. И еще какая-то дрянь, только не рассмотрю, что это такое. Похоже на кучу мусора. Пахнет, как из сумки, которую ты уносишь с собой, когда в квартиру приходит тот, другой парень. Носками, что ли, несет, только их там сотни. Больше ничего не вижу. Зажги факел и забрось туда». «Погоди, что?» – встрепенулся я. «Ты о моей спортивной сумке? Какой-то парень бывал в квартире, когда я ходил в спортзал». «Сосредоточься, Карл, зажги факел». «Нет», – сказал я, – «есть идея получше». Я не мог в это поверить. Точнее, поверить я мог, мне надо было давным-давно порвать с ней. Я чувствовал себя идиотом, внезапно меня охватила какая-то безрассудная смелость. «Готовься бежать», – скомандовал я и достал динамитную шашку гоблинов. Красная палка была влажной снаружи, как будто она потела. Я прочитал ее свойства. Голос ведущего игрового шоу прошептал описание. «Динамит гоблинов – это особое взрывоопасное вещество. Такое взрывоопасное, что, возможно, и фитиль не понадобится, чтобы его воспламенить. Такое взрывоопасное, что даже от громких звуков может воспламениться. Держите его в своем инвентаре, пока не будете готовы использовать. Будьте с ним нежны, не сжимайте слишком, иначе с вами, возможно, случится...» ИИ молчал добрых 2 секунды. «Бум!» Это последнее слово ИИ прокричал в моей голове так, что я едва не обмочился. Несколько секунд я стоял, а сердце молотом билось в груди. «Грёбаная хрень!» – прошептал я в воздух и шепнул Пончику. «Теперь беги, я за тобой!» Пончик стремглав метнулась прочь, а я осторожно извлек зиппо и поджег длинный фитиль. Он зашипел и стал разбрызгивать искры, как бенгальский огонь. Вложив в бросок всю силу, я бросил шашку в комнату, повернулся и побежал. Я молился, чтобы эта дребедень не взорвалась при ударе о пол. Глава 10. Она взорвалась при ударе о пол. Я забросил динамит в комнату на весьма приличное расстояние, но был всего в нескольких шагах от двери, когда он сработал.
Внезапная взрывная и звуковая волна подбросила меня в воздух, я ударился о каменный пол и заскользил по нему. Деревянная дверь раскололась, и зазубренная доска срикошетила от моей головы. Лавина вонючего дыма хлынула из дверного проема. Из глубокой резаной раны на лбу потекла кровь. Видимость мне закрыла красная пелена, и я получил предупреждение. Опасность, низкое здоровье. Но пелена быстро растворилась. Я услышал треск огня у себя за спиной. Застонал, перекатился на спину, и здоровье стало медленно восстанавливаться. Я чувствовал себя так, как будто меня переехал тот урод-бульдозер гоблинов. Пончик появилась надо мной, она глядела на меня сверху. «Ты умер?» – поинтересовалась она. «Нет», – ответил я. «Думаю, нет. Тогда тебе лучше встать. Пойдем посмотрим, кого мы убили». Я поднялся. Мордекай говорил, что я буду полностью здоров через 2 минуты, но 2 минуты во власти боли – это долго. Теперь у меня было больше дюжины целебных зелий, но без крайней необходимости не хотелось тратить даже одно. Комната светилась красным. Я извлек из склада факел, потянулся за зажигалкой, но над факелом появилось окно с вопросом, желаю ли я активировать факел. Жуть, совсем не то, что динамит. Я мысленно кликнул «да», и факел загорелся сам по себе. Возник счетчик времени, настроенный на полчаса, затем погас, когда на верхнем конце факела заплясали яркие языки пламени. Я помедлил у входа, заглянул внутрь. Комната была похожа на мусорный контейнер изнутри. Горы мусора доставали до потолка. Многочисленные огоньки порождали пульсирующее красное освещение. Я бросил факел туда, и комната осветилась ярче. То тут, то там виднелись силуэты крупных жуков. На моей карте они обозначались крестами, их было примерно 3 дюжины. Я не увидел ни движения, ни красных точек. Еще я получил тонну уведомлений, но все они были собраны в одну папку. «По-моему, мы уничтожили всех. Ты что-нибудь видишь?» «Не», — ответила Пончик, прокрадываясь в комнату. Сделав пару шагов, кошка остановилась и с отвращением поглядела на свою лапу. Она наступила на нечто с виду похожее на грязный подгузник. «Хуже, чем мусор, пахнет только жженый мусор. Ну и хаос ты здесь устроил». Я зашел в помещение следом за ней. Пончик запрыгнула мне на плечо и немедленно принялась вылизывать лапу. Мы осторожно пробирались вглубь комнаты. Потолок здесь был выше, чем в отсеке снаружи, почти такой же высокий, как над главной трассой. Горы мусора доходили минимум до 4,5 метров в высоту. Я прошел мимо разорвавшегося черного мусорного пакета и заметил в нем упаковки от фастфуда, вымокшие журналы на испанском языке, пустые консервные банки. Зачем понадобилось переносить сюда мусор? Я ступал очень осторожно, боясь порезать ступни, но чувствовал, что мои ноги изменились. Они были уже не так чувствительны к голой земле. И это привыкание проходило быстрее, чем до последних событий. Я получил несколько обновлений своих навыков: управление опасным взрывом, динамит гоблинов. Кроме того, я получил еще один серебряный ящик гоблинов за уничтожение более 10 мобов при помощи динамита и золотой ящик контроля толпы за уничтожение более 15 мобов при том же нападении. За эти же заслуги я был удостоен огромного бонусного опыта, благодаря чему почти добрался до 6-го уровня. Мне пришло еще одно уведомление о достижении. Я включил его. «Ты слышишь музыку?» – спросила Пончик. Она перестала умываться, чтобы посмотреть на потолок. «Новое достижение. Босс, малыш. Вы ударили по боссу подземелья и нанесли ему урон. Вот забавный факт. Для обходчиков, прошедших обучение, это достижение, как правило, оказывается последним. Разве это не интересно? Награда. Подождем несколько минут и узнаем, стоит тратить на вас приз или нет». Зинг. Дверь, которая несколько секунд назад была разнесена на куски, волшебным образом возродилась и заперла нас в комнате. В довесок на ней появились полосы из серебристого блестящего материала, зафиксировавшие полотно с металлическим клинк-клинк. Из куч мусора возникли 3 факела с головками в виде черепов. В дальнем конце комнаты что-то зашелестело, что-то большое. Заиграла музыка, ее звуки наполнили комнату, странные, резкие, несогласованные звуки, как будто кто-то играл на изуродованной арфе. Загромыхала земля, и пришло объявление.
Битва с боссом. Вы открыли логово босса местности, дамы и господа. Приготовьтесь. И мы начинаем. На сей раз ИИ говорил громче, чем всегда. Говорил как диктор на гонках монстр-траков. Монстр-трак – автомобиль с очень большими колесами и необычно мощным двигателем. Этот тип автомобилей создан специально для соревнований. Обычно я слышал эту мутатень у себя в голове, сейчас же объявления передавались через настоящий динамик. Голос порождал эхо, сотрясал стены и горы мусора. «Карл, мне это не нравится. Уведи меня отсюда сейчас же!» – завопила Пончик, спрыгнула с моего плеча и принялась скрести дверь. Та не открывалась. «Карл, открой дверь сию секунду!» Я прислонился к задней стене, ожидая появления монстра, и крикнул. «Пончик, приготовься! Стреляй магическими ракетами! Прими зелье маны и пополни запасы!» Пончик импульсивно выпустила ракету, но зря. Та срикошетила от мусорной горы. «Подожди, посмотрим сначала, что тут такое». Мусор взорвался гейзером лопнувших мешков, ошметки жуков, обрывки газет, пищевые контейнеры обрушились как ливень. Появилась женщина. Она взмыла в воздух, как будто ею выстрелили из пушки, и тяжело, с треском приземлилась метрах в 20 от нас. Мы с Пончиком переглянулись. Женщина человеческого рода, за 30, неимоверно жирная, мерзкая, рваная футболка, бюстгальтера нет, кожа в струпьях, открытые язвы, синие тренировочные брюки с надписью «Пинк» вдоль штанины, растянутые, похоже, до предела. Черные волосы на голове комьями, обуви нет, как и у меня. Да, рост 4,5 метра. Хотя мы и затаились, она заметила нас и закричала, и от этого крика все вокруг замерло. Она застыла, я застыл, Пончик тоже застыла, только одно находилось в движении, мой ум, он мчался галопом. Что на самом деле? Передо мной проплыло мое лицо, вроде фотоснимка в круглой рамке, под ним мое имя и уровень. Тут же рядом с моим появилось изображение Пончика. В воздух выплеснулся огромный знак «Versus». Против, латинский, глобальная платформа для сравнения данных. Скряга, босс местности, уровень 7. Завалена кучей мусора, заброшена обществом. Война, как зараза, проникла в ее разум и инфицировала тело. Скряга теперь не более чем мусорный тролль. Она пугающее напоминание о том, что может случиться с теми, кто выпадает из света. Оберегаемая своими любимцами, она готова на все, чтобы сохранить в неприкосновенности свои лелеемые запасы. Прозвище женщины, скряга, было явлено стилизованным металлическим шрифтом с брызгами крови вокруг и взято непосредственно из видеофайтинга. Жанр компьютерных игр, имитирующих рукопашный бой малого числа персонажей в ограниченном пространстве. Как только описание закончилось, мы опять обрели способность двигаться. Великанша оборвала крик и сделала несколько шагов в нашу сторону. И каждый ее шаг сопровождался лавиной мусора вокруг нее. Половина ее лица была сожжена к чертям собачьим, над ее головой плыла шкала здоровья, опустевшая на 3/4. Я считерил, перебив ее приспешников и нанеся урон боссу еще до начала схватки. «О, дама, por favor!» – кричала женщина и тянула к нам руки. У нее был глубокий тяжелый голос, и эта огромная женщина была напугана. «No sé qué está pasando. Me duele el estómago. No sé dónde estoy. Por favor, ten miedo». «Помогите мне, пожалуйста. Я не знаю, что происходит. У меня болит живот. Я не знаю, где я. Пожалуйста, мне страшно». Испанский. «Черт, по-моему, эта женщина», – произнес я. «Похоже, она была дома, когда это случилось. Ее превратили вот в это непотребство. Мы должны ей помочь». «Есть возражение», – сказала Пончик и выстрелила в женщину магической ракетой. Та пошатнулась, когда ракета ударила ее в грудь. Обрывки грязной майки загорелись и открыли обвисшие с растяжками груди, падающие на такой же повисший и неаппетитный живот. Ее шкала здоровья чуть дрогнула. «Помогите!» – опять закричала монструозная женщина и издала такой звук, как будто она подавилась. Когда она открыла рот, оттуда выбрались 2 швырятеля 2-го уровня и с шипением бросились на нас. «Вот это гадость!» – произнесла Пончик и выпустила в женщину еще одну ракету, уже 3-ю. «Прими зелье маны!» – выкрикнул я. Я двинул одного таракана ногой и наступил на другого. Мусорный мешок смягчил удар, тварь не умерла.
Я нажал еще раз и закричал. Зазубренный кусок металла впился в ступню. Швырятель зашипел. Нахрен его, я наклонился и оторвал его голову. Она отделилась от туловища с хлопком, я же завалился и упал на спину. Моя рука захватила что-то. Сначала я подумал, велосипедную цепь. Нет, цепь для собак. Металлическая, из соединенных звеньев. Цепь для по-настоящему опасных псов. Я рванул ее, потянул, на конце все еще болтались мумифицировавшиеся останки крупной собаки. Мумия вылезла из груды хлама, как монстр, собирающийся броситься на меня. Господи Иисусе! Я отстегнул цепь и поднялся на ноги. «Хорошо», — сказал я, крутя цепь в воздухе. Женщина была перепугана, не ориентировалась и явно не желала находиться там, где находилась. Но, кроме того, она выблевывала на нас тараканов-убийц. Оставалось только прибить ее. «Отвлеки ее!» Сам я обежал одну из мусорных гор, ту, из которой торчали факелы черепа. «Твам!» Пончик выпустила ракету. «Скорее!» – закричала она. «На подходе новые тараканы!» Кошка завыла. Я увидел, как она взмыла в воздух, используя свою новую способность, и приземлилась сверху на ту гору, которую я оббегал. «Карл, это немыслимо!» Я повернул за угол и оказался за спиной массивной женщины. От ее груди отскочила новая магическая ракета. Скряга пошатнулась, и из ее рта вылезли еще 2 швырятеля. Эти жуки были 4-го уровня, более крупные стражи выводка. Когда они появились, женщина произвела жуткий звук, словно 20 человек одновременно вырвало. «Я не могу выпить зелье!» – прокричала Пончик. «Оно мне не дает! Я еще минуту не смогу выпустить ракету!» Дерьмово. Я не думал о том, что сделал дальше. Я просто ринулся вверх по куче мусора за спиной женщины. Ноги завопили, когда я наступил на то, что показалось мне битым стеклом. Я побежал, запрыгнул на спину женщины, продел металлическую цепь в петельку для руки и накинул цепь на ее глотку. Соскользнул с ее мокрого сального тела и рванул на себя изо всех сил. Петля натянулась. Женщина захрипела и принялась вырываться. Покачнулась назад, как раз на меня. Я удержался на ногах, потянул снова. Ее руки поползли к горлу, а потом она рухнула, задавив одного швырятеля. В комнате появились еще несколько жуков. Будучи не в силах добраться до Пончика, они повернули в мою сторону. Я же тянул и тянул. «Получается!» – прокричала Пончик. «Нужна помощь!» Жуки с шумом спускались на меня. Несчастная женщина хрипела и дергалась. Показатель ее здоровья опускался. Медленно, но неуклонно. «Мои ракеты еще не готовы!» 4-уровневый жук зашипел и прыгнул на меня. Я пнул его, он отлетел, сделал новый выпад и со щелчком укусил мою ногу. Я вскрикнул и заорал. «У тебя есть когти, забыла?» «Она почти мертва, ты убьешь их всех, когда убьешь ее!» «Мать твою, Пончик!» – выкрикнул я, когда меня укусил второй жук. Я споткнулся и оказался на земле между 2 швырятелями. Цепь лопнула, и я тупо смотрел на оставшийся в правой руке обрывок. «Дьявол!» «Твам!» – Пончик выпустила магическую ракету. Наверное, ей таки удалось глотнуть зелье. Таракан зашипел и издох. «Твам! Твам!» 2 последних ракеты попали в женщину. Она все еще оставалась живехонькой. Я поднял кулак, по-прежнему обмотанный обрывком цепи, и обрушил его на голову ближайшего ко мне стража выводка. Его морда лопнула, обрызгав меня кровью. Возникло уведомление и свернулось. Второй жук прыгнул на меня. Он ударился мне в грудь, и я опрокинулся на спину. Жук ткнулся мне в горло, царапаясь колючими лапками. Я рванул одну из них, и она отделилась, как ножка переваренного цыпленка. Тварь завизжала от боли. Я оттолкнул ее от себя, прыгнул на нее сверху и двинул по спине обмотанным цепью кулаком. Она взвизгнула и умерла. Костяшки кулака болели. Мне нужен кастет, настоящий. Я обернулся. Скряга лежала на спине. Ее шкала здоровья опустела, от женщины поднимался пар. Половина цепи оставалась на ее шее. Нужно покончить с ней, пока она не наблевала новых жуков. Я подобрался ближе. Она встретилась со мной взглядом, и я занес кулак. «Lo siento si fui una mala persona», – произнесла она и закрыла глаза. Слезы потекли по необожженной стороне ее лица. Во рту у женщины был только один уродливый зуб. «Жаль, что я была плохой. Я не хотела, чтобы моя дочь заболела. Я не хочу попасть в ад. Пожалуйста, пожалуйста, отправьте меня к Иисусу. Прошу прощения». Я ударил ее точно в нос.
Почувствовал, как он поддался под моим кулаком, как будто это была алюминиевая банка, обмазанная глиной. Нос сломался и вдавился вглубь, я ударил снова и еще раз. Кулак горел от боли. С каждым ударом я причинял вред себе. Через минуту женщина была мертва, и мир опять застыл. И победитель — королевский двор принцессы Пончик. Зрение заслонили две наши фотографии со словом «победитель», выведенным поверх. Все оставшиеся тараканы умерли, дверь разлетелась в щепки. Музыка прекратилась. Я прислонился к смердящему телу мертвой женщины и постарался не выблевать съеденную яичницу с ветчиной. Глава 11. «Расскажи мне про этих боссов», — попросил я Мордекая, дотронувшись до цепи, намотанной на мой правый кулак. Мы нашли учебную гильдию примерно в нескольких сотнях метров от того места, где убили скрягу. От нее выпал только один лут – листок бумаги под названием «Карта местности». Когда я убрал ее в инвентарь, она не исчезла, так что Пончику тоже достался экземпляр. Как только я прикоснулся к карте, территория примерно в 1,5 квадратных километра стала доступна. Я мог уменьшить масштаб и увидеть все красные точки в окрестностях. Теперь их почти не было. Появилась пара помещений с белыми точками. Присмотревшись, я понял, что это учебные гильдии, и в каждой находился Мордекай. Синих точек, за исключением Пончика, поблизости не наблюдалось. Впрочем, был здесь и крестик, обозначавший труп, на самом краю огромной площади у главной магистрали. Крестик особенный, вдвое больше обычных, и он пульсировал. Я вгляделся и прочитал. Обходчик Ребекка В. Уровень 3. Труп. Я не знал, как долго она там находилась или как умерла, но убили ее меньше, чем в 200 метрах от зоны безопасности. «Давай заберем ее труп», – воскликнула Пончик, едва увидев его на своей карте. «Сначала давай лучше поговорим с Мордекаем», – возразил я. Мы определили местонахождение ближайшей учебной гильдии и направились туда. Открыв дверь цеха, мы увидели, что Мордекай спит на раскладушке. В крысиной ручке он держал знакомую нам фотографию своего брата, а по полу были разбросаны бутылки. Ваза, которую Пончик когда-то опрокинула, теперь стояла как полагается. Прах убрали. Когда мы разбудили Мордекая, я почувствовал запах алкоголя в его дыхании. «Существует 6 основных типов боссов», – начал он слегка нетвердым голосом. «Боссы местности, района, города, провинции, страны и этажа. Есть и другие, но тех называют элитными. Пока вам не стоит беспокоиться из-за них». «Значит, существо, которое мы только что одолели, это самый распространенный тип боссов?» «Да», – подтвердил Мордекай, – «и вы всегда узнаете их логово. Наверное, теперь они будут для вас очевидны. Боссов местности легче всего находить и убивать». «Легче», – я хмыкнул. Ноги и кулак уже излечились, но фантомная боль не отпускала. «Та, с которой мы схватились, точно принадлежала нашему миру. Так будет всегда?» Я не понял ни единого слова из тех, что та женщина произносила, и был этому рад. У меня и так достаточно проблем со сном. Некоторое время Мордекай не отвечал, как будто силясь найти подходящие слова. «Нет, не всегда», — сказал он наконец. «Будет еще много переработок, повторений игры. Некоторые получат человеческую природу, большинство нет, даже люди этого мира. Или они будут людьми, хотя сразу и не скажешь». «Этот бой нас разочаровал», — заявила Пончик. «Бронзовый ящик босса? Это дело заслуживало как минимум легендарного. Мы еще не открыли наши ящики». «Все боссы оставляют после себя лут. Их трупы не исчезают. Любой обходчик может его поднять. Босс местности оставит карту местности. Боссы уровнем выше оставят другие вещи. Я пока не вправе вам о них рассказывать. Однако, — добавил Мордекай, — тот, кто действительно убивает босса, получает также достижение и ящик босса. Бронзовый за местность, серебряный за район и так далее. Кроме того, как вы уже узнали, после ваших имен во всех уведомлениях выставляется бронзовая звезда. Вы будете получать по звезде после каждого убитого босса. «На этом уровне есть более трудные боссы», – полюбопытствовал я. «Это ведь не совсем правильно. Многие из нас перейдут на другой уровень, но мы ничего от этого не выиграем, пока не получим права распределять баллы».
На первых 3 уровнях нет боссов провинций, стран и этажей. Но далее вы с ними обязательно встретитесь. Они более мощные, с ними не справиться 2 обходчикам, для этого понадобится группа побольше. На первых этажах вам не избежать столкновений с боссами, так что будьте осторожны. «Ладно, я открываю свой ящик», – объявила Пончик и отвернулась. У меня было 15 достижений и 7 неоткрытых ящиков, включая этот самый ящик босса и золотой ящик контроля толпы. Пока Пончик сердито фыркала на все свои факелы и печенье для животных, я опять обратился к Мордекаю. «И это нормально, такое число достижений?» Он кивнул. «Ненормально получить такой легендарный ящик, как у тебя. Первые 3 этажа предназначены для того, чтобы утопить тебя в малоценной добыче, достижениях и навыках новичка. Когда тебе придет время выбирать класс, ты должен хорошо представлять, что тебе подойдет. Когда попадешь на 4-й этаж, с достижениями будет труднее». «Книга заклинаний!» – воскликнула Пончик, открыв свой бронзовый ящик босса. Я не успел прочитать описание, а кошка уже просияла, что означало, она точно предназначила книгу себе. Через мгновение она закричала от ярости. Мордекай довольно хрюкнул. «Что это?» – спросил я. «Малыш, я серьезно тебе говорю. Нужно изучить эти предметы, прежде чем применять их». Пончик бросила на него сердитый взгляд. «Глупое заклинание. Это очень полезное заклинание», – возразил Мордекай и обратился ко мне. «Она только что увидела заклинание, которое называется факел. Оно делает так, что световой луч сопровождает тебя повсюду. Чем чаще его используешь, тем сильнее оно становится». «Хорошее заклинание», – согласился я. Я обратился к своим уведомлениям. Меня захлестнула волна диковатых навыков, таких как погружение в мусорный контейнер и нападение с наскока. Один был особенно интересным. Вы получаете уровень навыка «Удар железным кулаком», уровень 3, когда недостаточно простой жестокости. Кепка газетчика в комплект не входит. С таким навыком вам всегда найдется работа на многолюдных улицах 1920-х или в букмекерской конторе. Боевые рукавицы защитят ваши руки и усилят действенность ударов, а кулаки не будут страдать. Каждый уровень этого навыка увеличит причиняемый вами урон на 10%. Если предстоит использовать навык кулачного боя, мне в самом деле понадобится амуниция для защиты кулаков. Расшибать пальцы при любом ударе – непривлекательная долговременная перспектива. Вся моя малоценная добыча оказалась хламом. Последние 3 ящика были интереснее. Бронзовый ящик босса, 5/7, книга заклинания сияющей брони. Серебряный ящик гоблина, 6/7, динамит, 5, зажигалка, мешок с порохом. Золотой ящик контроля толпы, 7/7. Заколдованные наколенники с шипами сил темного бунта гноллов. Гноллы – люди-гиены, воинственная дикарская раса из мира фэнтези. Свиток обманного тумана 3, зелье железной шкуры 5. Эта книга заклинания – хорошая находка, но цена ее активации 5 маны, а у тебя пока только 3, сказал Мордекай. Я бы на твоем месте придержал ее, пока ты не решишь, как будешь развиваться. Это ценная вещь. Или отдай принцессе. Я ее возьму, заявила Пончик, глядя на меня. При этом она даже не знала, что это такое. Я прочитал описание. Сияющая броня. Стоимость 5 маны. Назначение только для себя. Длительность 5 минут плюс 1 минута за каждый новый уровень заклинания. Требуется 5 минут на восстановление. Окружает ваше тело лучами света. Не защищает от физических нападений, но снимает 75% ущерба от атак магического свойства. Дает временный иммунитет к эффектам, контролируемым сознанием. Высшие уровни обеспечивают увеличение как эффективности, так и длительности. Сделает вас похожими на друидов, прекрасно поможет, если вы из клубных деток или хотите поразить вегана. Клубные детки – команда молодых тусовщиков конца 80-х, начала 90-х годов. Защитное магическое заклятие. Может пригодиться, придержу. Свиток обманного тумана наполнил комнату дымкой, которая видна только мобам, а зелье железной шкуры укрепляло мою физическую защищенность на 100% на 5 минут.
Настоящим призом явились наколенники. Хотя это и не брюки, я все-таки был счастлив натянуть что-нибудь на ноги. Я извлек наколенники из своего инвентаря и ознакомился с их свойствами. Заколдованные наколенники с шипами сил темного бунта гнолов. Добавляют 10% к отражающей силе всей амуниции. Сводят на нет все импульсные нападения. Наколенники, изготовленные из кожи, меха, колючих игл и шипастых трупов. Они не только отлично защищают, но и крайне стильны. Да, стильны, если вы используете ваши колени, чтобы косплеить ежей. Косплей – перевоплощение в персонажей компьютерных игр или кино с переодеванием и подражанием пластики тела и мимики. Наколенники представляли собой нечто вроде ножных напульсников. Я продел в них ноги и подтянул. Они показались несуразно тесными, но волшебным образом приспособились. Шипы были тонкими, как иголки. Длина каждого шипа сантиметров 20. Они втягивались и, по-видимому, магическим образом выдвигались лишь при необходимости. Оставалось надеяться, что я не пропарю руку, если захочу почесаться. «Помнишь, я сказала тебе, как ты по-дурацки выглядишь?» – спросила Пончик, оглядывая меня от макушки до ступней. «Мордекай, дорогой, в подземелье награждают за худший костюм?» «Вообще-то да», – ответил Мордекай. «После основного эпизода из туннелей выходит специальный выпуск, в котором пара комментаторов обсуждает ход игры. Они обсуждают необычные вещи, которые приключились в подземелье, просматривают профили участников и все такое». Иногда, когда кто-то выигрывает схватку с боссом, они выдергивают победителя из игры, чтобы он дал интервью на 10 минут. Это шоу почти так же популярно, как основная программа, только вам не дадут его посмотреть. Глаза Пончика сделались похожими на блюдца. «Берут интервью?» Она посмотрела на меня. «Карл, нам нужно туда попасть. Устрой». Я вздохнул. «Пончик, ты сама знаешь, что ничего не выйдет. А кроме того, я не твой агент». «Нет-нет, мой агент мисс Беатриса, и когда мы с ней воссоединимся, она сделает так, чтобы я попала на это шоу, но она за полмира от нас. Думаю, нам придется ждать до 5-го или 6-го этажа, чтобы подземелье скукожилось настолько, чтобы мы ее нашли. Я так надеюсь, что нам не придется ждать еще дольше». Я переглянулся с Мордекаем и сказал: «Уверен, что так и будет. А теперь пора выбираться отсюда». Глава 12. Прежде всего мы отправились к тому трупу обходчика. Я поинтересовался у Мордекая, сможем ли мы забрать как лут все, что было на той женщине. Он сказал да. Обходчики оставляют лут, кроме нераскрытых ящиков. Необходчики, конечно, могли забрать лут себе, но у них отсутствовал доступ к инвентарю, так что некоторые предметы, скорее всего, еще при женщине. «Может, у нее найдутся штаны для тебя?» «Думаю, нет, разве что она была выше 1,80 м. Предметы с поверхности не меняются в размерах магическим образом, но все-таки я не оставлял надежды, что у женщины что-нибудь обнаружится. «Кстати», — обратился я к кошке через несколько минут, «твои магические ракеты слишком быстро заканчиваются, ты просто обязана тренировать когти». Некоторое время Пончик молчала. «Я раньше никогда ничего такого не делала, боюсь пораниться. Вдруг оно ударит меня в ответ, и я не хочу, чтобы меня били». «Как тебе удается быть такой безрассудной и такой пугливой сразу?» «Я не управляю своими инстинктами. Всего несколько поколений отделяет меня от кровавого тигра, что бродил в джунглях. Я видел твою родословную», — возразил я. «Тебя несколько поколений не отделяют ни от чего. К тому, что дед приходился тебе еще и дядей». Мы свернули за угол и обнаружили труп женщины. Она сидела спиной к внешней стене главной магистрали на самой границе местности Скряги. Она была голой, никакой одежды, никаких вещей. И явной причины смерти видно не было. На вид ей было лет 30, хрупкая, азиатка. Волосы убраны назад в конский хвост. Левую руку, словно рукав, покрывала татуировка, карпы и журавли. Яркий цвет показывал, что рисунки нанесены недавно. Было и еще несколько татуировок, более ранних. Я предположил, что раньше нас здесь побывали гоблины и утащили все, кроме валявшегося рядом огрызка яблока. Я осмотрел ее, заглянул в информационную коробку. Труп, доступный для разграбления. Обходчик Ребекка В. Уровень 3. Убита обходчиком Фрэнком Кью. Огрызок яблока. Я почувствовал себя так, как будто мне дали пощечину.
убита обходчиком Фрэнком Кью, и тут я увидел пулевое ранение в центре груди, в середине вытатуированного мотылька. Оно убило ее мгновенно, крови почти нет. «Господи!» – произнесла Пончик. «Этот господин Фрэнк Кью совсем не похож на достойного джентльмена». Я инстинктивно глянул на свою карту, ожидая увидеть голубые точки. Ни одной. Точки убираются, если тот, кого они обозначают, пытается спрятаться. Если бы я находился не в местности, отраженной на карте, красные точки не появились бы. Но мирные неигровые персонажи обязательно обозначаются, если находиться в радиусе пары сотен метров, даже когда не за углом. Могут ли другие обходчики спрятаться от меня? Иисусе, не хватало об этом париться. Сумасшедший вооруженный подонок. Неожиданно без причины я вспомнил день, когда в последний раз видел отца. Ты издеваешься, и никто тебя не любит, поэтому мама ушла. Я ожидал, что он разозлится, ударит меня. Но он никогда меня не бил, ни разу. Этот человек только хохотал, и этого было достаточно. «Мне не нужно, чтоб ты меня любил, но уважать меня ты будешь». Воспоминание пришло мгновенно, из ниоткуда. Почему, не знаю. Никто не умер в тот день, никто вообще не пострадал. Не пострадал физически. «Может быть, этот Фрэнк Кью и не человек?» — говорила тем временем Пончик. «Может, он из тех кокер-спаниелей?» Она понюхала тело. «Ну да, это работа кокер-спаниеля». Я вздохнул. «Ее застрелили. Смотри сюда. Из ружья». «Возможно, у собаки было ружье. Если бы у меня в инвентаре было ружье, я бы смогла выстрелить». «Нет, не смогла бы. Это сделала не собака». У одной нашей соседки по дому была собака по кличке Ангел, кокер-спаниель. Имя хозяйки я не вспомнил, но ее собака вечно лаяла во всю глотку. Беа была в приятельских отношениях с хозяйкой, они постоянно болтали в прихожей. Ангел то и дело врывался в нашу квартиру, лаял, носился кругами, мочился на пол и визгливо облаивал Пончика, а та сидела наверху своего кошачьего дерева, шипела, плевалась, и с нее сыпалась шерсть. «Нужно соблюдать осторожность», – предупредил я. «Держи ухо востро с другими игроками. Если нам кто-нибудь встретится, не говори, какие у нас есть средства. Они не проверят, если они не из нашей партии. Мы в подземелье, где кишмя кишат тараканы-убийцы и ламы с лавой внутри. Так что полоумного с ружьем я не боюсь», – провозгласила Пончик. «Тебя они тоже не должны пугать. Мы обязаны поохотиться на этого злобного убийцу и воздать ему по справедливости. Мы с тобой разве не об этом сейчас говорили? И меня этот кретин не пугает». Я взглянул вниз на мертвую женщину. Непонятно, кто она, что вообще делала на улице в 2:30 ночи. Я никогда не узнаю ее историю. Вообще никто не узнает. Подумалось о том, до какой степени она была напугана. Быть убитой таким же человеком, как ты сама. Он обобрал ее труп, забрал все, оставил лишь огрызок яблока. Меня охватил рациональный гнев. «Думаю, в целом ты права. Я хочу найти его, если это возможно». Я задумался, затем сказал: «Ладно, давай пока держаться местности, раз уж у нас есть карта. Проверим оставшиеся красные точки, нам нужен любой доступный опыт. Потом вернемся в зону безопасности и посмотрим премьеру». Мордекай сказал, что шоу пройдет на экранах в зоне безопасности. После этого откроются лестницы, мы будем искать и их, и этого парня. «А ты не боишься этого парня? Это правда?» Пончик глядела в какую-то точку между мной и трупом. «Не боюсь», – заверил я. «Совершенно не боюсь». «Тогда ты сумасшедший. А мне не нравится, когда ты сумасшедший. Я боюсь его. Нам нельзя к нему приближаться. Что, если он один из тех бродяг-убийц, о которых мы так часто слышим?» Бродяга-убийца – ироническое обозначение штампованного киноамплуа. Человек, откровенно не признающий никаких общественных норм, для которого преступление более естественно, чем интеграция в социум. 2 секунды назад ты сказала: «Полоумного с ружьем я не боюсь». Это твои слова? Потому что я думала, что ты котеночек. Я не предполагала, что ты готов напустить на меня всех Чарльзов Бронсонов из «Жажды смерти». Бронсон Чарльз, 1921-2003. Американский киноактер, сыгравший роль убийцы-мстителя в триллере «Жажда смерти» 1974 года и нескольких его продолжениях. «Да откуда ты все это знаешь?» «Вы оба, когда уходите на работу, не выключаете телевизор, и я весь этот мусор впитываю.
«Мисс Беатриса оставляет дом и сад» или «Время жизни»? Американский телеканал, специализирующийся на женских фильмах. А у тебя весь день каналы с командой А или с Чарльзом Бронсоном. Очень жесткий боевик о войне в Персидском заливе, а также более ранний одноименный телесериал. «Мы будем осторожны», – пообещал я. «Не волнуйся». Где-то поблизости группа из 3 красных точек уверенно двигалась по коридору. Карта не сообщала, где в точности они находятся. Исходя из опыта предыдущих встреч, я решил, что это, скорее всего, крысы. Я подозревал, что швырятелей мы в этих соседних пространствах больше не увидим. «Идем, Пончик, предстоит охота». Глава 13. Премьера под названием «Мир обходчиков подземелья. Земля» стала самым эксцентричным представлением в моей жизни. Несомненно, чуждые телешоу представлялись в совершенно ином ключе, а не в стандартном для нас формате 2D. Зрители виртуально разместили внутри разворачивавшихся перед ними сцен. При виртуальном представлении и подытоживании эпизодов шоу зрители испытывали все происходившее в полной мере, в том числе запахи и физические ощущения, только без боли. Однако Тали сообщил, что многим зрителям пребывание в виртуальной реальности не по душе, и они выбирали такой способ подачи, при котором у них была возможность наблюдать с высоты птичьего полета, увеличивать или уменьшать наблюдаемое, изменять углы зрения. У нас ничего подобного не было. Шоу разворачивалось на 3 телевизорах над прилавком закусочной. Талли вышел из заднего помещения и присел в кабинке вместе с нами. 4 6 002. Вот сколько оставалось людей к началу шоу. Это число постепенно уменьшалось, пока передача шла. Мне было тяжело на это смотреть, и я постарался отключиться от счетчика. «Плохой способ смотреть шоу», – заметил Талли, когда на экране появились титры. Изображение подергивалось, как если бы я наблюдал за чьей-то игрой на Твитче. Ведущая мировая стриминговая платформа для компьютерных игр. Масштаб его беспорядочно уменьшался и увеличивался. Иногда оно не фокусировалось ни на чем конкретном, порой оно мигало без причин. Шоу началось с того, что в правом верхнем углу экрана появился комментатор. Я, сколько ни таращился на оранжевое четырехглазое, похожее на ящерицу создание, не мог определить, он это, она или оно. Создание, между тем, не переводя дыхание, подводило итоги минувшего сезона. Звук исчезал и возникал вновь, почему, понятия не имею. Голос звучал так, словно рот говорящего был набит гравием, и когда речь продолжалась, я почти ничего не мог разобрать, хотя она выдавалась на синдикатском стандартном. Возник снимок планеты, поразительно напоминавшей Землю, но континенты на ней были перепутаны. Изображение сосредоточилось на планете, увеличилось, показались здания, сделанные как будто из пластика, все на подпорках, с круглыми, похожими на стручки, механизмами, из-под которых исходило жужжание. Началось преображение, но здания не уходили под землю, а сметались, катились вбок, как будто их засасывал невидимый вакуум. Затем я увидел строение, похожее на римский Колизей, только больше. На арене были видны ярусы, лабиринты, имелся уровень, целиком заполненный водой. Снаружи здания, размерами казалось не уступавшего городу, шла надпись «Конгломерат Сквим представляет. Битва за планету Арил». Следующий кадр изображал гориллоподобных, покрытых мехом существ, которые сражались с группой других похожих существ. Чуть позже мы увидели, как одна горилла в тяжелых доспехах втыкает копье в горло гориллы поменьше, серого цвета, сидящей на массивном свиноподобном животном. На экране появилось слово «победитель». Берущая вверх горилла упала на колени и как будто принялась всхлипывать, после чего экран отключился. Круглая металлическая трубка, напоминавшая бочку, возникла на экране ровно на 15 секунд. Звука не было. Талли пояснил, что это реклама. «Мне не понравилась версия игры прошлого года», — сказал Талли, тряхнув кудлатой головой. «Разделили людей на группы, сказали, что их близкие будут в безопасности, если они начнут убивать других. Вот все и поубивали друг друга». «Это правда?» — спросил я. «Правда что?» — не понял Талли. «Что близкие им люди будут в безопасности, если они победят».
Ай, в безопасности, да не в безопасности. Лучше умереть, чем так. Сквим высасывает планету досуха и уходит, идет дальше. Ничего больше нет. Люди живут после большой битвы, а разве это жизнь? Вот такая правда. Боранд хоть дает шанс. У моего народа был шанс. Значит, вы были обходчиком? Нет, ответил Тали. Не все миры перекапывают или выбирают для шоу. Иногда они приходят, чтобы увести людей в обмен на то, чтобы не копать подземелья. Они пришли и забрали меня. Давно это было. Пончик шикнула на него. Тихо, сейчас там представляют нас. Показалось изображение Земли. Музыка стала громче, зазвучала почти как мариачи с электронными нотами. Популярный жанр мексиканской народной музыки на основе народных мелодий Андалусии. В нижней части экрана развернулись 3 строчки текста, все на разных языках, которых я не знал. Еще 2 строчки, одна снизу вверх, другая сверху вниз, открылись с правой стороны и сократили поле зрения. Затем появились мужчина и женщина, оба обнаженные, и следующие 10 минут обсуждали анатомию человека, посвятив львиную долю времени мужским яичкам и женским яичникам. Я по-прежнему не понимал большую часть слов комментатора. На смену пришла долгая череда снимков с Земли, в основном городских кварталов. Быстро стало понятно, что шоу снимает сливки с самых гнусных земных районов, показывая трущобы и мусорные свалки, пузырящиеся кучи грязи и заброшенные дома. Были там и сцены из фильмов катастроф. Я узнал один кадр из последнего кино «Годзилла». Создатели шоу упорно стремились представить Землю ночным кошмаром. Затем настал черед людей. Нам показывали, как люди колют себе наркотики, убивают друг друга, как группа детей выбивает дерьмо из еще одного ребенка. Показали сцену из фильма «Существо в корзине». Фильм ужасов с элементами комедии, 1983 год. Зачем-то «Дохлую лошадь», кадры из получившего в предыдущем году Оскар фильма о серийном убийце, плачущую старуху, ребенка из «Чарли укусил меня за палец». Видео 2007 года, некогда бывшее самым просматриваемым на YouTube. «Ух», – выдохнула Пончик и печально покачала головой. «Я не представляла, что дела на Земле так плохи. Ужас!» «Это не так», – возразил я и замолчал. «Не так сейчас. Так было. Сейчас мира нет». Они делают вид, что они вот такие хорошие, спасают нас от нас самих. Показали крушение незнакомого мне города с высоты птичьего полета, дальше CGI-версию репортажа о формировании подземелья под земной корой. Показали только 3 первых уровня, и выглядело все это как перевернутая многоярусная пирамида. В следующие 40 минут не было ничего, кроме сцен убийств и насилия. Подавляющее большинство тех, кто входил в подземелье, судя по внешности, были выходцами из Индии, Африки и Южной Америки. Некоторые входили большими группами, больше 1000 человек. Я наблюдал, как они давили друг друга, убегая от мобов, которых я никогда не видел. От покрытых коркой волков до бесформенных огненных капель и плывущих по воздуху тварей, похожих на скатов, которые пускали магические ракеты из глаз, как корабли пришельцев в «Войне миров». Прославленный роман Герберта Уэллса 1866-1946 годы экранизировался очень много раз. В голову пришел вопрос, почему так много людей входит в подземелье. Я вошел, потому что у меня не было выбора. Неужели у других сложилось так же? Наконец начали показывать выживших. Вот мужчина с палашом прорубился через кучку плавающих стреляющих глаз. С десяток человек, вооруженных дробовиками, луками и стрелами, взяли на себя кошмарное число летающих ртов, глаз и плоти. Экран сообщил, что был убит первый босс района. Нам быстро показали фотоснимки всех 10, перечислили содержимое выданных им за это достижение серебряных ящиков босса и платиновых ящиков оружия. Все они получили магические книги заклинаний и заколдованное дальнобойное оружие. Далее показали девочку лет 13 с парой ротвейлеров. Я предположил, что она откуда-то из Южной Америки, на ней была футболка чересчур большого размера, желтая, с ярко-синей поперечной полосой, яростное, исполненное решимости лицо. Псы разорвали в клочья паука размером с корову. Затем в руке у девочки оказалась булава, а на хрупком теле полный комплект сверкающих серебристых доспехов.
Футболку она накинула сверху на манер табарда. Накидка с короткими рукавами или вовсе без рукавов, одеяние средневековых герольдов. На одну из собак надели нечто похожее на кольчугу, другая обрела способность при лае выпускать молнии. Мы увидели фотографии и девочки, и обеих собак. Девочку звали Люсия Мар, собак Сиси и Густаво Третий. Я все еще не знал, как здесь применяются имена. Думаю, поскольку я был первым в подземелье Карлом, то мне не требовался дополнительный указатель после официального имени. А этот Густаво – собака без фамилии, и получил цифру 3, так как оказался третьим Густаво, который вошел в подземелье. Далее нам представили краткий очерк некоторых мобов. Изображения мелькали так быстро, что я почти ничего не разглядел. Я узнал гоблинов, швырятелей, крыс и дюжины монстров, показанных в предыдущих сценах. Вот и все. Диктор сказал что-то о своде правил нынешнего сезона, о сюрпризах, еще что-то о том, как делать ставки, после чего передача оборвалась, и на экран вернулось изображение доски лидеров. Какое-то время мы просто таращились на эту доску, тишину разорвала Пончик. «Что это?» – выкрикнула она с недоумением, глядя на меня. «После нашей эпической битвы со Скрягой нам не дали экранного времени. Это немыслимо!» Развить мысль она не успела. На экране возникла дикторша, та же женщина, что была тогда, когда ворота закрылись в первый раз. Пока что отличная работа. 15 боссов районов захвачено, более 1500 боссов местности убито. 2 обходчиков даже добрались до босса города, но это закончилось так, как вы могли ожидать. Потери нормальны на проектируемом пути. Вы будете получать такие извещения после каждого эпизода. Еще пара беглых замечаний. Скорее всего, сейчас можно без опасения активировать заклинание «5 пальцев». Мы пофиксили баги в туалете холла, так что если вы откроете дверь и войдет кто-то другой, он больше не будет взрываться. Прошу прощения за это, однако напоминаю, санитарные комнаты – места личные, недопустимо делить их с кем бы то ни было. Мы также убрали баг, отвечающий за проблемы с расходом туалетной бумаги. Теперь вы будете получать 1 рулон на этаж, и если израсходуете его понапрасну, то это только ваша проблема. У нас подготовлен обширный перечень ремонтно-технических работ для новой системы инвентаря, которая сейчас в разработке. 2 важных пункта, решения по которым уже найдены. Отныне вы не сможете перемещать мобов в свой инвентарь, чтобы убивать их. И второе, любой импульс, которым может обладать предмет до попадания в инвентарь, будет обнуляться. Теперь перемещать предметы в инвентарь, когда мы сами двигаемся на высокой скорости, безопасно. Помните, данная система инвентаря – привилегия, она не предполагает использование в качестве оружия. Поверьте, мы восхищаемся вашим творческим подходом, однако последствия любого неправомерного использования предметов будут устраняться. Другими словами, если вы обнаружите, что нечто обладает непредусмотренными свойствами, по возможности не используйте их. Сейчас мы приступаем к освоению лестниц, ведущих на 2-й уровень подземелья. Прошу запомнить, спускаться по лестнице раньше срока можно только в том случае, если это абсолютно необходимо. После спуска на следующий этаж обратного пути у вас не будет. Кроме того, в этом сезоне мы планируем испытать кое-что новое. Если вы спуститесь преждевременно, то до крушения останетесь в состоянии стазиса. Стазис – искусственная пауза во всех физиологических процессах, в том числе и в самой жизни. Прошу иметь это в виду, если вы заинтересованы в своем социальном положении. Зрителям свойственно быстро терять интерес, вы же лишитесь позиции фаворита, если будете недоступны в течение 2 дней до крушения верхнего этажа. Мы рекомендуем спускаться на нижний уровень не раньше, чем за 6 часов до запланированного крушения. В данном случае стазис не наступит, а вы получите стартовое преимущество перед теми, кто спустился до вас. Желаю удачи, желаю вам счастливо провести 30 часов до следующего эпизода. А теперь идите и убивайте, убивайте, убивайте. «Ясно, что необходимо найти одного из этих боссов города», – заявила Пончик. «Это гарантирует нам возможность отличиться в следующем эпизоде, и на этом нужно сосредоточиться». Я вспомнил босса района из шоу. Чтобы одолеть его, понадобилась команда из 10 хорошо вооруженных обходчиков. «Нет», – отрезал я, – «нам нужно найти выход».
Я достал карту, надеясь, что где-нибудь поблизости появилась лестница. Ничего. Когда-то я читал, что поверхность Земля чуть больше 500 миллионов квадратных километров. Проходов на второй этаж 75 тысяч. Если они разбросаны хаотично, то нам ничего не светит. Даже если учесть, что мы под поверхностью и предстоит прочесывать не всю Землю, нам все равно кирдык. Я не гений математики, но понимаю, что отыскать лестницу будет трудно. Мордекай говорил, что лестницы, как и зоны безопасности, возникнут на миникарте, даже если мы еще не обследовали соответствующую зону. Но пусть поверхности стало немного меньше, карта все равно охватывает немногим больше 1,5 квадратных километров. Я не мог позволить себе бесцельно бродить, потому что ничего не увидел бы. У нас 3,5 дня на то, чтобы найти лестницу. Нужно обследовать немалую площадь. Глава 14. Время до крушения уровня 3 дня 2 часа. «Здесь мы были», — сказала Пончик, когда мы свернули на главную магистраль. «Мы пришли в подземелье этим путем». Исследовав значительную часть окрестностей, я начал различать некий порядок в расположении помещений. Моя комната находилась чуть меньше, чем в километре от берега Пьюджет-Саунд. Система заливов у побережья штата Вашингтон. Вход, через который я проходил, как и казалось, можно было увидеть на самом западном краю карты. Вся эта зона представляла собой гигантскую сетку равновеликих квадратов, разделенных широкими проходами. Если внутренние залы и туннели были извилистыми и образовывали лабиринты, то каждая большая секция представляла собой правильный квадрат. Каждый квадрат включал, кажется, 4 местности. Местность Скряги лежала в юго-восточном углу одного из этих квадратов. Прямо к западу оттуда находилась местность гоблинов. Из нее мы и попали в подземелье. За холлом царство Лам. Мордекай говорил, что первые несколько этажей не покрывают целую планету, и я убедился, что он был прав. По крайней мере, в этом. Подземелье на самом деле было сжатой копией города над ним, только его пространство было более организованным. Мне было интересно, как все это устроено в сельской местности и есть ли там вообще входы. У меня сложилось впечатление, что при убийстве босса местности здешние мобы не возрождались, хотя их место уже начали занимать мобы из близлежащих зон. Кроме того, крысы 2-го уровня обитали просто повсюду, хотя я ни одной не видел в главном холле. Теперь они стали не более чем досадной помехой. Если они кинутся на нас, я буду или пинать их, или давить. В общем, убивать одним ударом. Возле северной границы местности Скряги мы стали примечать новых мобов, слизней. После первой встречи с этими штуковинами нам пришлось повернуть назад. Не защитив руки, я не мог драться с ними. Мы напоролись на простого зеленого слизня 2-го уровня. К этому времени мы с Пончиком оба достигли 7-го, и я считал, что справиться с ним будет так же несложно, как перебить жуков. Но пнув зеленого слизня, я только обжег ступню. Вторую ошибку я совершил, когда попробовал врезать кулаком по этому зеленому шарику размером со свинью. Он едва не отгрыз мою руку. Мой локоть глубоко застрял в слизне, и правая перчатка без пальцев растворилась в нем. Правый рукав кожаного пиджака тоже растаял. Дело закончилось тем, что благодаря моей отражающей силе слизень убил себя сам. Моя рука покраснела, начала пузыриться и вопила от боли к тому времени, когда я извлек ее из зеленой желатиновой массы. За это деяние я получил достижение «Сделал, убивец». К счастью, стальная цепь, обмотанная вокруг костяшек на руке, осталась нетронутой. Больше того, звенья ее заблестели после драки, как будто их почистили. Я вылечился, и мы повернули обратно, обходя эту местность далеко стороной. Вот тогда-то, глядя издалека на следующей местности, я и придумал, как за наименьшее время покрыть наибольшую площадь подземелья. Я указал на неоновую надпись, которая мигала возле главной магистрали. Назначение «Учебная гильдия». Она выглядела точно так же, как тогда, когда мы здесь появились. Мы направляемся туда. Пончик. Да, хорошо, там и будут монстры. «Прекрати», — сказал я. «Пожалуйста, прекрати». Я совершил промах. Показал Пончику функцию чата в меню партии. Можно кликнуть на название партии
и в конце списка появится возможность чатиться. Виртуальная клавиатура материализовалась, плавая в воздухе передо мной, но через некоторое время я сообразил, что можно просто думать слова, сосредоточиваясь перед окном чата. По-видимому, Пончик, как четвероногая, использовала совершенно другой интерфейс. Когда приходили сообщения, они возникали в моем мозгу как звоночки, вызывающие тактильные ощущения. Пончику требовалось добрых 10 минут, чтобы отправлять мне одно бессмысленное сообщение за другим. В конце концов, я велел ей перестать этим заниматься, она перестала до этого раза. «Мне приятно пользоваться чатом», — сказала Пончик. «Теперь я понимаю, почему мисс Беатриса не расставалась с телефоном. Жаль, не знаю, был ли он подключен к сети. Думаю, я поймала бы от интернета большой кайф». «Ловить это хорошо», — сказал я. «Но у тебя нет нужды этим заниматься, когда я рядом. Это взрывает мне голову. И еще не печатай заглавными буквами. Такое впечатление, что ты кричишь. Ладно, побрюзжи». Мы подходили к узкому проходу. Благодаря пончиковому заклинанию «Факел» нам не нужно было носить светильник, когда мы заходили в непроглядно черный коридор. Я ожидал, что нас встретит новая машина гоблинов, но проулок был пуст. Там пахло машинами, машинным маслом и ананасами. «Я нормально отношусь к убийству гоблинов», — сообщила кошка на ходу. «Но сомневаюсь, что лестница так близко к краю карты. Ты помнишь, как все это выглядело в шоу? Каждый этаж был меньше. Думаю, надо двигаться на восток, пока не увидим лестницу». «Мы не планируем убивать гоблинов». Я показал ей татуировку у себя на предплечье. «Разве что придется». Мы прошли дальше по проулку, следя за красными точками. Путь не занял много времени, мы свернули за угол, и к нам подошли 3 гоблина 2-го уровня. Все 3 размахивали шпажками для канапе с наколотыми на них ананасами. Пончик взвизгнула и спросила: «Что это с гоблинами и их фруктами?» «Не знаю», — ответил я, — «не по себе от всего этого». Прежде чем они подошли слишком близко, я поднял руку, демонстрируя клеймо на рукаве пиджака. «У меня право свободного прохода по этой зоне». Гоблины остановились, а когда я показал им знак, их точки из красных стали белыми. Они опустили оружие, как будто не зная, что делать дальше. Заговорили на своем тарабарском языке. Наконец, один повернулся ко мне. «Где взял этот знак, человек?» Я тщательно подготовил ответ. Можно надеяться, что они... «Он взорвал ваш гнусный трактор и размазал по булыжнику 3 ваших приятелей», объявила Пончик и изящным движением указала в сторону юга. «Они на следующей местности, на случай, если вы захотите собрать их ошметки». «Пончик, иди к черту!» – зашептал я. «Дай мне поговорить, знак у меня». «А у меня 37 харизмы», – парировала кошка. «Они сделают вид, что им все равно. А теперь смотри». Она направилась к одному из гоблинов. «Сладенький мой», – начала она, – «скажи мне свое имя». Гоблин растерялся. «Нет, по-моему, у меня нет имени». «Как же не повезло», – продолжала Пончик. Я буду называть тебя Б.А». Она повернулась к 2 другим гоблинам. «А вы, мальчики, будете Фейс и Мёрдок». Б.А. Фейс Мёрдок. Персонажи сериала «Команда А». Кошка посмотрела на меня. «Напомни мне, почему мы опять здесь?» «Я хочу поговорить с гоблинскими инженерами», — объяснил я. «Б.А. Будь ласков, помоги нам встретиться с кем-нибудь из ваших инженеров. Полагаю, это джентльмены с кухонной утварью на голове». «Ну хорошо, да, мэм», — промямлил гоблин Б.А. «Подожди», — остановила его Пончик. «Что такое?» Пончик указала на тиару на своей голове. «Это не мэм, это принцесса Пончик. Ты это понял, Б.А.?» Хорошо, принцесса Пончик». Он повернулся и зашагал по подземелью дальше на север. Я зашипел на кошку. «Что за дичь? Как? Ты знала, что должно случиться?» «Это просто», — заговорила Пончик, когда мы двинулись. «Мордекай сказал, что чем выше харизма, тем легче заставить их сделать то, чего я от них хочу. Если кто-то умеет говорить, у него не красная точка, он не босс и у него не запредельно высокий уровень, я могу им управлять, вот как управляю тобой. Мордекай говорит, что на первых 4 или 5 этажах я способна подтолкнуть кого угодно к чему угодно. Как ты думаешь, что помогло мне заставить Талли приносить мне все это время по 5 тарелок лосося?» По пути мы встретили несколько компаний гоблинов 2-го уровня и увидели еще несколько типов мобов, которых я раньше не знал. «Гоблин-взрывник, уровень 5.
Эти негодяи более неуравновешены и склонны к садизму, чем те, кто не способен сдать психический экзамен, чтобы их приняли в армию. Взрывники разбираются во взрывчатых веществах и способны на такие дистанционные атаки, от которых можно сойти с ума. Если у того из них, на кого вы смотрите, больше половины пальцев, вероятно, он очень, очень опасен. Один из взрывников глазел на нас, когда мы проходили мимо. И действительно, у этого гоблина все пальцы были целы. Он подбрасывал в воздух маленький стеклянный шарик и рассеянно ловил его. Каждый из двухуровневых гоблинов по обе стороны от него ежился от страха, когда шарик взлетал. Мы в очередной раз обогнули угол и вошли в большую мастерскую. В дальней части помещения виднелась деревянная дверь, и я с помощью миникарты немедленно определил, что за этой дверью логово еще одного босса местности. Мне показалось, что эта дверь с виду внешне почти неотличима от двери скряги. Я оглядел просторную мастерскую. Нас окружило штук 25 гоблинов-инженеров и еще несколько других, включая 2 шаманок 7-го уровня. Эти последние стояли у дальней стены, охраняя ее. У всех инженеров на головах было что-то странное, но не только горшки и кастрюли. Головной убор одного напоминал хоккейный шлем, другой щеголял в разбитом шлеме боксера. У западной стены прежде всего бросался в глаза массивный паровой двигатель. Инженеры суетились вокруг него, как муравьи. Колеса и шестерни крутились и пыхтели. В противоположной части мастерской выстроились в ряд 6 убивающих бульдозеров-гоблинов. По ним также ползали гоблинские инженеры. Помещение было уставлено множеством столов, заваленных инструментами и великанских размеров деталями, блестящими смазкой. В дальнем углу возле комнаты босса громоздилась куча угля. Один из 7-уровневых глянул в нашу сторону и направился к нам. Гоблин женского пола, башня среди прочих благодаря росту в 1,60 м. Она отличалась ярко выраженной мускулатурой, была одета в угольно-черный халат и держала какую-то деревянную штуковину, на которой сверху, как не смешно, лежал ананас. Правда, он был, несомненно, вырезан из дерева. Лицо гоблинки отличалось обильным пирсингом, наверное, не меньше 50 висюлек. Модификация тела, достойная «Верь или не верь» Рипли. Рипли Роберт, 1890-1949, автор книги «Верь или не верь» 1929 года, создатель музеев Кунсткамер, радио и телешоу, в которых представляются самые странные факты со всего мира. На это явление трудно смотреть, пока не привыкнешь. Женщина насмешливо улыбалась, открывая заостренные зубы и раздвоенный, тоже проколотый язык. Гоблинка-шаманка, уровень 7. На случай, если вы не догадались, шаманка – это изящное название для шамана женского пола. Гоблины-шаманы – высшая категория среди всех гоблинских кланов, вторая после военных вождей или реже гоблинов-военачальников. Они лишены юмора и, говорят, в ходе учебы для поступления в университет Саламанки обязаны выбрать 2 из следующих 3 занятий – трахаться, готовить еду или поедать собственных родителей. Готовку выбирают не все. Если нет слишком большой путаницы, они специализируются в мучительной магии, темно-магическом учении, созданном для того, чтобы сосредоточиться на ущербе, наносимом атаками, и усугублять его. «Ты можешь иметь пропуск, но тебе здесь не рады, человек», — сказала мне гоблинка. Я перевел дыхание. «Я хотел бы купить у вас, ребята, машину, или подготовьте для меня другую как можно быстрее. Лучше что-нибудь, о чем будет иметь смысл говорить внизу. Но я возьму то, что доступно. Нам нужно обследовать большую территорию, я подумал, что вы, ребята, могли бы помочь». Гоблинка посмотрела на меня так, будто я предложил ей достать у меня из задницы твинки и съесть. Американский кекс. «Тупой урод! Извини, обезьянка, ты в самом деле думаешь, что можешь вот так?» «Ой, милашка, можно поговорить о том, что происходит вот тут?» Вмешалась Пончик и помахала лапой, указывая на украшение на лице гоблина. «Это такой род перформанса? Ты носишь весь этот металл, потому что скушал родителей?» Шаманка посмотрела на Пончика, и после встречи со взглядом кошки маска предельной ярости на ее лице начала таять. «Что?» Голос гоблинки полностью изменился. К полнейшему изумлению всех присутствующих, она присела на землю, скрестив под собой ноги, и наклонилась, и отставила свою штуку с ананасом. «Что ты сказала?» «Я имела в виду, что вижу, к чему ты это затеяла. У тебя изысканные скулы, но твое лицо похоже на чрезмерную губку Брилло». Губки для мытья посуды Брилло изготавливаются из стальной ваты.
Здесь есть другая леди-шаманка, у нее совсем мало украшений на лице. Все, что у нее есть, это несчастное ожерелье из костей, ведь так? Но к ней мы вернемся потом. Так расскажи мне, это из-за папы?» Несколько секунд гоблинка молчала, а затем закрыла лицо руками и разрыдалась. «Да», — выкрикнула она, — «верно». Пончик подошла и уселась на ее колени. Вторая шаманка, обеспокоенная новым оборотом событий, подбежала к ним. Но уже через мгновение обе могини лежали на земле, вцепившись друг в друга, и всхлипывали. У той, что с костяным ожерельем, по лицу текла струйка соплей. Уродливо кривясь, она кричала, что ей пришлось съесть отца прямо сырьем. Пончик назвала ту, что с лицевым пирсингом, Рори, а вторую – Лорелией. «Так что, Рори?» – заговорила Пончик через несколько минут гоблинских всхлипываний. «Что ты скажешь насчет машины, о которой спрашивал мой друг? Можете вы для нас что-нибудь сделать?» Рори обтерла лицо. «Расстаться с убивающим бульдозером мы не можем. Они слишком ценные. И вождь убьет нас, в буквальном смысле. Но я добьюсь, чтобы вам сделали косилку человеческого размера, с коляской». Она указала на ряд двухколесных объектов, прислоненных к стене возле бульдозеров. Может, это были велосипеды на паровом ходу? «Но бесплатно мы не можем этого сделать. От вас требуется что-нибудь в обмен». «У меня не маленький запасник». Я извлек свой инвентарь. Выбрал мешок, и он оказался у меня в руках. Увесистый кожаный мешок. Я хотел сохранить порох, но в транспорте нуждался больше. Рори ткнула большим пальцем через плечо в сторону ряда бочек, выстроенных рядом с гигантской машиной. «У нас есть кое-что похожее. Веселящий порошок». Сначала я не заметил этих бочек. На каждой стояла маркировка 3Х. Из парового двигателя непрерывным фонтаном вылетали искры. Если веселящий порошок похож на порох, то что случится, если какая-нибудь искра попадет на бочку? «Предлагать гоблинам порох все равно, что предлагать воду пираньям», — добавила Рори. Торг продолжился. Я предложил факелы, зелье исцеления, отравляющее противоядие, корм для животных и для обходчиков. Все это было отвергнуто. Мой глаз зацепился за кое-что еще в списке. «А на это что скажете?» – спросил я, предлагая 2 мешочка метамфетамина. Рори оттолкнула их. «Это все, что у вас есть? 2 дозы?» Лорелия поцарапала руку Рори и придвинула к себе один из мешков. Открыла мешочек, достала щепоть, торопливо попробовала. Ее глаза округлились. «Это производство подземелья. Вы это не снаружи принесли?» Лорелия пристально посмотрела на меня. «Где вы это взяли? Там есть еще?» «Я скажу вам, где достать больше. А взамен прошу машину, такую, чтобы не подорвала нас. Плюс уголь или что там нужно, чтобы она действовала. А еще несколько гранат из тех, что носят ваши взрывники». «Не знаю», – пробормотала Лорелия и неуверенно поглядела на вторую шаманку. «Вперед!» – скомандовала Пончик. «Заметано!» – отозвалась Рори. Лорелия поднялась и начала выкрикивать распоряжения инженерам. Те глядели на нее так, как будто она внезапно помешалась. Шаманка послала в одного из них голубую молнию, и они немедленно вернулись к работе. «А ты не желаешь отправиться с нами?» – спросила Пончик у Рори неожиданно мягким голосом. Кошка все еще сидела у Рори на коленях и замурлыкала, когда гоблинка с пирсингом погладила ее. Рори встала. «Я не могу оставить вождя. Он в ужасном состоянии, почти импотент, но он все-таки вожак моего клана, моей семьи. Даже если бы я могла поехать с вами, я не сумела бы покинуть этот этаж. Если мы начнем спускаться, то умрем. Стоит пройти половину пролета вниз, и тело растворится. Я сама видела такое». «Так ты не знаешь, что и как тут происходит?» – спросил я. Гоблинка кивнула. При этом ее лицо зазвенело. «Я знаю достаточно. Знаю, что мы на 1 этаже. Здесь есть умные мобы, как мы, и есть не такие умные. Чем глубже ты проникаешь в подземелье, тем умнее становишься. В этом районе мы царствуем. Мы гнолы, раса крысиных и еще несколько. Большинство монстров не так умны». «Но вы же знаете, что произойдет через пару дней?» – осведомился я. «Крушение этажа», – отозвалась гоблинка. «Но когда это случится, умрете только вы. Мы же погрузимся в сон до тех пор, когда откроется следующее подземелье. Мы откроем глаза, и все пойдет как прежде. Просто новый день. Но в один из этих дней, в один прекрасный день, мы проснемся уже глубже. Так нам сказано».
Убивайте обходчиков, совершенствуйтесь и окажетесь глубже. И настанет время, когда мы окажемся настолько глубоко, что обходчики уже не придут, а мы, наконец, станем свободны. У нас будет покой, место обитания, потомство. Наши маленькие будут резвиться на свободе и смогут не думать об убийствах ради выживания. Глава 15. Медная косилка гоблинов с коляской приспособлена к человеку. Изобретение. Берем со свалки велосипед, добавляем ненадежный паровой двигатель, убираем все болты, на которых он держится, заменяем их жевательной резинкой. Ну, идея понятна. Предпочитаемый транспорт нападения у гоблинов-взрывников. И то, что эта конструкция ненадежна и небезопасна, не означает абсолютно ничего. Я шагнул назад, чтобы полюбоваться транспортным средством. Как и говорилось в описании, оно очень походило на велосипед наркомана. Основа – спаянные куски меди, в разной степени покрытые патиной. К счастью, эти ребята несколько увеличили конструкцию для меня, правда, не настолько, чтобы сделать ее удобной. Два массивных черных колеса были сделаны из неизвестного материала. Седло, как мне показалось, было покрыто кожей аллигатора с белым мехом наверху, что создавало впечатление, будто на голый череп натянули парик Энди Уорхола. Эндрю Уорхол, 1928-1987 годы. Виднейший участник движения поп-арт, ярко проявивший себя в разных областях современного искусства. Стучащий двигатель помещался между колес. Котел тянулся от двигателя, его отверстие находилось между ручками управления. Предполагалось, что я буду периодически подбрасывать туда уголь. «А где будет вода?» – спросил я. «И как его выключать?» «Это вечная машина», – объяснил инженер. «Не износится, пока вы не умрете от старости. Ее не нужно выключать, просто оставьте без угля. Подбросьте кусок угля, и она заведется сама по себе через минуту. В отличие от некоторых, мы не прибегаем к низшим демонам, чтобы управлять нашими паровыми машинами. Наши методы не хуже, и это дитя переживет вас». Низшие демоны. Это понятие восходит к христианской демонологии. Он хлопнул велик по боку, и ручки руля со стуком упали на землю. Инженер выругался, поднял их и принялся прикручивать на место гаечным ключом. Снимаемая коляска представляла собой не более чем стержень с одним колесом, соединенным с колоссального размера пружиной, и отороченный мехом череп, поменьше, который полагалось считать сиденьем. Этот череп, похоже, принадлежал какому-то плоскоголовому орку. Пара костей составляла спинку. Пончик попрыгала в коляске, повертелась, села, после чего выскочила из нее и принялась раздавать инженерам требования об изменениях. Они добавили еще один слой меха и выкрасили спинку в пурпурный цвет. Велосипед был тяжелее, чем выглядел, но я, к счастью, поднял его и смог удержать достаточно долго, чтобы добавить в свой инвентарь. Он же не взорвется подо мной, так? Тот бульдозер взорвался, когда врезался в стенку. «Тот бульдозер не взорвался бы, если бы вы повернули предохранительный клапан», сказал инженер и указал на две одинаковые втулки на боку велосипеда. «Если он перегреется, поверните вот эту штуку, и ничего не взорвется. Если давление чрезмерно высокое, поверните другую. Не перепутайте их, иначе сделайте хуже». «Как мне узнать о перегреве? Или об уровне давления? Здесь же нет датчиков». Инженер улыбнулся, продемонстрировав ряд острых зубов. «Не беспокойся об этом, человек. Узнаешь. Просто слушай свою косилку, она тебе скажет». Инженер указал на кучу угля, достававшую до потолка, и велел мне забрать оттуда столько, сколько я смогу унести. Я пробрался за кучу и забрал метрическую тонну этого говна. Пришлось оттащить 999 кусков угля, прежде чем куча сделалась заметно ниже. Пришло время сматывать удочки. И Рори, и Лорелия удалялись на то время, пока инженеры работали. Теперь они вернулись. Обе были обдолбаны в хлам. Глазки Рори заметно сузились. Лорелия соблазняюще подтанцевала ко мне, увидев, что мы собираемся уезжать. «Хочешь повеселиться, пока ты еще здесь?» Она ухватилась спереди за мой потертый пиджак. От ее дыхания несло гнилой рыбой, костяное ожерелье она сняла. Я гукнул. «Ой, милочка», – пропела Пончик, – «как это весело, наверное, так же, как видеть, что Карл разочаровывает другую женщину. Трахать монструшек – не то, зачем мы сюда явились. Может, в другой раз?» «Конечно, но ты найдешь меня ведь, да?» Она потянулась вверх и щелкнула меня по носу.
Как это мило, трахнуть кого-нибудь, когда тебе не надо потом съесть его». Гоблинка вздохнула и повернулась к одному из взрывников. «Ты!» — крикнула она. «Подходи к моим палатам, когда погаснет свет. Только вымойся сперва». Рори протянула мне сумку, я взглянул. Сумка была до краев набита динамитом, а также маленькими бомбами и гранатами. Я понимал, насколько опасен этот груз, поэтому поспешил отправить его в инвентарь. Рассмотрю его там. Рори повернулась к Пончику. «Ну что ж, у нас был договор. Откуда у вас эта отрава?» «Наркота?» – переспросила Пончик. «Из одной местности тут неподалеку, по другую сторону дороги. Взяли у одной ламы». «Я знала!» – завопила гоблинка и обратилась к другому взрывнику. «Шевелись! Они от нас утаили! Бомбанем их через 5 минут!» Я стоял ошалев, в то время как все вокруг, от стандартных гоблинов второго уровня до инженеров и взрывников, пустились в лихорадочную деятельность. Убивающие бульдозеры зарычали, как динозавры, когда гоблины сгрудились вокруг них. 4 медные косилки, такие же, как моя, тоже с рыком ожили. Все взрывники надели шлемы немецкого фасона с пиками на макушках. Пики сверкали и разбрасывали искры. Гоблины могли бы поджечь свои динамитные шашки и бомбы, просто подняв их над головой. Косилки и бульдозеры, набитые орущими гоблинами, выехали наружу друг за другом. Через минуту мы остались в помещении одни. «Это реально происходит?» – спросил я, поворачиваясь вокруг своей оси, чтобы убедиться, что вокруг никого нет. «Мы в самом деле начали метамфетаминовую войну между гоблинами и ламами?» «Ну да», – подтвердила Пончик. «Как я и задумала. Все прошло отлично, тебе не кажется?» Она указала на дверь в дальней стороне комнаты. «А теперь не хочешь войти туда и убить вождя? Я могла бы воспользоваться новым ящиком босса». Я осмотрел просторную комнату, в которой мы стояли. Гоблины оставили массу всякой всячины, тонну. Ни оружия, ни доспехов я не увидел, зато здесь валялась куча инженерного барахла. Проволока, шестеренки, динамит, порох, который они называли «веселящий порошок», этого тут были целые бочки. Я углядел обычную тележку, которая использовалась для перевозки бочек с места на место. «Мы должны взять как добычу все, что сможем», — сказал я, осматриваясь. «Все, а потом убьем вождя, так?» Я посмотрел на дверь. Когда мы воевали с боссом, мне пришлось забить перепуганную женщину до смерти. Я все еще чувствовал хруст ее лицевых костей под своими кулаками. Мы не имели представления о том, что находится за этой дверью. Но стражники в этих местах, несомненно, сильнее, чем те, что охраняли логово убитого нами босса. Заходить в эту комнату было бы тупо, реально тупо. К тому же это было бы последним скотством после того, как гоблины нам помогли. «Да, а потом убьем вождя». Пончик запрыгала на месте, пиля хвостом в воздух. «Получится обалденная телепрограмма». Глава 16. К тому времени, как мы окончательно обчистили мастерскую гоблинов, в моем инвентаре набралось около 10 новых позиций. Я затолкал туда еще 5 куч угля. Мы захватили тонны инструментов, от лопат до гаечных ключей и молотков. По большей части они были слишком малы, чтобы использовать их в качестве оружия. Но я решил, что просмотрю их позже, и тогда приму решение. У нас появилось инженерное оборудование, мотки и мотки фитилей, множество видов взрывчатки, под 200 литров различных алхимических жидкостей, гора черных дисков, которые они использовали для шин-косилок. Я забрал даже все столы, какие смог поднять. Когда мы закончили, на тележке у нас имелись гигантский паровой двигатель, серьезно уменьшившаяся горка угля и набор бочек с маркировкой 3Х. Все это было аккуратно расставлено и перевязано веревкой. Я сумел захватить почти тонну черного пороха, хотя для этого потребовались кожаные мешки, которые были разбросаны по всей мастерской. Безусловно, это был порох старого образца, не тот бездымный, что используется сегодня в огнестрельном оружии. У меня не хватало сил, чтобы поднимать полные бочки, но когда они опустели больше, чем наполовину, я не стал отправлять их в инвентарь. Нет, я поднял бочки и расставил их на тележке. Мы установили тележку перед дверью босса. Сверху на пороховые бочки я высыпал полные лопаты болтов, гаек и прочей металлической фигни. Затем я закрыл бочки, чтобы шальная искра от все еще гудевшего порохового двигателя не взорвала нас ко всем чертям. Пончик направляла мои действия с сиденья коляски.
Я собирался засунуть косилку в склад, прежде чем продолжать. «Как думаешь, Рори и Лорели разозлятся на меня?» – спросила Пончик, когда мы готовили взрывной механизм. В отличие от прошлого раза, я не захотел использовать простой гоблинский динамит, по определению ненадежный. Я нашел порцию пластичной взрывчатки типа С4 под названием Хоб-Гоблин Пус, которая приводилась в действие взрывателем. Имена злодеев из комиксов компании Marvel Comics. У меня было небольшое количество этого вещества, но в описании говорилось, что это мощная штука. Я чувствовал, что это ценная находка, возможно, главный приз за овладение данной комнатой, и намеревался использовать его целиком. Рядом с Хоб-Гоблином Пусом нашелся набор магических взрывателей. Всего 3 механизма, но я был вынужден истратить один только на то, чтобы посмотреть, как он сработает. Конструкция была гениальной, верной и безопасной. Сбиваешь крышку с механизма, выглядящего как палочка дезодоранта для подмышек, вставляешь открытую часть в россыпь взрывчатки и нажимаешь на кнопку, чтобы привести механизм в действие. Просто. Детонаторы были одноразовыми, но их можно было дробить и получать до 10 штук из одного, так что можно было взорвать сразу 10 бомб. После нажатия кнопки следовало выждать 5 секунд. В описании говорилось, что взрыватель имеет радиус действия около 10 километров. «Разозляться? Возможно», — ответил я Пончику. «Но мне не показалось, что Рори обожает этого босса, так что как знать? Надеюсь, что мы этого никогда не узнаем». «Думаешь, этого хватит?» — спросила Пончика, кидывая взглядом 4 бочки. «У меня есть подозрение, что этого мало». Я пожал плечами. Черный порох вообще-то не предназначен для взрывов домов, но с ним хорошо разбрасывать металл. Если этот господин где-то недалеко, он у нас превратится в подушку для иголок. Но я сомневаюсь, что сам взрыв будет сильнее, чем тот, когда взорвался убивающий бульдозер. В любом случае, если эта штука его не убьет, то не убьет и любая другая. Этот план был более изощренным, чем тот, что сработал в случае со скрягой. Насколько я мог судить, эта комната была идентична той, где происходил предыдущий бой с боссом. В конце концов, это все еще первый этаж, так что едва ли этот парень особенно силен. Мы хотели высадить дверь, втолкнуть тележку внутрь, закрыть дверь, отбежать настолько, чтобы между нами и этим местом было несколько стен, и нажать на кнопку взрывателя. Если мы убьем босса, то получим извещение и по звезде к нашим именам. Если нет, то побежим дальше. Выкатим косилку, отъедем от этой местности и забудем обо всем случившемся. Я положил по порции Хоб-Гоблина на каждую бочку, остаток прилепил на крышку первой бочки. Вставил детонаторы так, чтобы половина торчала наружу. Я хотел, чтобы все выглядело естественно, но не слишком. Если вождь гоблинов успеет среагировать, можно надеяться, что он истратит свои последние мгновения на попытки извлечь детонаторы из кусков взрывчатки, не зная, что мы вложили еще 4 в каждую бочку. Замысел куром насмех, но меня это не беспокоило. «Вы готовы, принцесса?» – спросил я. Я встал за тележкой и приготовился толкать ее. Отодвинул ее на несколько метров, пространство для разбега. Пончик откроет дверь при помощи своего меню, осмотрится, убедится, что путь открыт, скажет мне об этом и захлопнет дверь после того, как я втолкну тележку. Оставалось надеяться, что пол за дверью ровный, и тележка проедет достаточное расстояние. «Готово», — сказала Пончик. «Открываю дверь». Со своего наблюдательного пункта я не мог заглянуть в комнату, но услышал тяжелый скрип. Дверь разинула зев. «Действуй!» — крикнула Пончик. Оттолкнувшись ногами, я врезался в тележку. Я предварительно смазал колеса, и тяжелая тачка двигалась легко и быстро. Толкнув ее, я вложил в толчок все силы, и массивная дверь захлопнулась. Пончик уже развернулась и бежала к выходу на противоположной стороне комнаты. Я последовал за ней. Эту часть сценария мы отрепетировали. Мы разворачивались трижды и убедились, что не окажемся в зоне прямого действия взрыва. Мне не хотелось выжидать слишком долго, но надо было оказаться там, где нас отделяли бы от взрыва несколько больших комнат. Ведь нужно было нейтрализовать воздействие возможной взрывной волны. Мы остановились в заранее определенном месте. Я прислонился к стене и извлек из инвентаря детонатор. «Ты его видела? Это гигантский гоблин?» – спросил я, ощущая, как колотится сердце. Пончик старалась выровнять дыхание. «Да, огромный, уродливый гоблин, даю слово. Я не люблю бегать. Он сидел и читал книгу. Взорви его, взорви по-хорошему». Я нажал кнопку. «Там было еще много маленьких детей», – сказала Пончик за мгновение до взрыва.
Глава 17. «Пончик, какое ж дерьмо!» – проговорил я. Мы оба лежали на земле после взрывной волны, однако невредимые. Взрыв получился мощный, мощнее, чем я ожидал. Пыль сыпалась с потолка, за взрывом последовало жуткое шипение. Я подозревал, что это из-за котла гигантского двигателя. Звук продолжался несколько минут, а потом мы услышали несколько отдельных взрывов поменьше. В конце концов, все шумы прекратились. Появилась целая стена уведомлений, по большей части о достижениях. Мы в самом деле убили босса местности. Фанфар на сей раз не было, но возле обоих наших имен появилась по новой бронзовой звезде. «Там правда были дети? Гоблинские дети?» – спросил я. «Ну да, целая куча. Я их всего мгновение видела, но они были довольно милые. На некоторых были чрезмерно большие жакеты, они как малыши Йода». Йода – один из главных персонажей «Звездных войн». «Просто чудо. Кажется, ты ударил одного тележкой. Там и старые были, и беременные. Ты видел свой уровень? Мы оба теперь на 8. Пожалуйста, пожалуйста». Пончик посмотрела вверх. «Жаль, не увидим себя во всей красе. Вряд ли они сделают обзор боя с боссом. Боя-то, считай, не было. Вот это плохо, а так весело». «Какое же дерьмо», — повторил я. Я был готов убивать гоблинов и монстров сколько смогу, но убивать детей – довольно мерзкое чувство, и я не знал, что почувствую на этот счет. Теперь вот узнал наверняка. Почувствую себя подонком. Мне не понравилось это ощущение. Я посмотрел на мигающее поле уведомлений о достижениях и вздохнул. Даже не хотелось ничего кликать. «Что?» – Пончик подняла голову и посмотрела, кажется, с неподдельным любопытством. «Сами виноваты. Ты не просил их там быть. Да они ж гоблины. И вообще, какой злобный монстр пихает детей в комнату босса?» Я покачал головой. «Нам нужно вернуться туда, забрать карту местности и унести свои задницы, пока остальные не вернулись. Может быть, они уже в пути. Взрыв невозможно было не услышать. Мы едем на север, в следующую местность». Мастерская была полностью разрушена. Единственное, что осталось, почерневшие обломки. Все светильники на стенах погасли, зато северная часть комнаты превратилась в 5-метровую стену огня. Клубился дым. Я равнодушно отметил, что дым всасывается в потолок. Мастера подземелья надувалы, как будто предусмотрели вентиляцию. В противном случае сейчас все окрестности были бы наполнены черным смогом. Мы смогли сделать лишь пару шагов за порог. Дальше стоял смертельный жар. Я огляделся. Большие столы просто исчезли, от потолка отвалились здоровенные куски камня. Пока я осматривал комнату, Пончик запрыгнула ко мне на плечо. Котел огромного парового двигателя сделался похож на печеную картофелину, которую нашпиговали медными палками, и теперь они торчали наружу, как щупальца. Злобный пар плотным облаком все еще вырывался из обломков, мешаясь с черным дымом. Пол был залит водой глубиной по щиколотку, вода шипела и испарялась, соприкасаясь с горящей стеной. «Наверное, нам надо было забрать весь уголь из той кучи, а не половину», — сказала Пончик. «Теперь нам до этого мертвого босса не добраться». Она была права. Уголь воспламенился, и единственный путь в палаты босса был перекрыт. Я почувствовал облегчение. Я не хотел оставлять там карту, но еще больше я не хотел заходить в ту комнату. Не хотел видеть мертвых детей и других гоблинов. Меня мутило от мысли о случившемся. На краю моей мини-карты появилась вереница белых точек, которая двинулась в нашем направлении. Белыми этим точкам оставаться недолго. Харизма Пончика взлетела до 39, как только кошка достигла 8 уровня. Но я сомневался, что и этого хватит, чтобы спасти нас после того, как гоблины увидят учиненный нами беспредел. «Давай убираться отсюда к чертям», — сказал я. Я замыслил быстрое бегство на неизвестную территорию. Придется продираться через еще не изученный нами сектор, прежде чем мы выберемся к другой магистрали. Хорошо бы там не обитали слизни или еще какие-нибудь мобы, с которыми мне не справиться. Может быть, там найдется зона безопасности, где мы передохнем, соберемся с мыслями и придумаем, что делать с нашими новыми достижениями. Оттуда мы на косилке отправимся на поиски лестницы. «Должна признать, — сказала Пончик, — что мне нравится, когда ты что-то взрываешь. Да чертиков нравится». Глава 18. Время до крушения уровня 2 дня 18 часов. Новое достижение. Вы монстр. Вы убили ребенка. Ребенка. Хорошо, хорошо.
Если вы не законченный психопат, то мы знаем, что вы не проснулись поутру с мыслью «Сегодня день, когда я намерен убить ребенка». Что ж, давайте успокоим ваш разум. Все дети мобов, которые умирают в этом подземелье, не гибнут в полной мере. Их перемещают в зону удержания, где они находятся в безопасности, с ними обращаются ласково и осторожно, до тех пор, когда приходит время их воссоединения с их любящими родителями в конце сезона. Вам лучше? Это хорошо. Награда. Вот эти 20 секунд, когда ваше сознание начало успокаиваться. Вот это ваша награда. А еще это ложь. Тот ребенок мертв, и он мертв из-за вас. Вы, несомненно, отправитесь в ад. Кроме того, вы получаете бронзовый ящик негодяя. Новое достижение. Преступная война. Вы убили более 20 невоюющих в одной акции. Вопрос. Что стоит между невинным ребенком и счастливой, насыщенной жизнью? Ответ. Вы сами. Награда. Вы получаете золотой ящик негодяя. Мы нашли зону безопасности в местности гнилых прилипал. Это были маленькие круглые монстры. Они выглядели как мелкие равиоли черного цвета, бегали по стенам и потолкам и совершали самоубийственные прыжки на чужаков. Все те, которых мы до сих пор видели, были не выше первого-второго уровня, но если им удавалось приклеиться к телу, они взрывались. Каждый такой взрыв ощущался как удар кувалдой. Их нападения вызывали вышибание, эффект, который должен был опрокинуть вас на задницу. Насколько я понимаю, как только вы касались земли, они начинали роиться у вас в голове и уносили вас неведомо куда. Эти маленькие монстры кишели повсюду. К счастью, моя рубаха из троллиной шкуры нейтрализовала вышибание. Пончик не покидала моего плеча и бомбардировала эти существа ракетами. Один выстрел убивал сразу нескольких, пока ни одному не удалось до нее добраться. В этом отношении она оказалась быстрой. Несмотря на все случившееся, принцесса оставалась кошкой, способной отскочить с дороги в последнюю секунду. Но на всякий случай я заставил ее выпить порцию моего зелья железной шкуры, которая на несколько минут усилила ее защиту. Сам я тоже выпил порцию. Гнилые прилипалы обычно сосредотачивали внимание на мне, той мишени, что больше и медлительнее. Одна приземлилась прямо на внутреннюю сторону моего бедра и взорвалась, прежде чем я успел от нее избавиться. Ощущение было такое, как будто лошадь легнула меня по яйцам. В тот раз я упал. Если бы не зелье, я мог бы остаться без ноги. Спасся я благодаря своевременному выстрелу Пончика. Хорошо еще, что гнилые прилипалы при своем приближении громко щелкали, а между их прикосновением к телу и взрывом проходило около 3 секунд. Когда мы разобрались, как и что с ними происходит, нам уже не составляло труда расправляться с ними, пока они не успевали причинить особенного вреда. Мы знали, пока мы не в окружении толпы этих гадин, с нами ничего страшного не случится. Эта зона безопасности не имела ничего общего с той, которую мы посещали раньше. Скорее, она походила на небольшой зал ожидания в приличном автовокзале, а может, в департаменте автотранспортных средств. В США и Канаде, не во всех штатах, аналог российской ГИБДД. Также тут было 3 экрана и более просторные туалеты с душем, плюс фонтан. Вдоль длинной стены 5 кроватей с занавесками, 2 из них пустовали. В конце ряда занавешенный участок, что поставило меня в тупик. Не хватает кроватей или за шторами частная зона для тех, кого не устраивает просто отдельная кровать. Служащего не было, так что спросить я не мог. Взгляд немедленно остановился на цифрах, мигавших на первом экране. 3 594 517. Они показывали, что безумная гонка к исчезновению человечества замедлилась, но не остановилась. От надписи исходил тихий и едва слышный звук, когда она гасла. Клинк-клинк-клинк, как быстро капающая из крана вода. Я подумал, сколько же моих сородичей нашли вот такие места и отказались от борьбы. Затаились, едят, спят, ждут конца всему. И содрогнулся. На 3-м экране я прочитал: в этом месте ограниченное обслуживание. Попробуйте экспериментальное пирожное. Одному обходчику в день. Вы заслуживаете. На столе стояла тарелка со штуками, напоминавшими шоколадное печенье. Пончик вспрыгнула на прилавок и заработала ртом. Над ее головой в воздухе повисла надпись «плюс 9,8 опыта». Она поднималась в сопровождении 8-битной музыки. Стиль компьютерной музыки, используемый в компьютерах на 8-разрядных процессорах. Разделившись с кошкой, я получил новый опыт. Принцесса пожаловалась на то, что я краду ее опыт, и попыталась схватить второе пирожное.
но ее нос прошел сквозь тарелку, как сквозь пустое место. Я тоже съел пирожное, как бы вместо пончика. 10 баллов опыта – это ничто. Одинокий гоблин второго уровня дает 50 или вроде того, так что, наверное, перед нами особенность именно этой зоны безопасности. Похоже, что в каждой из этих зон имелось нечто, чего не было в других, и загадочные пирожные были капризом именно этого заведения. Посмотрев на карту, я предположил, что мы примерно в полумиле от следующей магистрали. Там мы могли бы извлечь из склада мою косилку и отправиться на восток в поисках лестницы. Но сначала отдых. У нас оставалось примерно 6 часов до следующего эпизода, и мы решили воспользоваться шансом поспать. Потом посмотрим второй эпизод, после чего уйдем. Хватит страдать фигней. У нас 2,5 дня. Помимо 2 достижений в детоубийстве, я получил еще несколько связанных со взрывчаткой, где меня награждали ящиками гоблинов. Мы с Пончиком заработали еще по 1 бронзовому ящику босса. Кроме того, я отхватил золотой ящик добытчика за пополнение инвентаря более чем на тонну. Еще я получил множество обновлений навыков. Все мои боевые навыки поднялись благодаря гнилым прилипалам, в частности, навык сокрушения. Мои навыки обращение со взрывчаткой, обращение с опасной взрывчаткой и взрыв гоблинов выросли до 5. Кроме того, я получил один новый – СВУ. СВУ – навык, уровень 3. Самодельные взрывные устройства. Одно дело взять гранату и бросить ее, но для создания настоящей бомбы требуется некоторое число латунных шариков размером с яйца Василиска, особенно если иметь в виду, что здесь можно найти всякий сомнительный мусор. Каждый уровень этого навыка повышает уровень вреда, причиняемого самодельными взрывными устройствами на 10%, и вдвое уменьшает вероятность катастрофических преждевременных разрушений. И, наконец, всплывающее окно сообщило мне, что поскольку мой навык обращения со взрывчаткой теперь составляет 5, я буду получать дополнительную информацию обо всех устройствах бомбового типа по мере того, как стану изучать их. В моем интерфейсе появилось совершенно новое меню под названием «Уничтожение мастерских». Я кликнул его, но получил извещение об ошибке. Доступ к этому меню вы получите только в том случае, если стоите у стола сапера. Вы можете приобрести этот верстак в лавке зоны безопасности. Интересно. Обязательно исследую это, если мы когда-нибудь заберемся так далеко. Пончик получила множество навыков и достижений благодаря очаровыванию гоблинов. Ей было присуждено нечто под названием «Ящик обманщика». Пончик первой открыла свои ящики. Она нашла там обычные наборы корма, факелов, зелий. В ящике босса ей прислали первый комплект ее доспехов. Ящик обманщика содержал книгу заклинаний под названием «Армия миньонов». Миньон – фаворит, любимец. Она получила те же 2 ящика негодяя, что и я. В первом находилось клеймо вроде пропуска к гоблинам. Во втором серебряном ящике ей прислали 5 зелий под названием «Оружейное масло, плачущая рана». Принцесса была унижена клеймом, абсолютно разъярена. Я не видел ее настолько не в себе с тех пор, когда кокер-спаниель Ангел разбил один из ее звенящих шариков. «Что дает им право так осквернять меня? Откуда у них это право?» – кричала она. «Бог мой, это знак дисквалификации! Дисквалификации, Карл! Я инвалид!» Знак появился у нее на спине над правой лопаткой. Она орала и шипела от гнева, когда этот знак сам запечатлел себя на ней. Было трудно разобрать, что он изображал. Когда он просвечивал сквозь шерсть Пончика, очень густую, то выглядел как золотое пятно. Я подозревал, что через пару минут получу такой же, потому осторожно притронулся к этому месту и разобрал надпись. «Пропуск Деспирадо. Отлично, теперь ты водишься с хулиганами с галерки. Что скажет твоя мама? Этот пропуск дает доступ в клуб Деспирадо. Предупреждение. Обладатель пропуска Деспирадо лишается права обладать пропуском победителей». Вот оно что. Отсюда ни на йоту нельзя было понять, что это собственно означает. Пончик не прекращала браниться в течение нескольких минут. Наконец, она двинулась дальше. Серебряная чешуйчатая броня со звоном покрыла верхнюю часть ее тела. Она не достигала земли. Лапы оставались наполовину открытыми. Не могу сказать, каким образом для кошки подогнали размер, но сидела броня, на мой взгляд, хорошо. Она была похожа на юбку, хотя и не прикрывала живот. Сзади в ней имелось отверстие для хвоста. Пончик принялась вертеться, чтобы взглянуть на хвост. «Как смотрится? Как смотрится? Прикрывает клеймо?» «Все отлично», — сказал я, пробежав глазами свойства. «Клеймо даже близко не прикрывает, но выглядит великолепно».
Заколдованная феей чешуйчатая накидка для флота четвероногих. Плюс 2 к ловкости. Легкая и гибкая чешуйчатая броня сделана из стали фей. Не такая прочная, как эльфийская или даже оркская. Эта сталь все же самый прочный сплав из всех, которые может носить народ фей. Это не лучшая защита, но, ох, как мило будет выглядеть в ней ваш круп. Армия миньонов содержала заклинание, активация которого стоила 50 заклинательных баллов. Оно побуждало злейших врагов бороться за тебя, а не против тебя. Это хорошее заклинание, но Пончик располагала всего 24 заклинательными баллами, так что пользы от него пока не было. Принцесса все равно попробовала прочитать книгу, но та ей не позволила. По всей видимости, нельзя учиться заклинаниям, если ты не в состоянии их активировать. Пончик надулась на минутку, и минута эта затянулась. «Не волнуйся», — сказал я ей, — «или мы обменяем его на что-нибудь получше, или ты потом сама сможешь его использовать». Последний полученный Пончиком предмет – масло. Им следовало смазывать острое оружие, чтобы нанесенные раны кровоточили дольше. Настала моя очередь. Я тоже получил массу хлама. Еще зелья, еще динамит, еще зажигалка, парочка дымовых бомб, еще парочка свитков обманного тумана, ни брюк, ни обуви. Из ящиков негодяя я достал те же самые предметы, только клеймо явилось татуировкой на моей проклятой шее. Я ее даже не видел, но она горела, так как была нанесена магическим способом. «Это кинжал, с него капает кровь», — сообщила мне Пончик, рассмотрев тату. «Мое слово, это омерзительно. Мисс Беатриса обгадится, когда увидит такое на мне». Из ящика босса я вынул новое серебряное кольцо, на этот раз плюс 2 к телосложению. Надел его на безымянный палец левой руки, доведя свои очки телосложения до 12. В золотом ящике добытчика я нашел один предмет – зелье. Зелье навыка. Выпейте это и добавьте 1 уровень к навыку определения ценностей. Можно надеяться, что теперь вы поймете, на что следует тратить деньги и что обладает реальной ценностью. Например, на беговую дорожку или шампунь. Я немедленно внес зелье в свой рабочий список и выпил. Показалось, что ничего не произошло, но открыв свой инвентарь, я увидел, что обладаю новой способностью. Пусть первый уровень навыка и не открыл мне истинной ценности числившихся там предметов, но я умел рассортировывать их по степени ценности, что я и сделал. Под первым номером в списке стояла книга заклинаний «Сияющая броня», под вторым – косилка. Дальше шел последний взрыватель, хоб-гоблин, который у меня остался. Несколько следующих позиций занимали элементы гоблинского оборудования, захваченные в мастерской, в том числе один из столов. Я обозначил его как стол инженера. Список не включал предметы, которыми я пользовался в данный момент. Но я подозревал, что в противном случае его возглавила бы рубаха троллиной шкуры. Покончив с нашими навыками и добычей, я решил прикорнуть на моей неудобной кушетке. Пончик, все еще возмущавшийся по поводу клейма, свернулась в клубок рядом со мной. «Вы монстр!» Я попытался выбросить достижение из головы. Еще одна глупая шутка. Игру не волновало, что я убил детей, она хотела, чтобы я их убил. Комната в мастерской была устроена так, чтобы произошло то, что произошло. Нам было предназначено убить их, или иным образом очистить мастерскую. Нам было предписано или взорвать ту комнату, или поступить в точности так, как мы поступили. Это была ловушка, как прежде был ловушкой бульдозер. Те дети были помещены в ту комнату с этой самой непосредственной целью. Они существовали только для того, чтобы умереть. Мне не нужно обвинять себя, ощущать себя виновным. Пончик права, моей вины нет, нисколько. Я взглянул на потолок. Кто-то нацарапал на дешевом пластике свои инициалы. Я подумал, кто бы это мог быть и зачем он вывел буквы, жив ли он сейчас. Здесь не было знаков, и я не мог определить, откуда это помещение перенесено. Оно не ощущалось американским, но я не был уверен. Это было место из моего мира, место, которое стащили чужаки. «Вам меня не сломать», — произнес я. «Вы можете искалечить меня или убить, но вы меня не сломаете». Я повернулся на бок, чтобы заснуть. Пончик теснее свернулась у моей шеи, ее новое подобие юбки врезалось мне в кожу, но это каким-то образом успокаивало. Она мурлыкала так громко, что вибрация передавалась моим зубам. Глава 19. Меня разбудило начало шоу на телевизионном экране. «День второй», — объявило похожее на ящерицу оранжевое существо.
Оно по-прежнему говорило на необычной, едва понимаемой версии синдикатского стандартного языка. Все равно, что пытаться понять кого-то, кто говорит с глубоким каджунским акцентом. Каджуны – субэтническая группа, проживающая главным образом в штате Луизиана. Каджунский язык – диалект французского. Существует и каджунский английский. Конечно, здесь все говорилось на английском, но для моего мозга это мог бы быть хоть клингон. Клингон – искусственный язык одной из вымышленных вселенных в сериале «Звездный путь». «Как думаешь, нас сегодня покажут?» Пончик выцарапалась из кровати и устроилась на одном из стульев. «Мы подорвали половину подземелья. Это должно чего-то стоить, как по-твоему?» «Честное слово, я так волнуюсь, что могу заплакать». «Ну да, я сейчас заплачу». Она соскочила со стула и направилась в сторону дамской комнаты, где ее наверняка поджидал кошачий туалет. Но через минуту ракетой влетела обратно из-за угла. «Карл! Карл! Он здесь! Он в туалете! В женской уборной! Убийца! Тот гад, который убил Ребекку В!» Я прыжком вскочил на ноги и тут же увидел голубую точку на карте, там, где были мы. Как? Как я не заметил, когда проснулся? Я же привык все время держать взгляд на карте. Я мысленно врезал себе и кинулся вперед, не сводя глаз с точки. Обходчик Фрэнк Кью. Это он, все верно. «Вперед!» — сказал я себе и взял курс на боковой коридор, где находились двери туалетов. Мы встретились в холле. Виновато улыбаясь, этот человек вышел из туалета. Мы остановились на расстоянии пары метров и несколько мгновений только смотрели, оценивая друг друга. Пончик, вставшая между моих ног, зашипела. Он был худощав, высок, но не так высок, как я, около 40. Судя по его манере держать себя, я определил его как военного или копа. Белокожий щеголь, он не брился несколько суток. Симпатичная внешность, хотя и ничего выдающегося. Шапочка Сихокс прикрывала то, что, как я догадывался, было плешью. Команда из Национальной футбольной лиги, американский футбол. На нем были грязные драные джинсы и черная футболка. Еще у него имелись футбольные наплечники, изготовленные из блестящего черного металла, несомненно, заговоренного. Непременная часть экипировки спортсмена, играющего в американский футбол, контактную силовую игру. На плечах торчали шипы. Он носил тяжелые бутсы, которые я с завистью рассмотрел. Я предполагал, что где-то у него спрятан пистолет, которого я, однако, пока не видел, зато на плече у него висел массивный односторонний боевой топор. Судя по виду этого железного оружия, им немало пользовались. Кроме того, на ремне крепился ряд метательных ножей. Я ознакомился с его свойствами, как и он с моими. Обходчик номер 324-119 Фрэнк Кью, уровень 8, раса человеческая, класс еще не назначен. Около его имени не было звезд, это означало, что ему еще не доводилось убивать босса, но было кое-что другое. 3 черепа. Я точно знал, на что должны указывать черепа. Знал еще до того, как обратил на них внимание. Обходчик-киллер. 3. Я ощутил сильный холод. «Простите, я не хотел пугать вашу кошку», — заговорил он. Его голос звучал властно. Определенно коп или кто-то из правоохранительных структур. Этих профессионалов целенаправленно учат так разговаривать. «Это же кошка, верно? Я подумал, если я посплю в туалете, ко мне никто не заберется. Я не думал, что туалеты в зонах безопасности не такие, как в коридорах. Где ваши брюки? А ботинки? Вы все время ходили босиком?» Он оглядел меня с головы до ног, перевел взгляд с меня на кошку, и в его глазах мелькнуло ироническое удовольствие. «Кстати, как вас зовут? Королевский телохранитель?» «Вы заснули там, в дамской комнате?» – спросил я, игнорируя его вопросы. Он помолчал, наклонил голову, как будто решая, отвечать или не стоит. «Да», — сказал он наконец, — «я не спал больше суток, нашел эту зону безопасности, вытащил сюда кровать, одну из тех, что там стоят, и отрубился. Наверное, я отсыпался целых 12 часов, глупо, я понимаю». Если это правда, то он спал, когда мы пришли. Пончик пользовалась туалетом, я не мог припомнить. «Карл, Пончик, ты была в туалете до того, как мы уснули?» «Пончик, нет, я была в туалете в боковом коридоре до того, как мы нашли эту комнату». «Я не видел вашей точки на миникарте», — заметил я. «Образы спящих обходчиков не отображаются», — сказал он. «Вы видели кого-нибудь не из вашей партии спящим в зоне безопасности? Их тела прозрачны. Если вы прикоснетесь к ним, ваша рука пройдет сквозь них. Вы Сиэтла?
Я все еще рядом с тем местом, где вошел, но пока не смог найти спуска на 2-й уровень». Пончик, которая все это время шипела и рычала, не выдержала. «Ты убил Ребекку В!» – выкрикнула она. Несколько мгновений наш оппонент просто таращился на кошку. «Мать мою налево!» – наконец пробормотал он. «Я задумался, было ли то, что я услышал, правдой. Говорящая кошка, блядское место!» В ответ Пончик зашипела. За спиной я услышал лязг стали из телеэкрана. Начался эфир. «Вы ее знали?» – спросил собеседник. «Ребекку Вонг». «Он признает. Преступник сознался!» – закричала Пончик. «Я бью его магической ракетой!» Кошка вспрыгнула на мое плечо и принялась вилять задом. «Подожди, подожди!» – запротестовал мужчина. Он отступил на шаг и поднял руки. «Я не... Все тут не так, как кажется. У меня не было выбора». «Мы ее не знали», – сказал я. «Мы случайно нашли ее тело». Он как будто расслабился. «Послушайте, я могу объяснить. Это была не просто девушка. Их было 5. Моя партнерша взяла 1, я 3. И вы не поверите, что одолела 5. Это долгая история. А вы не могли бы спустить вашу кошку?» «Спустить меня? Да ты не поняла его, Пончик, утихомирься». Это был первый живой человек, которого мы здесь встретили, и я хотел узнать его историю. Я не доверял ему и мог завалить, но сначала хотел услышать то, что он имеет сказать. Пончик выдохнула что-то неразборчивое. «Где же ваш партнерша?» – спросил я. Он ответил не сразу. «Она умерла. Ее застрелили». После паузы я кивнул. «Давайте пройдем в другую комнату. Мы пропускаем шоу, можно поговорить там». «Хорошо», – согласился он. Фрэнк с подозрением покосился на Пончика. Она сморщила нос. «Вы видели последний эпизод?» – спросил я. «Да». Фрэнк занял место метрах в 10 от нас у выхода. Он положил левую руку на спинку соседнего стула, стараясь держаться непринужденно, но я видел, что все его тело напряжено. «Здесь есть еще одна зона отдыха в нескольких километрах к востоку, и там есть ресторан. То место заросло колючими ползучими растениями, которые, кажется, способны съесть человека с потрохами. Я нашел это место, когда искал лестницу. Гнилые прилипалы свили там гнездо». На экране примерно 40 выходцев со Среднего Востока сражались против босса района. Тот был бронированным, слоноподобным, шестиногим, напоминающим носорога чудовищем с щупальцами на спине. Тварь была тяжело ранена, но в итоге расправилась со всеми 40 мужчинами. Половина из них окаменела. Через секунду тварь свалилась и сдохла. После этого экран застыл, и на нем появилась надпись «Ничья». «Расскажите вашу историю», – предложил я, – «а потом мы расскажем свою». Я одним глазом смотрел на экран, где одни захватывающие события сменяли другие, а вторым на мужчину, повествующего о своих приключениях. По его словам, он и его партнерша Мэгги работали на таможне. Изящное иносказание для сообщения, что он служил в Федеральной иммиграционной таможенной полиции. В тот неправдоподобно холодный вечер они в штатской одежде ввели наружное наблюдение за складом, поскольку предполагалось, что предприятие нанимает значительное число нелегальных китайских рабочих. Когда случилось преображение, склад исчез. Осталось человек 15 мужчин и женщин, которые курили вне здания, во внутреннем дворе. Фрэнк и его партнерша раскрыли себя, и началась всеобщая перестрелка. Подземелье открылось прямо на месте побоища. Мэгги, партнерша Фрэнка, провалилась в лестничный колодец. Фрэнк не мог допустить, чтобы она пропала, и последовал за ней вниз. 5 других, по причинам которых он не смог назвать, также ушли вниз. Он продолжил рассказ о перестрелке в подземном коридоре, о противостоянии с шефом нелегалов Ребеккой В., которая трижды ранила Фрэнка, после чего он попал ей в сердце. Он думал, что умрет, но поразительно быстро поправился. Собрав лут с трупа, Фрэнк бросился преследовать последнего, но лишь увидел, как того сожрало монструозное растение, которое выросло из гигантского стручка. Оно называется ползучая лиана. Я видел такое во время премьеры шоу. Затем Фрэнк обнаружил учебную гильдию, его раны полностью затянулись, и на этом конец. Он стрелял из своего пистолета и из тех, что захватил как добычу, но сейчас у него закончились боеприпасы. «А та», — продолжал он, — Ребекка Вонг, возглавляла операцию по торговле людьми, надсмотрщик над рабами наших дней. Нам оставались считанные дни до того, чтобы накрыть всю операцию». «Бедняга», — произнесла Пончик, когда рассказ был окончен.
Ее манера обращения с Фрэнком полностью изменилась. «Я удручена судьбой вашей партнерши». Он пожал плечами. «Ценю». Он взял пирожное, съел, и над его головой повисло плюс 9,8 опыта. «Это Ребекка и убила вашу партнершу?» – спросил я, наблюдая за тем, как бледнеет извещение над его головой. «Нет», – сказал Фрэнк и тяжело опустился на стул. «Один из ее громил. Тот, которого убила Лиана. Застрелил Мэгги». Фрэнк опустил голову. Шоу перешло ко второй части программы. Теперь нам показывали людей, которые выделились во всей этой кутерьме. У женщины в белой спортивной куртке и с чем-то вроде шлема валькирии на голове нашелся арбалет, стрелявший всполохами. Нам показали, как она прореживает кучу пёсьеголовых гоблинов, гнолов. «Эге», — сказал я, — «раз уж вы взяли лут от тех парней, которых застрелили, может быть, у вас найдутся брюки, которые подошли бы мне, или ботинки?» Фрэнк задумался. «Конечно, босс, если вы не против того, чтобы надеть вещи мертвого». «Карл, Пончик, ничего не говори вслух. Ты видишь?» Пончик. «Что происходит?» Карл. «Не печатай заглавными. Я думаю, Фрэнк настроен враждебно и попытается нанести нам ущерб. Это важно, не реагируй. Вообще не втягивайся в конфликт. Делай, что хочешь, только не пускай магических ракет. Пусть будет, что будет. Доверься в этом мне. Просто позволь этому произойти. Хочу спровоцировать его». Пончик. «Что ты имеешь в виду? Фрэнк – герой Америки». Карл. «Фрэнк – мешок дерьма. Он врет. Я думаю, здесь может быть кто-то еще, и этот кто-то готовится наброситься на нас. Объясню через минуту. Нам придется бежать. Будь готова». Пончик. «Карл, мне это не нравится». В руке Фрэнка появилась пара брюк цвета хаки. Сбоку у них красовалось громадное кровавое пятно. Фрэнк перебросил их мне. «Это самые большие из всех, что у меня есть. Не знаю, подойдут ли вам. 2 пары обуви тут тоже есть, но не сказано, какого размера». Я поблагодарил его. Помолчал, ожидая, что он перебросит мне ботинки, но он делал вид, что изучает свой инвентарь. Он хотел, чтобы я сначала примерил брюки, хотя я с первого взгляда понял, что они мне малы. Они женские. Я вздохнул. Ну что ж. Я встал, повернулся к Фрэнку спиной и сделал вид, что стягиваю наколенники. Дальнейшее заняло меньше секунды. Я увидел голубую точку в коридоре с туалетами, и тут же из-за угла появилась женщина. В тот же миг Пончик с паническим воем взмыла в воздух, когда Фрэнк извлек из инвентаря оружие и бросился на нее. Женщина тоже выхватила пистолет, дуло которого смотрело точно мне в голову. В телевизоре Люсия Мар со своей парой ротвейлеров Сиси и Густаво III продиралась через банду красных демоноподобных монстров. Девочка и сама была как демон, она яростно размахивала булавой. Пончик приземлилась на стол с выпечкой, ее тело проскользило сквозь тарелку, которая исчезла, и появилась снова, как будто на самом деле ее вовсе не было. Принцесса царапала лапами поверхность стола, но все-таки свалилась с его края, ударилась об пол и отскочила вверх, крича во всю мощь легких. «Карл! Карл, на помощь!» «Я здесь», — отозвался я. «Теперь надо убираться, у нас меньше 2 минут». Кошка замерла. Она только вертела головой, глядя то на меня, то на 2 застывших обходчиков. Над головами обоих блестело слово «гадина». Я вспомнил свой спор с Мордекаем после того, как Пончик съела заколдованный корм для животных, и мы ожидали ее преображения. «Ты сказал, ее телепортируют отсюда, если она превратится в монстра. Значит, монстрам заказана дорога в зону безопасности. А если я оставлю дверь открытой, что будет? Они не смогут войти?» «О, войдут», — ответил Мордекай. «Всегда закрывай двери. Если это моб, он телепортируется в ту секунду, когда нападет на тебя, но они загрязняют место». «А если Пончик не станет монстром, но перестанет меня узнавать? Она иногда кусает тех, кого не узнает. Тогда ее тоже телепортируют?» «Нет, у обходчиков происходит иначе. В зонах безопасности нет ни насилия, ни воровства. Это железное нерушимое правило. Ты получаешь 3 предупреждения. В первый раз ты застываешь на месте примерно на 100 секунд и получаешь автоматическую лекцию о том, как быть паинькой. Во второй раз то же самое будет длиться час. В третий раз ты лишаешься всего имущества и телепортируешься в гнездо мобов». Вот поэтому, когда Фрэнк Кью и его партнерша, ее действительно звали Мэгги Май, задумали убить нас и завладеть нашим имуществом, да вообще хрен знает, что они там задумали, они совершили ошибку, выбрав местом нападения зону безопасности. Бесспорно, это была их первая и последняя попытка такого рода.
«Но как ты узнал?» – вскричала Пончик, глядя на двух застывших людей. Они застыли в тот момент, когда прикоснулись к спусковым крючкам. Пули даже не вылетели из дул. «Ты ясновидящий? А эта леди откуда взялась? Я просто не понимаю, от этого голова кругом». «У нас нет времени», – сказал я, добавляя брюки в свой склад. Возникло мимолетное желание изменить позу Фрэнка так, чтобы направить дуло его пистолета в его партнершу, но я побоялся, что такое действие будет сочтено актом насилия с моей стороны. Надо идти. Прежде чем выбежать оттуда, я потратил драгоценную секунду на то, чтобы изучить данные Мэгги Май. Примерно одного возраста с Фрэнком, то есть около 40, атлетична, белая, коротко стриженная шатенка. На ней были блестящие с металлическим отливом брюки, сапоги и кожаный жакет, похожий на мой пиджак, с той разницей, что у Мэгги оба рукава были на месте. Похоже, другого оружия, кроме пистолета, у нее не имелось. Обходчик номер 324-116, Мэгги Май, уровень 9, раса человеческая, класс еще не назначен. Возле ее имени стояло 5 черепов. Вместе с Фрэнком они убили 8 человек, 8, и оба обладали даром абсолютной хитрости. Я не думал, что они спали в туалетах. Скорее всего, они услышали взрыв и прошли за нами до зоны безопасности. К тому же мы оставили след в виде мертвых гнилых прилипал. В буквальном смысле путь разрушения до этого дома. Фрэнк сказал, что люди становятся прозрачными во время сна. Так ли это? Безусловно, не так в отношении Пончика. С другой стороны, она из моей партии. Может быть, они намеревались подкрасться к нам и убить во сне, а когда увидели, что не получится, затаились в туалетах. Может быть, их замысел состоял в том, чтобы нанести мне удар в спину, когда я направлюсь в мужскую комнату. Я не знал. Мы выскочили наружу, и я наметил путь к ближайшей главной магистрали. Я выпил порцию зелья железной шкурой и заставил Пончика последовать моему примеру. Между местом нашего пребывания и местом назначения возникла пара скоплений красных точек. Мне не хотелось тратить время на борьбу с ними. Коридор был чересчур узок, земля слишком ухабиста, чтобы воспользоваться косилкой. К тому же один взрыв гнилой прилипалы мог превратить заправленный двигатель велосипеда в бомбу, поэтому мы побежали. Мне хотелось исключить встречи с мобами, если это возможно. Тем двоим придется иметь дело с каждым мобом, который останется в живых. «Почему мы бежим?» – спросила Пончик. «Мы могли бы захватить ту пару». «Не знаю, могли или нет», – возразил я. «Они вооружены. У него 8 уровень, как и у нас, но у нее 9. Добраться до 9 нелегко, так что у нее наверняка много навыков. К тому же я действительно не хочу получить череп возле имени. Даже если они добиваются именно этого, никто из тех, кого мы встретим, об этом не знает. Никто не станет с нами разговаривать. Но если мы их не остановим, они смогут навредить кому-то еще». Я так и остановился посреди коридора, посмотрел на кошку, очень уж не по-пончиковски было сказано. Хуже того, это было правдой. «Мать твою, Пончик!» Я оглянулся через плечо на зону безопасности. Те наверняка уже очнулись, хотя я подозревал и надеялся, что они не побегут вслед за нами немедленно. Возможно, они и хотят навредить кому-то еще, но мы-то что можем сделать? Пончик выпустила магическую ракету и убила кучку крыс 2 уровня, которые, по-видимому, заполонили все коридоры независимо от местности. Крысы зашипели и попадали на спины. Одна из них выронила крысиную шкурку и кусок крысиного мяса. «Не бери в инвентарь», – посоветовал я. «Вычеркни». Пончик фыркнула, но послушалась. Ей нравилось брать лут. Тот, кто убивает моба, имеет преимущественное право на лут в течение пары минут после столкновения. Но если отказаться, то лут становился законной добычей любого. У меня была одна идея, но я не знал, сработает ли она. Времени не было, но проверить идею я был обязан. Я вынул одну из гоблиновских дымовых бомб, запалил фитиль и быстро поднес к инвентарю крысы. Мне это было позволено. Как в большинстве игр, здесь позволялось добавлять предметы в инвентарь трупа, как в сундук. У этой крысы был инвентарь решетчатой структуры, который явно вмещал не так много предметов. Такими были инвентари обходчиков в предыдущем сезоне. Мне требовалось проверить, осталась ли зажженной дымовая бомба. Говорили, что предметы не сохраняют импульс, а этот... Благодаря 5 уровню в обращении со взрывчаткой я получил дополнительную информацию. Дымовая бомба гоблинов. Тип – сгорание. Эффект – непрозрачный дым в радиусе более 10 метров на 3 минуты. Статус – 89 из 100.
испускает пахучее облако вздымающегося многоцветного дыма, стабильного в течение 3 минут. Используется либо для дезориентации противника, либо для оформления сцены на концертах хэйр-металла. Здесь не говорилось, зажжена ли бомба. Я достал ее, и к моему облегчению оказалось, что фитиль все еще потрескивал и шипел. Я быстро добавил бомбу в крысиную решетку, все осталось прежним, но статус поменялся на «разрядка неизбежна 34 из 100». После этого я исследовал запас гоблинского динамита. Здесь все было обозначено на основе из 50, а не из 100. И детонация неизбежна или опасность. По-видимому, предупреждение об опасности выставлялось там, где статус был ниже 15. Я осторожно удалил самый нестабильный кусок динамита, помеченный как 10 из 50, и, не зажигая, поместил его в инвентарь крысы. Хотя я обращался с динамитом настолько осторожно, насколько это было в моих силах, его статус снизился до 9 из 50. Господи Иисусе, счастье, что меня еще не разнесло на куски. Следующий был 13 из 50. Я быстро зажег его и переместил в инвентарь крысы. Если киллеры последовали за нами, то, вероятно, они прошли через тот же холл. Этот малый обчистил труп Ребекки полностью, даже одежду снял. Люди такого толка не брезгуют ничем. Если они наткнутся на крысу, то, дай бог, подумают, что мы слишком спешили и не стали задерживаться ради лута. Крысы обычно не оставляют ничего, кроме шкурок и мяса. Дьявольски подозрительно, но, может быть, нам повезет. Если Фрэнк вытащит 3 предмета из инвентаря крысы, инвентарь непременно взорвется в его руках. Пока это было лучшее, что я мог предпринять. «Отлично», — сказал я, нервозно оглядываясь через плечо. Не забыл, что они умеют становиться невидимыми, по крайней мере на карте. «Идем». Мы повернулись и побежали в сторону магистрали. «Как ты узнал?» — повторила Пончик, когда мы перешли на трусцу. «Он лгал с самого начала. То есть он не федеральный агент?» Дыхание Пончика делалось хриплым, но коридор был уже близко. «Не знаю. Думаю, возможно, и агент. Он разговаривает и ведет себя как коп, но вся его история сшита белыми нитками. Эта Ребекка была 3-го уровня. Он сказал, что завязалась перестрелка, а это не могло быть правдой. Огрызок яблока, все, что осталось в ее инвентаре. Следовательно, она шла в учебную гильдию, но кто-то выпотрошил ее до последнего предмета. Затем Фрэнк съел пирожное, и я увидел, что его опыт 9,8, а не 10, значит, он с кем-то в партии, с кем-то живым. Потом он положил руку на спинку стула, и я видел, как у него подергивается палец, то есть он печатал в чате, и не сообразил, что включать мозги полезно. Пончик вытаращилась на меня на бегу. «Как же так? С чужими ты Джеймс Бонд, но понятия не имел, что мисс Беатриса могла встречаться сразу с 3 парнями». «С 3 разными парнями? Ну, один из них ты, значит, еще с 2, как я понимаю. Хотя с 3, если считать хозяина ангела. Это считается обманом, когда парень при этом живет с другой женщиной? Я не понимаю многих человеческих нюансов». «Конечно, считается обманом», — сказал я. «Твою же мать. Ты вечно смотрел на айпаде видео, в которых какие-то бабы ласкали друг друга. Это считалось бы обманом, если бы мисс Беатрис не разрешила тебе на них смотреть. Пончик, сейчас не время для этого разговора». Мы добрались до дороги, и я извлек из инвентаря свою косилку. Мне предстояло в первый раз по-настоящему ей управлять. Я забросил кусок угля в бункер и помолился, чтобы ничего не взорвалось. Мы собирались отъезжать, когда подземелье задрожало от объявления. Это было ежедневное обновление. «Приветствую, обходчики! Еще один прекрасный, потрясающий день. Мы счастливы, что вы с нами, и надеемся, что каждый из вас превосходно проводит время. Все это делаете вы, и мы в Боранте искренне ценим энтузиазм, с которым вы подходите к нашему общему делу. У меня для вас пара объявлений. Во-первых, мы хотим заверить всех, что покончили с багами в новых туалетах. И вопрос взрывов, и да, несчастный вопрос всасывания в некоторых подразделениях решены. Нет абсолютно никакой нужды бояться. Те, кто до сих пор использовал для облегчения коридоры, пожалуйста, перестаньте. Мы не хотим начинать карательные меры. Пара беглых замечаний. Мы добавили поддержку для всех языков, которых не хватает в нашей библиотеке, так что тем из вас, кто слышит меня и понимает в первый раз, добро пожаловать. Нет сомнений, что вы поймете остальное. Еще о языках. Мы установили полную взаимную поддержку родной речи. Поэтому носители мандарина будут понимать англоговорящих и так далее. Принятое в западной литературе название северокитайского диалекта, положенного в основу государственного языка Китая.
Дебаф «Дикое бешенство» отныне излечим при помощи зелья и заклинаний здоровья. Загрязнение больше не исходит из воздуха, просим прощения у Новой Зеландии. Мы устранили демонов-смесителей. Уровень трудности для убийства этих мобов представляется чрезмерно высоким. Их коллектив становился сильнее каждый раз, когда они совокуплялись. После их своеобразной работы с группой в 15 тысяч обходчиков ежедневно, мы были вынуждены принять меры по предотвращению преждевременного вымирания. Остальных заверяем, что демоны будут восстановлены на одном из нижних этажей. Босс местности «Уличный проповедник» повышен до босса района. Кроме того, мы скорректировали уровень силы нескольких дюжин других мобов. Их слишком много, чтобы перечислять, просто имейте сказанное в виду. Последнее замечание. Многие обходчики устремляются к лестницам преждевременно. Скажем снова, это ваш выбор, но лучше всего приобрести как можно больше опыта. И на будущее мы не будем показывать вас в обзорах, если зрители не смогут подключиться к вашей ленте. Поэтому, если вы ступите на лестнице за 3 или 4 дня до крушения, вы будете удалены из эпизодов. Пока это все. Хорошей вам работы и убивайте, убивайте, убивайте. «Мы не увидели остаток шоу», — сказала Пончик. «Как ты думаешь, мы туда попали?» «Сомневаюсь», — сказал я. Я забрался на седло, похожее на череп аллигатора, и весь велосипед затрясся подо мной, показывая скрывавшуюся в нем мощь. У этой машины были педали, как у велосипеда, но имелся и дроссель. Машина приводилась в движение мускульной силой ног, но, достигнув нужной скорости, я мог включить дроссель, и велосипед фиксировал эту скорость. Необычная конструкция. Двигатель, встроенный в колеса, уже нагревался. Приходилось широко раздвигать ноги, чтобы не сгореть адским пламенем. Я вздохнул. Мне нужны брюки. Пончик запрыгнула на свое боковое сиденье и принялась лизать лапу. Мы двинулись по дороге, стараясь уйти как можно дальше от местности, в которой находились сейчас. Глава 20. Время до крушения уровня 47 часов. Если Фрэнк и Мэгги и нашли мою ловушку, то я уведомления не получил. Лучший сценарий был бы таким: они мертвы, а моя заслуга не признана. Из всех достижений в этой игре я хотел бы избежать признания в качестве обходчика-убийцы. Я не заработал никакого достижения или навыка за установку ловушки, значит, можно смело делать ставки на то, что ловушка не сработала. Я счел это хорошим знаком. Впрочем, мы с Пончиком все же получили признание за нашу битву против Фрэнка Кью и Мэгги Май. Новое достижение. Сучельник. В зоне безопасности на вас напал ваш товарищ-обходчик, и системе пришлось спасать вашу задницу. Такое обычно означает, что или вы сильно раздражаете, или громко храпите. Будь здесь тюрьма, вы стали бы моей сукой. Погодите. Награда. Суки не получают наград. Я рассмеялся. В первый раз после нашего вступления в эту нелепую игру я смеялся над тупым уведомлением. Поездка прошла значительно ровнее, чем я предполагал. Один кусок угля уходил на 4 или 5 километров, а я располагал почти безграничным запасом. Нам пришлось проехать на восток только до первой развилки, потому что потом мы наткнулись на стену и были вынуждены выбирать между севером и югом. Если карта в моей голове была правильной, то над нами было побережье озера Вашингтон, что еще раз доказывало, подземелье не повторяло контур планеты. Мы ехали на юг, придерживаясь направления коридора I-5. Потом вновь стали появляться ответвления к востоку и западу. Я сильно подозревал, что нам нужно продвигаться на восток и вглубь континента, пока не появятся лестничные спуски. Но проблема была в том, что строго на востоке над нами была большая горная цепь. И если до того подземелье было малонаселенным, то здесь оно должно было стать в буквальном смысле пустынным. На протяжении не менее 150 километров. Мы все же решили идти на восток и отклониться от западной береговой линии США. За несколько часов езды мы не встретили ни людей, ни мобов, ни лестниц. Трудно было вычислить, с какой скоростью мы двигались, но я предполагал, что около 30 километров в час. Мой навык пилот-косилки неуклонно рос, пока я вел велосипед. Когда уровень достиг 5, дроссель позволил мне увеличить скорость. Не хотелось ехать чересчур быстро, но было важно найти более плотную местность лабиринта.
Из того немногого, что мне удалось увидеть в шоу, я знал, что существуют местности, не похожие на те дыры, в которых мы пребывали до этого. А еще у меня сложилось ощущение, что эти огромные квадраты карт – не что иное, как случайно сгенерированные территории, возникающие на краю некоторых карт в играх с открытым миром. В пути я велел Пончику держать ее карту в полном масштабе, так, чтобы я лучше мог обследовать территорию и находить интересные места. Мы видели все меньше и меньше учебных гильдий, но они были. Туалеты по-прежнему встречались на протяжении всего пути, как и зоны отдыха, точками, отмеченные на картах. Мои мысли уплыли далеко, к отцу. Если бы он только мог видеть меня сейчас, как я сижу на этой штуковине, растопырив колени, чтобы не получить ожогов от этого преславного мопеда. Он бы засмеялся и назвал меня полным идиотом. Сам он был байкером, правда, больше байкером выходного дня. Я не говорил с ним и ничего о нем не слышал больше 12 лет, с того дня, когда он ушел, оставив меня одного в этом мире. Прежде я никогда не садился на мотоцикл, хотя мой нынешний драндулет нельзя назвать байком. Да, у меня был велосипед, на котором я колесил на работу, но мотоцикла у меня никогда не было. Один раз мы остановились у туалета, который показался возле главного коридора, и сразу в прихожей попали в кольцо двуногих енотоподобных монстров, ростом доходивших мне до колена. Эти твари назывались «злые сорвиголовы», и те, что столпились у коридора, все доросли до 3-го уровня. Они были примерно такими же сильными, как обычные гоблины, и вооружены игловидными копьями. Парочка приблизилась ко мне и насадила себя на шипы моих наколенников. Я забрал их копья как добычу. Для меня они были бесполезны, но я надеялся, что когда-нибудь сумею их продать. Мы воспользовались ванной, к счастью, ни один из нас не взорвался, и продолжили путь. Этот краткий курс научил меня кое-чему важному. Те мобы находились самое большее в 6 метрах от края нескончаемой магистрали. Мы не видели их точек, пока не остановили свой драндулет и не приблизились к границе прохода. Туман войны захватывал нас тем плотнее, чем быстрее мы двигались. Важно было учитывать это. Мы нуждались в навыке, в заклинании, в какой-нибудь особой способности, в чем-то, что позволило бы нам лучше ориентироваться. Пока мы ехали буквально вслепую, и мне это не нравилось. Когда мы вляпаемся прямиком в какую-нибудь ловушку, только вопрос времени. Мы решили немного вернуться и дальше держаться направления на восток. Теперь я ехал медленнее. А через несколько часов мы, наконец, увидели нечто новое. Я остановил косилку, чтобы рассмотреть знак на стене. 2 перекрестка на восток, 3 на юг. Лестница плюс люди. Написано было по-английски красной текучей спреевой краской. Я провел ладонью по буквам, пальцы я не испачкал, но краска была липкой. Надпись сделана несколько часов назад. «Думаешь, это ловушка?» – спросила Пончик. «Возможно». Когда мы остановились, я увидел на своем экране несколько косых крестов, означавших трупы мобов. Мы решили взглянуть поближе. Это были мобы, похожие на белых рогатых коз с полными перьев ртами. Я осмотрел одну. Труп с лутом, холодная коза, уровень 4. Убита обходчиком Брэндоном Энном при помощи обходчика Криса Эндрюса II. Склад пуст. Я осмотрел всех коз на этом участке и насчитал 15 разных имен тех, кто убивал или ассистировал в убийствах мобов. Козы были распотрошены, зажарены заклинаниями, а еще я нашел несколько стрел без наконечников. Некоторые монстры были буквально раздавлены, как будто кто-то орудовал невероятной величины молотом. «Я вполне уверен, что это не ловушка», — сказал я. «Давай осмотримся». Выполненные краской из баллончика уведомления продолжались по мере того, как мы приближались к местности. Там, куда знак направлял нас, была Т-образная развилка. Я остановился. Косилка отреагировала на это звуком чак-чак-чак. Скоро потребуется новая угольная подпитка. Мой зад чувствовал себя убийственно, ноги болели. На земле была нарисована стрелка, указывавшая влево, то есть дальше на восток. Посмотрев на карту, я увидел, что это место отличается от всех, которые мы посетили раньше. Дороги на восток и на запад не были прямыми. Они изгибались, что означало, мы подъехали к кругу внушительных размеров. У меня вдруг возникло неприятное ощущение по поводу того, что может находиться в центре этой зоны. «Я вижу лестницу», — сообщила Пончик. «Если ты посмотришь на карту, то это на краю нашего поля зрения». Так и есть, точно к югу от нас. Вероятно, в центре гигантской петли должна находиться лестница. Я сосредоточился на белом квадрате на карте.
Там было написано просто «Лестница на 2-й этаж». Я не увидел ни голубых точек, ни чего-либо другого, только пустое пространство тумана войны. «Смотри, что-то написано на земле!» – воскликнула Пончик, указывая в сторону левого коридора. После минутного колебания я остановил косилку, и мы пешком отправились к знаку. «Эта дорога безопасна. Мы собрались в 2,5 километрах отсюда. Только не заходите глубже в спираль, иначе активируйте босса района». Дерьмо. Мордекай говорил, что боссы не будут караулить лестницы до 4-го этажа. «Хотела бы я знать, что там скрыто», – проговорила Пончик, указывая на мощную стену справа. Как только она это сказала, что-то пронеслось мимо по ту сторону стены, как будто мы стояли на железнодорожной платформе. Что бы это ни было, оно быстрое и большое, очень-очень большое. Дальше мы двинулись пешком. Через 400 метров справа от себя мы увидели подъемную решетку. За ней на дороге, ведущей к центру круга, был поперечный затвор. Он был наполовину приподнят, при желании мы могли бы пролезть под ним и углубиться в очерченную петлей зону. Похоже, там, внутри, имелось еще одно кольцо. Это его надпись на земле называла спиралью. Вглядевшись, я различил еще один проем, открывающий широкий внутренний проход. Нет, это больше походило на круглый лабиринт, чем на спираль. Если бы мы скользнули под затвор, он, несомненно, опустился бы и отрезал нас. «Давай задержимся на секунду», – попросил я. «Хочу увидеть, что это такое». Долго ждать не пришлось. Какое-то создание, чем бы оно ни было, пронеслось мимо и пронеслось так быстро, что я не успел посмотреть на информационное поле. Оно катилось как мяч, розовое, мясистое, размером с весь проулок, словно кошмарный монстр Пакман. Персонаж одноименной аркадной видеоигры, круг с отсутствующим сегментом, пожирающий точки. Оно издавало жуткие хрюкающие звуки, проносясь так, что тряслась стена. Когда оно промчалось, нас накрыло зловонием нечистот из сточной канавы. «Свят, свят, свят», – проговорила Пончик, сморщившись так, будто я пытался накормить ее овощами. «Ожидается что-то совсем неприятное». Глава 21. «Давай попробуем найти тех, кто оставляет эти знаки», – предложил я. Мы миновали еще 3 подъемных решетки, прежде чем вышли к становищу. В общей сложности мы прошли четверть круга от того места, откуда отправились. Сердце сжалось при виде жалкого количества людей, что собрались там, у конца магистрали. Около 40 голубых точек толпилось там, где должен был находиться подъемный мост, ведущий в круглый лабиринт. Мой энтузиазм улетучился, когда я увидел, что за люди там собрались. Почти все они были первоуровневыми, причем престарелыми. Не типа крутой чувак-дедуля из клуба пенсионеров, а старый хрыч «люблю-люблю, тю-тю, какого ж дьявола не мрешь». Многие были в инвалидных креслах, если нет, то с ходунками. Многие в халатах и колпаках, груды одеял загромождали проход. Эти люди собрались кучкой, некоторые, по-видимому, спали. Одна пожилая женщина держалась особняком, стояла в стороне от группы. Этой было за 70, а не за 100, как прочим. Она стояла неподвижно, взгляд черных глаз был направлен на нас. Женщина была закутана в бесчисленные шали. Ее кожа напоминала высохший чернослив, на ее голове косо сидела красная фетровая клетчатая шляпа. Она склонилась над магазинной тележкой, доверху наполненной одеялами и прочей дребеденью, среди которой выделялся пластмассовый розовый фламинго со стрелой в голове. Я припомнил лестницу, по которой спускался в подземелье, и поразился, как кому-то удалось спустить сюда инвалидные кресла и магазинную тележку. Тут я заметил группу более молодых, не столь немощных обходчиков. Один из них, кругленький чернокожий парень, увидел нас, помахал и трусцой подбежал к нам. «Слава богу», – произнес он, – «вы видели наши знаки?» «Да, мы видели». Я просмотрел его свойства. Обходчик номер 12-330-671, Брэндон Н., уровень 6. Раса человеческая, класс еще не назначен. У его имени стояла одна бронзовая звезда. Несмотря на жару, на нем был надет тяжелый зимний жакет. На его плече висел гигантский молот, карикатурно огромное оружие. Круглая головка молота могла поспорить размерами с колесом моей косилки. Судя по ее блеску, она была сделана из какого-то магического легкого металла. У Брэндона не было ни доспехов, ни каких-либо приспособлений. «Мы?» – переспросил он, знакомясь с моими свойствами, и нахмурился. Нерешительно отошел на шаг, как будто чему-то удивился.
С вами есть кто-то еще?» Он взглянул вниз на Пончика, и складка между его бровей стала глубже. В первое мгновение я подумал, что таки получил череп около своего имени, сам не ведая о том. Но потом вспомнил свой титул. В свойствах должно было стоять не имя Карл, а королевский телохранитель Карл. Пончик была великий победитель, лучший в подземелье принцесса Пончик. Я мог только вообразить, как это выглядело при первой встрече. К нам приблизился еще один мужчина. Это был Крис Эндрюс II. Несомненно, эти двое были братьями. Крис был повыше и не такой упитанный. На голове у Криса позвякивала металлическая феска, но оружия у него, по-видимому, не было. «Да, мы», — подала голос Пончик. «Это правда. Я здесь, грубо говоря». Крис и Брэндон посмотрели друг на друга, и вдруг Брэндон расхохотался. «Прошу прощения, друг», — сказал он мне. «Я не понял. Я увидел ваше имя и подумал...» «Ну да», — сказал я. «Вы подумали, что я псих. Она разговаривает, к тому же ее статус, вероятно, выше, чем у всех здесь присутствующих». Брэндон опустился на одно колено и погладил Пончика по голове. Его прикосновение одновременно и разгневало, и взволновало кошку. «Нам очень приятно познакомиться с вами, принцесса Пончик. Прошу прощения, если обидел вас, красавица. Я никогда раньше не встречал говорящих кошек». «Все в порядке», — Пончик смягчилась. «Извинения приняты». Все вместе мы направились к группе. Я помнил, что было проделано с мертвыми козами, но здесь, кажется, присутствовало лишь 4 боеспособных. Брэндон и Крис были 6-го уровня. На 5-м уровне была круглая испанка Иоланда Мартинес, 13-я, около 50 лет и ростом меньше 1,5 метров. В руках она держала лук, а на плече у нее висел колчан, такой тяжелый, что буквально тянул ее на пол. Она была одета в медицинские скрабы. На груди висела табличка с именем Медоу Ларк Иоланда. КАМС. Скрабы – гигиеническая одежда хирургов, медсестер, врачей и других работников больниц, занятых уходом за пациентами. КАМС – Калифорнийская ассоциация медицинских сестер. Еще была девушка с длинным мечом. Она тоже была в скрабах, но на ней был и плащ волшебника. Звали ее Иманисси. Мне показалось, что весила она килограммов 40. На вид ей было лет 20, по страху в ее глубоко посаженных глазах можно было угадать, что она видела нечто ужасное. У всех 4 возле имен стояли бронзовые звезды. У Имани были также черепа, много черепов. На интерфейсе висел один большой череп вместе с 2 черепами умеренной величины. Я вгляделся, и оказалось, что там написано «Обходчик-киллер 12». У нее был 10-й уровень, самый высокий из всех, кого мы до сих пор встречали. Пончик. Карл, это еще один злобный убийца. Карл. Я так не думаю, другой случай. И незачем печатать заглавными, выглядит так, словно ты кричишь. Пончик. Я кричу, Карл. Мы ночные санитары в доме престарелых в Эннетче. Окружной центр в штате Вашингтон, сказал Брэндон после того, как я представился остальным. Иоланда с радостью приветствовала меня. И мне ничего не сказала. У нас прозвучала пожарная тревога, и нам пришлось выбежать на улицу, потому что кто-то, он указал глазами на женщину с магазинной тележкой, поджег мусор в железной бочке, и пламя перекинулось на здание. Я внимательно рассмотрел женщину с тележкой. Было видно, что она бездомная. Теперь мы все бездомные. Она стояла в отдалении, смотрела в пространство и грызла почерневший ноготь. Обходчик номер 7450, Агата, уровень 2, раса человеческая, класс еще не назначен. В общем, продолжал Брэндон, нам пришлось эвакуировать все здание. 250 стариков, на мороз. Вот тогда все и случилось. Я окинул взглядом группу и в первый раз пересчитал людей. 38 человек, включая 4 сотрудников и Агату. «Вас было 250?» – переспросил я, не отводя взгляда от группы. «Да», – уже тише подтвердил Брэндон. «Спустились не все, а из тех, кто спустился, не все с нами». И он рассказал, что происходило дальше. Начавшийся пожар быстро охватил все здание. К счастью, огонь разгорелся со стороны кафетерия, в аллее, где ночевала Агата. Непосредственно от пламени не пострадал никто, но эвакуация из домов престарелых задача нелегкая и очень опасная. Местные департаменты полиции и пожарной охраны прислали десятки людей. Пожарные тушили пламя и раздавали одеяло замерзавшим старикам и сотрудникам, искали ключи от соседней начальной школы, чтобы увести людей с мороза. «Как же вы спустились по лестнице?» – спросил я. Брэндон вновь взглянул на Агату. «Проход образовался прямо посреди группы. 2 провалились. И там была лестница, как вы и сказали.
Но потом Агата толкнула свою тележку на ступени, как будто, не знаю, что она делала, но лестница превратилась в скат. И он хотел, чтобы она спускалась, длинный, пологий скат. Агата первой добровольно вошла туда, хихикая, как всегда. Она, мол, всем нам жизнь спасла. Тех, кто провалился, когда открылась дыра, мы больше не видели. Его передернуло. Когда мы дошли до дна, их там не было. Вы пошли из-за холода? Его взгляд упал на мои голые ноги. Мы не собирались спускаться до конца, но внизу было тепло, вы меня понимаете? Я подвез нескольких подопечных прямо к входу, где спуск не был крутым, и на них веяло теплым воздухом. Планировал выждать, пока мы не поймем, что делать дальше. После преображения с нами осталось совсем немного копов и парамедиков, почти все разбежались во всех направлениях, как будто знали какие-то лучшие места. Но кое-кто остался, и они помогли мне переместить стариков в тепло. Оно позволило мне это сделать. Мы перенесли половину людей, и оно перестало мне позволять. Моя нога просто застряла в этой яме, как в ловушке. Мой брат не спускался туда. Но когда он схватил меня за руку, чтобы высвободить, тоже застрял. Через минуту началась боль. И прекратилась только тогда, когда мы двинулись вниз по скату. Это было предупреждение о том, что никто, укрывшийся на лестнице, не выйдет обратно, поэтому мы начали спускаться. У нас не было выбора. А копы и парамедики? Их было ребят 20. Пара копов и парамедиков решила спускаться. Большинство отказалось. Мы все помогали старикам входить в холл. Он указал себе за плечо на магистраль, ведущую к этой четверти круга. Вот здесь, за углом места, где мы вошли. Многие наши друзья с тех пор почти не двигались. Мы приносили им еду из зоны безопасности. Это примерно в 1,5 километрах отсюда. «Где же сейчас копы и пожарные?» – спросил я. Брэндон кивнул на круг. Большинство вышли, ворота за ними закрылись. А когда через 5 минут открылись, тех ребят уже не было. Мисс Тристиата, наша наставница из учебной гильдии, сказала, что все районные и городские боссы будут охранять свои личные лестницы на первых 4 или 5 уровнях. Но будет и масса других лестниц, разбросанных как попало. Парочка наших ушла в надежде отыскать лестницу, по которой будет проще спуститься. Они ушли совсем недавно. Брэндон бросил беспокойный взгляд на своих престарелых подопечных, наклонился и прошептал. «Они все мертвы. Вы увидите, когда они умрут в меню партий, один за другим. Даже доктор Грейси, хоть она сволочь, мастер смешанных боевых искусств. Нас 4. Мы последние, кто не был постояльцем дома престарелых. Мы да Агата». Я повернулся, чтобы посмотреть на большую группу стариков, и от их вида мне стало жутко. Они не должны быть здесь. К хорошему это не приведет. Агата извлекла из своей тележки синий пакет Икеа, достала баллон металлической серебряной спреевой краски и нарисовала на стене огромный круг, который тут же превратила в счастливую физиономию. «Агата, не трать зря краску!» «Она моя!» – огрызнулась Агата и прижала к себе пакет из Икеа. «Вы у меня ее украли!» «А ты украл ее у Стэна», – парировал Брэндон. «Только не трать ее зря, договорились?» «Вы не думали о том, чтобы перевести вашу команду в зону безопасности?» – поинтересовался я. «Как-никак там удобнее, чем в коридоре». «Там все занято», – отозвался Брэндон. «Вафельный домик из Алабамы. Сеть ресторанов США главным образом в Южных Штатах. Вы можете поверить, там вместимость 30 человек, и мой брат Крис помог наиболее адекватным, наиболее мобильным перебраться туда. Есть там один гном, готовит для них и поет. Все они это любят». Брэндон невесело улыбнулся. «Такой народ в вафельном домике. Они проголосовали и решили, что не съедут оттуда». «Он не говорит, верно?» – спросил я, указывая на Криса, брата Брэндона. Брэндон покачал головой, Крис безучастно смотрел на меня. «Он не то чтобы не мой», — сказал Брэндон, — «но не очень много говорит, да. В детстве мама считала его заторможенным, его отдали в спецшколу, потому что он никогда не говорил. Но он не тупой, он разговаривает. Смотрите на него, как на молчаливого Боба. Если он что-нибудь скажет, стоит прислушаться». Молчаливый Боб – персонаж вымышленной вселенной кинорежиссера Кевина Смита. Брэндон задумчиво кивнул. Я не решался продолжать расспросы, но все же рискнул. «А она?» И кивнул в сторону Имани, наблюдая за тем, как она помогает одной женщине добраться до ближайшей двери, до туалета. Девушка заставила подопечную самостоятельно открыть дверь. Пол перед туалетом был испачкан чем-то красным. Я содрогнулся, вспомнив взрыв бага в рекламе.
После того, как женщина была успешно доставлена к месту назначения, Имани отошла оттуда и помогла мужчине в инвалидном кресле сделать глоток воды. И Аланда тоже ходила между остальными, тихо разговаривая. Брэндон покачал головой. «Однажды на нас напали, сразу после того, как мы нашли учебную гильдию. Дружище, я не хочу об этом говорить. Но у Имани есть этот меч, а мы возили наших подопечных группами к мистерис Тиате. Они не могут быстро двигаться, так что к лучшему. Позволить им сгореть тогда это было бы намного хуже». Я кивнул. У меня были вопросы, но о чем-то лучше не спрашивать. Не был ли ее высокий уровень прямым результатом убийства 12 бывших пациентов? Возможно, ей выпал лут или ящик, а может и 2. Эти люди все еще не могут ходить? Быстрое излечение в подземелье, всяческие исцеляющие заклинания, все такое, на них это не действует? «Ах, все это изумительно», — вздохнул Брэндон. «Но в этом и проклятие. Все эти люди освободились от сотен недомоганий. Ни один из них не принес сюда свои лекарства, и ничего плохого ни с кем не случилось. Но в то же время они не становятся моложе или сильнее. Кто-то потерял память, кто-то мыслительные способности. Это тоже не восстанавливается. Похоже так. Здесь лечится то, что может их убить, но и только». Я вздохнул. Вниманием снова завладел широкий округлый вход в лабиринт и короткий мост. Этот вход был втрое больше входов с подъемными решетками, тех, что стали вехами на нашем пути. Его закрывали огромные ворота, через которые могли бы проехать бок о бок 2 гоблиновских бульдозера. Он вел в другой двор, круглый, с 3 выходами. Стены затряслись, когда мимо проносился монстр, но он, по-видимому, не вырвался в круглый двор. «Так каков же план?» – спросил я. «Сначала мы планировали собрать столько людей, сколько сможем, и штурмовать лабиринт. Мы предполагали, что он устроен как спираль, но никто не пошел, все отправились на поиски других выходов. Теперь остались только мы, а мы эту тварь убить не можем, никто даже не знает, что это такое». «И что потом? Даже если у нас будет свободный доступ к лестнице?» Я оставил вопрос висеть в воздухе. «Знаю, – поморщился Брэндон, – но я просто не могу оставить этих людей. Я надеялся, что если мы сумеем опустить их на 2-й уровень, то таким же образом сумеем опустить и на 3-й. А там они все выберут для себя класс, и не исключено, что перестанут быть бесполезными», – подсказала Пончик. Я кивнул. Я сочувствовал этому парню и 3 остальным. Остался бы я верным своему долгу, даже когда все вокруг настолько безнадежно. Что за кошмар? Наверное, я ужаснулся бы. А вот эти ребята... Мир закончился. Никакой надежды для этих несчастных людей, которых они призваны опекать. Эти жесткие условия не для хрупких, не для беззащитных. И все-таки для этих 4, Брэндона, Криса и Аланды и Имани, не существует даже вопроса о том, чтобы отказаться от своего долга. Некоторое время ушло на изложение наших приключений, включая наше столкновение в последней зоне безопасности. Я рассказал и о 2 контактах с боссами местности. «Я мог бы сделать что-нибудь подобное и с этим боссом», — сказал я. «Думаю, что смогу соорудить такую бомбу, которая взорвется сама по себе, едва монстр коснется ее. Подкинем ее, и тогда нам не придется идти внутрь лабиринта и сражаться». «Не получится», — возразила Йоланда. Она только что приблизилась и теперь стояла около нас. «Знаете эти маленькие дверные проемы, сквозь которые мы видим монстра? Они каким-то образом защищены. Я попробовала стрелять в одну из этих дверей из лука, но стрелы отскакивали. Я ткнула пальцем в одну из них, на ощупь она как жирная глина. Она даже отсвечивает голубым, когда до нее дотронешься. Эти двери выглядят как входы, но они не входы. Возможно, вы сможете выйти этим путем из лабиринта, если с силой толкнете, но я пытаться не буду. И не буду протаскивать через такую дверь бомбу. Единственный вход сюда – вон те большие ворота. И монстр никогда не выбирается в ту 1-ю комнату, поэтому вам не причинить ему вреда, если вы попадете внутрь лабиринта». «Но наверняка мы не знаем», – вставил Брэндон. «Когда ворота закрыты, мы здесь ничего не видим и не слышим, и мы не можем пользоваться чатом партии, и мы не можем общаться с теми, кто снаружи. Они как будто отрезаны от партии». Я вздохнул. У нас был выбор. Мы могли оставить этих людей и уйти с надеждой на другую лестницу или вступить в борьбу с боссом района. Ни одна из альтернатив не казалась привлекательной. Чем бы ни была та тварь, ее почти невозможно убить. Я вспомнил сцену из пересказа последнего эпизода. Против одного босса района вышли 40 крепких мужчин, и босс уничтожил всех. А мы даже не знали, что такое наш монстр.
Я взглянул на часы. У нас оставалось 40 часов. Неужели так много времени прошло с тех пор, как мы ушли от Фрэнка и Мэгги? Через 10 часов должно начаться очередное шоу. В этот день мы не сделали ничего, только покрыли 150 километров. И вот куда попали. Когда я говорил о Фрэнке и Мэгги, ко мне пришло ужасающее откровение. Ваши люди, те, что ушли на поиски других лестниц и погибли, ушли в каком направлении? На запад, к Сиэтлу. Они должны были проходить к северу от места, где были вы. Я помню, где мы убивали холодных коз, там мы отделились от группы и вернулись сюда. Как давно исчез последний? Сегодня, примерно 5 или 6 часов назад. Я смотрел на Пончика и размышлял. Возможно, это и были Фрэнк и Мэгги, но тогда они должны были попасть на это место раньше нас. Это бессмыслица. В последний раз мы видели их довольно далеко от того места, куда пришли. Или существовала другая группа обходчиков, убивающих людей. Или убивал монстр. Трупов мы не нашли, значит, ничего не узнаем. Одна из старушек за моей спиной начала всхлипывать. Старик, скрюченный настолько, что его подбородок касался груди, приковылял к ней на ходунках и погладил по спине. На горбуне был ветеранский берет. Когда-то этот человек служил в американском спецназе. Если я умру, то лучше сделаю это, преследуя достойную цель. Есть поблизости другие зоны отдыха, поинтересовался я. Где есть свободные места? Да, мы знаем 2. В одной нет ничего, кроме торгового автомата, который продает сладости в упаковке. На вкус они хуже дерьма, но добавляют единицу к ловкости на 10 минут. Работает машина для одного человека только раз в день, а следующая зона дальше. Это Taco Bell из Перу. Там есть все удобства, включая кофе. Taco Bell – международная сеть ресторанов быстрого питания, адаптированной техасско-мексиканской кухне. Брэндон наклонился ко мне. «И пиво. Хорошее пиво». «А что вы скажете про мобов?» – спросил я. «Ну да, и учебные гильдии». «Мы очистили 2 ближайших сектора. Другие мужики убили первого босса местности. Они говорили, это был огромный мужской демон, одетый в шкуру. Мы прижали второго босса. В том событии мы все участвовали. Этот был летающий кристалл. Он разбился после нескольких ударов моего молота. А следующий район, тот, что за Taco Bell, все еще кишит монстрами. Те вроде ящериц, прыгают, кусаются, и укусы у них ядовитые. Яд сразу перестал действовать и не успел меня убить. А все потому, что я регулярно принимаю зелье здоровья. С тех пор мы не хотим там отираться. Но там есть парочка учебных гильдий. «А вот это хорошо», — сказал я. «Остаток дня мы с Пончиком будем тренироваться. Если вам удастся выцегонить у Агаты ее спреи, я возьму их с собой. Я намерен повысить свои навыки по максимуму. Вам, друзья, нужно делать то же самое. Осторожнее держитесь с другими обходчиками, особенно с теми, у кого черепа возле имен. Мы посмотрим 3-й эпизод, поспим, потом вернемся сюда. И тогда мы все, я, Пончик и вы 4, отправимся драть задницу этому боссу и спустим ваших людей по лестнице. Как вам такой план?» «И как мы это осуществим?» – послышался новый голос. Имани заговорила в первый раз. Я улыбнулся. «Не волнуйтесь, у меня есть одна идея». Глава 22. «Так что у тебя за великая идея?» – поинтересовалась Пончик, когда мы отошли достаточно далеко. Ее бронированная попона, похожая на юбку, позвякивала при каждом шаге. На ее шее был закреплен талисман бабочка. «Как мы должны убить эту гадину?» «Не имею ни малейшей зацепки», – признался я. «Но нужно, чтобы эта 4 тренировалась. Это наш единственный шанс». «У нас целый день ушел на то, чтобы найти эту лестницу, и времени почти не осталось. Лучше иметь дело с известным врагом, чем с тем, которого мы не знаем». «А мы и не знаем этого врага», – возразила Пончик. «Погоди, что это ты делаешь?» Я подошел к первому из исполненных спреем знаку, указывающему на расположение лагеря, и полностью закрасил его красным спреем. «Ты видела уровень Имани?» Я встал так, чтобы Пончик могла его прочитать. «У нее 10. Отчасти из-за того, что ей пришлось поубивать тех людей». «Да что ты? Хочешь сказать, что если придет кто-то посторонний, то он может перебить стариков только ради того, чтобы набрать опыта? Ох, милый мой Карл, никто не может быть настолько злым». Пончик помолчала. «Или может?» «Не знаю», — ответил я. «Между прочим, и знать не хочу». «А если появится группа нормальных парней? Они пройдут мимо, потому что ты прикрыл наших?» «Пончик, давай оценим ситуацию. Нам повезло, что мы нашли этих людей.
Никаких групп хороших парней нет, во всяком случае, в этих районах. Только акула и мелюзга. А теперь пошли. Найдем этот Тако Белл. А мы тогда кто? Спросила Пончик, когда мы уже снялись с места. Я не ответил, потому что не имел ответа. Брэндон сказал, что вблизи лагеря расставлены десятки указателей. Двигаясь на север, я уничтожал или видоизменял те из них, которые мог найти. Вряд ли я доберусь до всех, но эти действия поднимали мне настроение. Я менял надпись «2 квартала юг» на 12 кварталов юг, когда Пончик вдруг подняла голову и принюхалась. За углом еще 2 крысы. Через мгновение появились их точки. «Твое обоняние обостряется», — заметил я. «Нет, по-моему, крысы стали вонять сильнее». Между этим местом и лагерем мы убили по меньшей мере 30 крыс. Эти были больше и жирнее тех, которых мы уничтожили раньше. Обе эти крысы были 3-го уровня. Перед нашим уходом я тихо спросил у Брэндона, взял ли он в качестве добычи тела тех, кто погиб сразу после входа в подземелье. Сначала вопрос шокировал его, но я объяснил, что нуждаюсь в брюках и обуви. Брэндон рассказал, что он и его товарищи включили в добычу дополнительные инвалидные кресла, ходунки и трости, но не трогали одежду. Чтобы раздеть трупы, тела пришлось бы переворачивать своими руками. При этой мысли у меня голова пошла кругом, и я ощутил новый взрыв ненависти к Фрэнку Кью и Мэгги Май. Они-то раздели мертвую Ребекку В. Вероятно, они сдирали одежду и из других ими убитых. Дойдя до места, где погибли старики, мы обнаружили, что там не осталось ничего, кроме кучек костей и изодранных остатков одежды. Пригодного к использованию там не было. Я поднял изгрызенный шлепанец и с отвращением швырнул его на землю. Крысы сожрали все остальное, просто ураганом вгрызались в трупы. Теперь крысы в этой округе стали больше. Мы повернули за угол и вошли в новый сектор. Несколько гуманоидов в набедренных повязках и с тяжелыми дубинами заметили нас, вытаращились и зашипели. Это были ящерицы-монстры, о которых упоминал Брэндон. Рост их едва достигал метра, самое высокое доставало мне до бедра. Выше пояса они походили на драконов острова Комодо. Остров индонезийского архипелага, родина гигантских варанов, которые больше не встречаются нигде на земном шаре. Маленькие, но мускулистые. У них были длинные ноги, изогнутые, как у кенгуру, и чешуйчатые. Троглодит-пигмей, уровень 2. А, это сволочь, с интеллектом, как у малыша, которого часто роняли на пол. Обычные воины троглодитов-пигмеев были бы безобидны, если б не были так дьявольски быстроногие и ядовиты. Брэндон предупреждал меня об этой специфической опасности, так что я был наготове. Пончик выпустила магическую ракету в первого, а второй бросился на меня, шипя и обнажив колоссальные клыки. Я нанес ему хук справа, и мой кулак, обмотанный цепью, смял ему голову, изменив траекторию троглодита так, что он шмякнулся о стену туннеля. И взорвался, как гнилой помидор. Тот, что стал мишенью Пончика, практически растворился в воздухе. Заклинание «Магическая ракета» достигло 5-го уровня, и Пончик теперь имела возможность выбирать, сколько пунктов маны вкладывать в выстрел, от 3 до 6. Ее интеллект вырос до 24, что давало ей возможность выпускать до 8 ракет, если она заряжала 3 пункта. Я ткнул обгоревшего троглодита голым большим пальцем ноги. До ней прошло всего ничего, а я уже почти не чувствовал при ходьбе землю. Некоторые камни еще причиняли боль, но не такую, как раньше. «Это не похоже на ракету в 3 маны. Это была 6, пояснила Пончик, фыркая на плод своих трудов. «Стоило сделать этого троглодита менее отвратительным». «Будь это монстр 2-го уровня, 3 пункта, наверное, убили бы его с одного выстрела», – предположил я. Ни один из троглодитов не оставил лута, но их дубины я забрал. «Он чуть не откусил мне мордочку, так что заслужил свою 6», – отозвалась Пончик. Следующие 4 часа мы провели в охоте на троглодитов, убивая всех, до кого добирались. 3-й уровень назывался троглодиты-убийцы, 4-й – троглодиты-виртуозы. Убийцы были вдвое больше, почти с человека, с более правильными ногами. Виртуозы использовали языковую атаку, что поначалу меня поразило. Они были такого же размера, как и 2-уровневые, но могли выбрасывать язык вперед метров на 5. Этот длинный влажный язык жалил как шило и выделял яд, который мгновенно нейтрализовывался моим плащом стойкости. Нас с Пончиком все больше увлекали драки в команде. Она выжидала момента, чтобы пустить в ход свои ракеты, а я приканчивал противника ударом ноги или кулака. По позе кошки я угадывал, когда и куда она направит удар.
Принцесса с легкостью запрыгивала на мое плечо и использовала мой рост, чтобы обстреливать свои мишени сверху. Она пряталась за мной, легко просачивалась между пиджаком и плащом, цеплялась когтями за мою спину, чтобы укрыться от ядовитых атак. Да, собственно, от любых атак. Мы еще не достигли 9-го уровня, но неуклонно приближались к нему. После 8-го объем опыта, который требовался для перехода на следующий уровень, казался несуразно огромным. Мы с Пончиком уравнивались. Даже при том, что я не мог распределять свои статистические баллы, мои боевые навыки возрастали, и мои удары наносили противнику все больше ущерба. Возможно, трудности начнутся, когда мы спустимся на следующий этаж, если мы спустимся. Мы уничтожили троглодита-убийцу, и после ракетных ударов Пончика осталась лишь голова ящерицы, которая покатилась по земле, как бугристый футбольный мяч. Кошка прыгала и бестолково молотила эту голову, я же переводил дыхание. После одного сильного удара череп пролетел весь проулок и с треском врезался в каменную стену. «Тебе нужно тренировать когти», — сказал я, оглядывая произведенный хаос. «У меня сила 9, а у тебя 18. Ты в буквальном смысле вдвое сильнее меня, а ведь я сейчас весьма силен. Наверное, ты способна пробить стальной лист, стоит только попробовать». «Применять в драке когти – это так неизящно», – возразила Пончик. «Это не для леди. А выпускать из глаз лазерные лучи – самое оно? Боже, ну конечно. С моей магической ракетой я не пачкаюсь в крови, как обычная домашняя кошка. Я не выйду из драки уродливой со свалявшейся шерстью. Даже представить такого не могу. Я окончу свои дни, как Фердинанд». «Черт побери, кто такой Фердинанд?» «Среди тех, кого ты знаешь, его нет. Просто подумай об этом, идет?» Пончик не ответила. Мы нашли логово босса троглодитов после 2 часов рыскания по проулкам. Эта комната слегка отличалась от тех, что мы видели раньше. Длинная, прямоугольная, с небольшим входом, а значит, я не смог бы применить метод убиения боссов бомбы издалека. Самый высокий уровень у этой категории мобов был 4-м, следовательно, стоило надеяться, босс у них не слишком сильный. Может быть, 7 или 8. Дело было опасное, но мы уже знали, если не сможем сладить с боссом местности 1-го этажа, у нас не будет шансов против тех, кто охраняет лестницу, и мы решили идти вперед. С опаской мы приблизились к логову босса. Дверь была стеклянная, автоматически скользящая, хотя заглянуть внутрь я все равно не смог. Надпись на двери оказалась на английском языке. Открыто 24 часа и «Фитнес, веса, достижения». Я схватил сигарету и зажег ее, глубоко затянулся. Мы шагнули внутрь. Глава 23. Как и можно было заключить из слов на двери, за ней находился спортивный зал с высоким потолком. У входа располагалась небольшая администраторская стойка, перед ней турникет. Стены были покрыты лозунгами вроде «Сегодня день, когда ты выиграешь, отговорки не худеют, выпусти зверя». В зале пахло потом и тестостероном. Повернув голову, я увидел стойки с гимнастическими приспособлениями. Место нельзя было назвать маленьким, но оно было существенно меньше, чем последняя комната босса, и я не решился бросить динамитную шашку. Воздух был наполнен громким глубоким хрипом, который сопровождался знакомым лязгом снарядов для силовых упражнений. Троглодит 2-го уровня зашипел на нас из-за стойки. Пончик прыгнула ко мне на плечо и ударила ракетой. Троглодит опрокинулся на спину, мертвый. «Что, это выстрел на 3 балла? Он не лопнул?» «Да, на 3. Я экономлю ману». Автоматическая дверь закрылась за нами, и хорошо освещенный зал стал красным. Заиграла знакомая музыка, я подобрался к турникету. Вспыхнуло сообщение о битве босса, почти идентичное тому, что было в прошлый раз. В воздухе проплыли наши фотографии и объявления о нашем прибытии. В комнате появились 6 троглодитов-убийц. Места в противоположном углу заняло трио виртуозов. И явился босс. Чудовище стояло в центре комнаты, любовалось своим отражением в зеркале и крутило в воздухе абсурдно огромные гантели. Оно прекратило упражнение, как только мы вошли, уронило свои тяжести. Гантели упали с гулким грохотом и наполовину вошли в пол. Вокруг места их падения доски пола пошли трещинами. Зверь медленно повернулся в нашу сторону, и мир замер в то мгновение, когда его взгляд встретился с моим. Подумал я, когда лицо твари увеличилось на моем интерфейсе. Версус. Соковыжиматель. Босс местности. Уровень 9.
Обладая телом, усиленным лучшими анаболическими стероидами, какие может предложить Даркнет, соковыжиматель занят только тем, что тягает железо, сворачивает шеи и вопит, что его пораженная прыщами мошонка уменьшилась втрое по сравнению с былыми временами. Гнев достиг максимума и переполняет его расширенное сердце. Босс века стремился к выгоде и теперь довольствуется тем, что музыка достигла крещендо. Дон причиняет боль. Darknet – система виртуальных туннелей, используемая для передачи данных в зашифрованном виде, обеспечивает высокую степень анонимности. «От ухмылок в этих описаниях просто в дрожь бросает», – прошептала Пончик. «Это хуже, чем «Рыцарь дорог», сериал, который ты так обожаешь». Снова мы встретились с существом из нашего мира, хотя без описания это не было бы очевидно. Этот босс был похож на помесь троглодита-убийцы и участника соревнований по бодибилдингу. Его надутые мускулы заметно превосходили все приемлемые размеры. Он был выше меня на голову. Босс сохранил голову ящерицы, чешуйчатое тело и хвост. Из одежды на нем были только черные шорты. Все противоестественно мускулистое тело оставалось открытым, на нем выступали могучие вены толщиной с мой палец. Его тело было исковеркано, и он походил на одетого в комбинезон ребенка, который не в состоянии опустить руки. Трапециевидные мышцы наводили на мысль об опухоли, поразившей верхнюю часть его тела, от плеч до середины чешуйчатой головы. Бедра величиной не уступали пивным бочонкам, из-за чего он был вынужден стоять в раскоряку. При ходьбе он переваливался. «Бра!» – прокаркало чудище. «Мне нужно пространство, бра!» Он снял с полки круглый металлический диск размером с крышку от люка и, качнувшись, метнул эту тяжесть мне в голову. В полете диск брызгался искрами. «Мать твою!» – завопил я, отскакивая. Пончик отскочила в другую сторону. Неимоверная тяжесть рухнула на беговую дорожку и разлетелась на куски, разбилось зеркало. Когда другие троглодиты набросились на меня, я активировал свой свиток обманного тумана. Эффект явился незамедлительно. Помещение наполнилось густым влажным туманом, который ослепил меня, но тут же рассеялся. Повсюду закапала вода и пропитала землю. Я еще видел очертания облака, но непроницаемость стала не столь абсолютной. Я знал, что троглодиты ни черта не видят. Свиток не говорил о том, как долго длится эффект. Я подозревал, что не слишком. Требовалось действовать без задержек. Ослепленные троглодиты натыкались друг на друга и на гимнастические снаряды. Соковыжиматель захватил другой груз и швырнул его в случайном направлении. «Бро!» – прохрипел он. «Бро, я ничего не вижу!» Я ринулся на кучку убийц. В это время тяжелый диск врезался в стойку для приседаний, и та со звоном полетела на землю. Мы заранее договорились, что я в первую очередь по возможности вырублю вспомогательный персонал, а Пончик займется обстрелом босса полнозарядными ракетами. Я перескочил через тренажер для ягодиц и вмазал кулаком в растерянное, удивленное лицо одного троглодита-убийцы. Этим парням требовалось как минимум 4 или 5 ударов, чтобы они скопытились. Мой кулак горел, когда я их калашматил. Я сделал подножку последнему убийце, он упал и ударился головой о мягкое сиденье тренажера для груди. Когда я ударил его в голову сбоку, туман рассеялся так же быстро, как сгустился. Проклятие! Я читал второй свиток, уворачиваясь от пламенного диска. Он врезался в тот самый тренажер для груди, и горящие куски металла полетели в разные стороны, подобно шрапнели. Я закричал, когда мое голое бедро взорвалось болью. Кровь ударила фонтаном. Я активировал свое исцеляющее заклинание, а туман опять наполнил комнату. Обманный туман действовал всего секунд 15 или 20, и у меня оставался лишь один свиток. Пончик прыгала взад и вперед по залу, обстреливая соковыжимателя, а тот невозмутимо стоял на месте и бросался в нас металлом. Мощные магические ракеты оказывали на босса несомненное влияние, но к тому времени, когда Пончику понадобилось принять зелье манны, его здоровье все еще оставалось в зеленой части шкалы. Соковыжиматель хрипел каждый раз, когда ракета попадала в голову. Его захлестывал приступ гнева. Он хватал очередной груз и запускал в направлении Пончика. Кошке хватало сообразительности, чтобы менять местоположение после каждого выстрела. Грузы кометами проносились сквозь туман. Пончику приходилось не только уходить от снарядов босса, но и уворачиваться от выпадов языков виртуозов. Она попробовала укрыться от этих ядоносных монстров за тренажером. Иммунитет к ядам был только у меня.
Если бы выпад задел Пончика, нам было бы нелегко сохранить ей жизнь до порции зелья антидота. Мои нога и рука излечились, и я метнулся в другую часть комнаты к 3 троглодитам-виртуозам. Один из них вслепую выстрелил языком, и тот вмазался в турник рядом со мной. Я ухватил этот язык левой рукой, не давая ему убраться на место, и тварь издала придушенный крик, поняв, что не в силах тянуть язык. Виртуоз все-таки убирал язык, при этом притягиваясь ко мне. Наконец мой кулак оказался у него во рту, я закричал от боли, ударил его головой о бок тренажера, но не сумел оторвать ее от тела. Десятки острых зубов впились в кости моей руки. Виртуоз не был мертв, но мой кулак не давал ему дышать. Кажется, он так же отчаянно старался избавиться от меня, как я от него. Его тело было почти невесомым и беспомощно повисло, как только он отпустил мою руку. Я подобрался к 2 оставшимся ящерицам, туман уже начинал рассеиваться. «Я почти вне игры!» – выкрикнула Пончик за моей спиной. Я ударил одного в живот, резко выбросив вперед ногу, и он согнулся пополам. Я опустил на него ступню, переломил ему шею и переключился на оставшегося. Провел правый кросс, высвободил левую руку, только что побывавшую в пасти первого троглодита, и заколотил 3-го насмерть. Ящерица, еще цеплявшаяся за меня, тоже умерла во время избиения, ее тело переломилось с отвратительным щелчком. Зубы все еще держались за мое запястье, как будто на мне была оригинальная боксерская перчатка, сделанная из троглодитовой головы. Клочья запекшейся крови и кость торчали из шейного отверстия. Я повернулся лицом к боссу. Соковыжиматель уже потерял 2/3 здоровья. Верхняя половина его торса была обожжена и почернела. Я больше не мог выносить вида его бусинок глаз. «Бро!» – проговорил он. «Не катит! Это был мой братан!» Он поднял очередной тяжелый диск и метнул его в меня. Я уклонился. Диск стукнулся в стену и разлетелся на куски. Меня ударило шрапнелью. Горячие кусочки металла осыпали голову. Лодыжка запуталась в проволоке, и я опрокинулся на тренажер. Выбираясь, я читал последний свиток обманного тумана. Еще один диск пролетел над моей головой, вращаясь и жужжа, как бензопила, и взорвался за спиной. В меня опять ударили металлические осколки. Индикатор моего здоровья свалился в красную зону. Я мысленно кликнул на целебное зелье из моего рабочего списка и сбросил с запястья череп троглодита. Задача была сродни освобождению вареного яйца от скорлупы. Мне пришлось разломать челюсть, чтобы освободить кисть. Череп брякнулся на землю. Выпив зелье, я понял, что прежде чем выпить еще порцию, придется переждать 15-секундный кулдаун. Пончику на восстановление требовалось значительно больше времени, примерно 2 минуты. Мне некогда было задаваться вопросом, от чего у нас такая разница. Туман наполнил помещение, и я ринулся на босса. «Это ужасный план», – подумал я, приближаясь сзади. Монстр стоял наклонившись и ощупью старался отыскать очередной метательный снаряд. Он использовал все диски с 1 шеста, но под ним еще оставались другие. В тумане чудовище не видело, за что схватиться. Я взялся за штангу, на которую было насажено примерно по 110 килограммов с каждой стороны, снял половину блинов и сложил у ног. При этом пришлось придерживать штангу, чтобы она не скатилась со скамейки. Потом взмахнул этим кривобоким импровизированным оружием, представив себе огромную булаву. Раньше поднять 110 килограммов плюс гриф был для меня почти немыслимым делом. Обычно я выжимал 100, довольно солидный результат. Теперь же, когда моя сила дошла до 9, я, хотя и чувствовал вес, но поднимал его без труда. Тяжело было настолько, чтобы двигаться без изящества. Наверное, не появилось бы и желание прогуляться с таким весом. Но размахнуться было легко, что я и сделал. И изо всех сил влепил штангой по чешуйчатой башке монстра. Хрясь! Я содрогнулся всем телом, как будто удар пришелся в твердую стену. Босс покачнулся и завалился на бок, выпустив из рук диск, которым все-таки завладел. Гриф штанги дрожал у меня в руках, и 3 диска свалились с дальнего конца. Я еще раз ударил монстра, заметно полегчавшей штангой. Затем отбросил ее, поднял один из тяжеленных блинов обеими руками над головой и опустил сверху на соковыжимателя. И ударил. Показатель его здоровья снижался, а он орал: «Стой! Нет, бро, больно!» Когда я решил, что с ним покончено и он вот-вот умрет, босс вдруг повернулся, выбросил вперед гигантскую руку с таким проворством, с каким змея выбрасывает жало, и сжал мое запястье. «Твою же мать!» – подумал я и выпустил окровавленную штангу, которая отскочила от брюха чудовища.
Оно выпростало вторую руку и ухватило меня за шею. «Будет адски горячо», – проговорило оно, садясь. Туман рассеялся, и взгляд босса впился в меня. Несмотря на морду ящерицы, вокруг его глаз вылезли прыщи, как будто где-то под чешуей развились гнойники. От него разило потом, сжженной плотью и спреем для тела Акс. Он начал сжимать меня, и я понял, что я мертвец. Мой показатель здоровья обвалился. Магическая ракета ударила соковыжимателя в спину. Заряд был слабым, монстр откликнулся на него только хрюканьем. «Держись, Карл!» – прокричала Пончик. Она выскочила откуда-то, пролетела через зал по воздуху, приземлилась и вцепилась, как тигр, когтями в неожидавшую подвоха жертву. Принцесса уселась на массивном, выпуклом, как луковица, плече и вгрызлась зубами в покрытый венами затылок. Задние лапы скребли спину врага, по комнате полетели красные и зеленые клочья ткани, как будто взбесилась картофелечистка. Кошка, как вампир, прокусила вену на затылке монстра. Фонтан крови накрыл Пончика, та ответила рычанием. Гигантская лапа на моей шее обмякла. Босс хлопнул себя по спине. Он едва задел кошку скользящим ударом, но Пончик ракетой слетела с его спины и с тошнотворным хрустом ударилась о дальнюю стену. «Пончик!» – закричал я и поднялся на ноги, стараясь поймать дыхание. Монстр потянулся к искромсанной спине. Испытываемая им острейшая боль была очевидна. Кровь хлестала из его затылка, как будто кошка сшибла пожарный гидрант. Текла и текла невероятное количество крови. Соковыжиматель с удивлением посмотрел на меня, словно не понимал, как это я еще жив. «Горжусь тобой, бро!» – прохрипел он. «Через боль прошел». Я не сильно ткнул его кулаком в корпус, и этого оказалось достаточно. Босс, чье здоровье уже почти улетучилось, завалился на спину. Я ступней расквасил его твердую башку. Возможно, система отключила сверхъестественную защиту его костей и плоти. Как бы то ни было, зверь был мертв, его голова легко мотнулась под моей пяткой. У меня было такое чувство, словно я наступил на гнилой арбуз. Я не стал тратить время на осмотр кровавой бани, а бросился через комнату к Пончику. Она лежала на полу кровавой кучей. Одна лапа была вывернута под неправильным углом, индикатор здоровья входил в последний фрагмент красного. «Пончик!» – позвал я и опустился около нее на колени. «Черт же возьми, Пончик! Не делай со мной этого!» Она тяжело дышала, не умерла. Кровь пропитала ее, но она была жива. Я в ужасе смотрел на ее индикатор здоровья, не упадет ли он. Иногда при ранениях он продолжал падать. На моем экране появилось слово «победитель». Музыка умолкла, когда я обратился к своему инвентарю. Пришлось пережить 10 мучительных секунд копания во всяком дерьме, прежде чем я нашел то, что искал. У меня был свиток исцеления живых тварей. Я прочитал его, но заклинание не подействовало. Свиток испарился из моего меню с сообщением об ошибке. «Правильная мишень недоступна. Ты зря истратил ценный свиток, тупица». Я не мог применить к Пончику свои исцеляющие чары, даже если бы у меня было достаточно баллов маны, а их у меня не было. Поэтому я достал из своего склада целебное зелье и откупорил его, чтобы влить Пончику в рот. Я медлил. Принцесса приняла зелье маны несколько минут назад, у нее шло намного больше времени на восстановление, чем у меня. Возможно, играла разница в телосложении. Я не мог осмотреть Пончика и увидеть обратный отчет времени, определить, истек ли требуемый срок. Повредит ей, если я дам зелье чересчур рано. Я не знал. Любая мелочь могла ее убить. Я быстро достал второе целебное зелье и решил попробовать на себе. Быстрые слоты не позволят принять второе зелье, но игра не может помешать мне сделать это вручную. Я принял одно целебное зелье, и оно тут же возвратило мне здоровье. В первый раз я выпил зелье в буквальном смысле. Флакон с пшиком испарился. Появилось табло с обратным отчетом 15 секунд, и я выпил второе зелье до истечения времени. Вы отравлены, яд нейтрализован. Я чертыхнулся, склонился над Пончиком, потер ее мягкий мех и попросил: «Останься со мной». Крак. Кошка болезненно буркнула, и ее сломанная лапа магическим образом выправилась. Столбик индикатора здоровья удлинился, Пончик поправлялась. Ей становилось лучше. Я вздохнул с облегчением. Пончик выздоровела бы сама по себе, но это заняло бы время. Я решил подождать 5 минут, а затем дать ей зелье, которое облегчит боль. «Карл, это ты, Карл?» – спросила Пончик минуту спустя и жалобно приподняла голову. «Мы справились?»
«Мы справились, Пончик», — сказал я. «Ты справилась. Не двигайся, просто полежи минуту. Ты спасла мне жизнь». «Я была тяжело ранена в бою», — заговорила она. «Спасая тебя, я принесла последнюю жертву. Я чувствую, как жизнь покидает меня, Карл. Я миную последний поворот и уйду в никуда. Это конец. Я использовала когти, как ты говорил, и оттого погибла. Мисс Беатриса будет крайне недовольна тобой». Она дважды кашлянула, и этот кашель прозвучал подозрительно. «Передай ей, что я храбро сражалась. Передай, что я сражалась до конца. Найди Фердинанда. Передай ему, что я его любила. Любила с той минуты, когда в первый раз его увидела». Показатель ее здоровья внезапно взлетел. Она приняла собственное целебное зелье, и я вздохнул от радости. «Свет, по-моему, я вижу свет», — хрипло проговорила она. Я уселся у стены и скрестил на груди руки. Пончик сжала веки, изображая невыносимую боль. «Покров земного чувства снят». Уильям Шекспир, Гамлет, акт 3, сцена 1. Перевод Пастернака. «Вставай», — сказал я, оглядывая помещение. «Помоги мне собрать добычу.